Часть 8. Возрасты этноса, где описана схема развития этнических целостностей и объяснено, почему вечность им противопоказана. Глава 30. Способ научного поиска. Время и история. История — это изучение процессов, протекающих во времени, но что такое время, не знает никто. В этом нет ничего удивительного. Вероятно, рыбы не знают, что такое вода, потому что им не с чем ее сравнить. А когда они попадают на воздух, то у них не остается времени, чтобы воспользоваться сравнением воздуха с водой. Вернадский определил смерть как разделение пространства и времени, ибо, по его мнению, костное вещество вневременно. Сноска. Вернадский. Химическое строение Земли и ее окружение. Москва, 1965 год. Параграф 135. Конец сноски. Видимо, он прав, но историки имеют дело только с процессами умирания, при которых сущее становится прошлым. А реально ли прошлое? В этом вопросе единства мнений у современных ученых нет. Рассмотрим подробнее некоторые мнения, уже упоминавшиеся нами. Существует и весьма распространена точка зрения, согласно которой прошлого вовсе нет. Джованни Джентиле пишет: «В прошлые времена люди рождались, думали и трудились, но все они мертвы, подобно цветам, красотой которых они наслаждались, или листьям, которые зеленели у них на глазах весной и, желтея, осыпались осенью. Память о них живет, но мир воспоминаний, подобно миру фантазии, есть ничто, и воспоминания не лучше, чем мечта». Историк знает, что жизнь и значение прошлых фактов не могут быть открыты в хартиях, надписях или любых действительных останках прошлого. Их источники в собственной личности историка. Сноска. Здесь и далее высказывания идеалистических философов Запада приводятся по книге «Философский идеализм и кризис буржуазной мысли» под редакцией Кона. Москва, 1959 год, страница 155. Далее отсылки к этой книге даются в тексте. Конец сноски. Согласиться с этим невозможно, но повременим спорить. Есть и другие авторы, писавшие на эту тему. Еще более категоричны Дильтей, Гардинер и Рассел. Все они фактически отрицают историю, утверждая, что ее выводы недостоверны, так как историки неизбежно субъективны, а потому не могут быть беспристрастны. Первичный элемент исторического мира — это переживание, в котором субъект находится в активном жизненном взаимодействии со своей средой, писал Дильтей, страница 112. Не существует абсолютных реальных причин, которые ждут, чтобы их открыли историки, пишущие на различных уровнях и с различных расстояний, с разными целями и интересами, в разных контекстах и с различных точек зрения, утверждал Гардинер, страница 192. Ценность истории в том, что она дает знания о человеческих существах, находящихся в обстоятельствах, чрезвычайно отличных от наших собственных. Не строго аналитическое научное знание, но нечто вроде того знания, какое любитель собак имеет о своей собаке, заявил Рассел, страница 176. Думается, что материал для столь пессимистических выводов перечисленным мыслителям дали современные историки, те самые, которых удачно описал Анатоль Франс. Да разве мы пишем историю? Разве мы пытаемся извлечь из какого-нибудь текста, документа хоть малую крупицу жизни или истины?
Мы просто-напросто издаем тексты, мы придерживаемся буквы. Мысль не существует. Остров пингвинов. Защищать эту позицию не хочется, а ведь, по сути дела, спор идет именно по поводу нее. Так внесем необходимую ясность. Спор, если бы он был начат, был бы основан на филологическом недоразумении. Историей ныне называют целый ряд занятий, хотя и связанных друг с другом, но весьма различных. Первое. Публикация и перевод древних источников, занятие необходимое, но дающее только сырье. Второе. Историческая критика, отсеивающая сознательную, а иногда неосознанную ложь древних авторов, получение полуфабриката. Третье. Сопоставление добытого материала с накопленным ранее. Это уже продукт, но еще не предмет потребления. Четвертое. Интерпретация данных в плане поставленной проблемы. Пятое. Постановка новых проблем, выходящих на стык наук. Перечисленные и многие другие близкие им философы огорчались по существу тем, что не получали из необработанного сырья сувенира на заказ, без промежуточной обработки. Это действительно невозможно, но другого пути нет и не будет. Правы философы в другом. Пройти этим путем может отнюдь не каждый. Самые на вид простенькие обобщения требуют такого душевного подъема и накала чувств, при котором мысль плавится и принимает новую форму, сначала поражающую, а потом убеждающую искреннего читателя. И дело не в том, при помощи какого хода мысли или подбора аргументов доказан тезис. Это кухня научного ремесла, знать которое, конечно, надо, но одного знания мало. Дело в том, почему иногда удается новый тезис найти и доказать. Это таинство психологии творчества, которое древние греки приписывали музе истории Клио. Эта муза подсказывает нам, что скепсис философов не оправдан, что прошлое не личное переживание и не мечта. Ибо настоящее — только момент, мгновенно становящийся прошлым. Будущего нет, ибо не совершены поступки, определяющие те или иные последствия, и неизвестно, будут ли они совершены. Грядущее можно рассчитать только статистически, с допуском, лишающим расчеты практической ценности. А прошлое существует, и все, что существует, прошлое, так как любое свершение тут же становится прошлым. Вот почему наука «История» изучает единственную реальность, существующую вне нас и помимо нас. А разговоры о недостоверности субъективного восприятия — обывательская болтовня. Достоверность нужна всегда в определенных пределах, за которыми она становится бессмысленной. Вычислить расстояние от Москвы до Ленинграда с точностью до миллиметра невозможно и не нужно. Так же и в истории, но в ней есть своя специфика постановки проблемы. Целесообразно изучать не нюансы ощущений исторических персон, а процессы – социальные, этнические и культурогенные. При сборе первичных сведений степень точности мала, но при прослеживании долго идущего процесса случайные ошибки взаимно компенсируются, благодаря чему можно получить описание, удовлетворяющее практической задаче – пониманию эпохи. И чем шире охват, тем выше точность. При такой постановке дела нет смысла увеличивать количество мелочей сверх необходимого, потому что они создают кибернетические шумы, а принцип отбора данных подсказывается поставленной задачей.
Установив, что этнос — феномен биофизический, что пассионарность — эффект энергии живого вещества биосферы, и что сознание, а равно и связанная с ним история культуры, играют роль руля, а не двигателя, мы не решили поставленной задачи, а только наметили способ ее решения. Однако не будем спешить, а посмотрим, нет ли в современной нам науке аналогичной постановки проблемы. Есть. Ясперс предложил свое решение. Ознакомимся с ним. В Западной Европе, и только там, господствовала с V века, то есть от Августина до Гегеля, философско-историческая концепция, которая рассматривала исторический процесс как единую линию, имеющую начало и конец, то есть имеющую свое смысловое завершение. Из этой концепции родились сначала религиозное осмысление истории как стремление к абсолюту, а потом атеистическая религия прогресса. Новейшим вариантом этой теории являются взгляды Ясперса. Ясперс выделяет из всей истории осевое время, когда между 800-200 годами до нашей эры возникли параллельно в Китае, Индии, Персии, Палестине и Элладе духовные движения, сформировавшие тот тип человека, который якобы существует поныне. В Китае это Конфуций и Лао Цзы, в Индии – Упанишады и буддизм, в Иране – Заратуштра, в Палестине – пророки, в Элладе – Гомер и великие философы. Отсюда происходят все мировые религии и философские системы, а прочие народы, как и доосевые, неисторичны и могут просветиться только у осевых народов и их продолжателей, ибо в осевое время произошло пробуждение духа и были поставлены последние вопросы бытия о смертности, конечности, трагической вине и смысле человеческого существования. Осевое время — это как бы корень всей последующей истории. Ясперс не объясняет, откуда и каким образом возник отмеченный им параллелизм в развитии независимых друг от друга культур. Ни вторжение кочевых ариев в Китай, Индию и Европу, ни социальные условия в этих странах не могут дать удовлетворительного решения. Вопрос о генезисе феномена остается открытым. Но факт возникновения в это время и в указанных регионах философской веры, которая, по мысли Ясперса, обеспечивает подлинную связь между народами и культурами, не может быть подвергнут сомнению. Подлинная связь — это связь духовная, а не родовая, не природная, не социальная, и достигается она только перед лицом абсурдных ситуаций, последних вопросов, когда общение людей совершается на экзистенциональном уровне. Здесь мы остановимся, ибо философская часть учения экзистенциализма, рассуждение о настоящем и будущем и попытка пояснить смысл истории могут быть интересны только в том случае, если фундамент построения достаточно надежен. А это-то и кажется сомнительным. Прежде всего, уж очень широка эта ось. 600 лет — это срок, куда можно втиснуть многое, да и если сравнить срезы истории по 800 году до нашей эры и по 200 году до нашей эры, то видно, что за это время произошли грандиозные изменения с различными результатами для разных стран. Например, Китай объединен династией Хань, а Эллада и Персия завоеваны неисторичными варварами, македонянами и парфянами. Что-то тут не то. Дальше читаем внимательно. Автор сопоставляет завершение периода поступательного развития
империю Цинь в Китае 221-202 годы до нашей эры, царство Маурья в Индии, Римскую империю и эллинистические государства, но в III веке до нашей эры царства диадохов в Египте, Сирии, Македонии, Бактрии были отнюдь не могущественны, а Рим изнемогал во Второй Пунической войне. Царство Маурья в Индии распалось после смерти Ашоки в 226 году до нашей эры. Не получается. На Западе развал, а в Китае интеграция. Если же сопоставить Китай с эпохой Августа, то хронологический допуск достигает 300 лет. Немного ли? Идею осевого времени как источника духовной жизни опровергает история Древней Америки, а ведь майя, тольтеки и предшественники инков в Андах, культура Тиуанако, ничуть не уступали древним китайцам, индийцам, персам, иудеям и грекам. И уж совсем неверно, что Китай сдерживал натиск монголов-кочевников, а скорее наоборот. Можно найти и другие поводы для недоумений, но дело не в этом. Концепция Ясперса – наиболее обоснованная попытка понять историю как благодеяние, оказанное первобытным дикарям теми 5 народами, которые создали прорыв или скачок, как бы родились заново. Это оформление взглядов не только Августина, идеи которого послужили первоисточником всех ересей Средневековья, но даже древних иудейских мыслителей, создавших учение о своей богоизбранности. Исходя из учения об этногенезе, как о повсеместно возникающем процессе, согласиться с Ясперсом нельзя. Но одного несогласия мало – попробуем применить доказательства от противного. Но не путем академического разбора мелочей, в которых легко утонет любой спор, а методом наглядного обозрения исторической действительности на протяжении тысячелетия, следовавшего за осевым временем. Для начала скажем, что отмеченный Ясперсом параллелизм развитие нескольких культур древности действительно имел место, но он не был ни единственным, ни столь плодотворным, чтобы выделить китайцев, индусов, иранцев, иудеев и греков в особую категорию людей. Сноска. По существу Ясперс выделил факт, который он понял как появление особой породы людей, обретших способность к интеллектуальному развитию в отличие от прочих, которые остались на уровне полуживотных примитивов. Он уловил сходство акматических фаз этногенеза, но пренебрег историко-географическим разнообразием разных регионов. Комментарий Льва Гумилева. Конец сноски. И он затух, как и прочие пассионарные взрывы этногенеза. Таков наш контртезис. А теперь перейдем к изложению оного. От исторической географии к этнической психологии. Так же, как вне этноса человеку плохо жить вне привычных ему природных условий, подогнанных предками под его потребности, нами были описаны механизм возникновения антропогенных ландшафтов и его связь с фазами этногенеза. Эта довольно жесткая связь также зависит от коллективного настроя этнической системы, образующей этноценоз, развитие которого сопряжено, как мы теперь знаем, с уровнем пассионарного напряжения, а также характером адаптации в ландшафте и наличием той или иной этнической доминанты. При таком подходе к сюжету исследования сама собой отпадает европоцентристская идея о преимуществе технической цивилизации над развитием другого типа. Действительно,
Почему считать земледельческие культуры Индии или охотничьи культуры эскимосов Канады менее совершенными, нежели способ жизни обитателей урбанистических агломераций? Неужели только потому, что последние привычны для большинства наших читателей? Однако, если мы оторвемся от обывательского субъективизма, то нам потребуется надежный критерий для сравнения этносов и суперэтнических культур, потому что они действительно не могут считаться вполне равноценными друг другу. Для этой цели следует снова обратиться к рассмотрению особенностей этногенетических процессов и, не ограничиваясь простым описанием, дать интерпретацию на базе открытой нами пассионарности, где фазы этногенеза и смена состояний антропогенных ландшафтов будут коррективами друг для друга. То, что разница этнопсихологических стереотипов определяется климатом, рельефом, флорой и фауной этнических месторазвитий, было известно задолго до Монтескье. Эти идеи фигурируют еще у арабских географов X-XIV веков, являясь фундаментом географического детерминизма. Неверность их заключалась не в ложности, а в недостаточности объяснения наблюдаемых явлений. Географы этого направления не учитывали главного – динамики этнопсихологических складов, меняющихся в течение веков единообразно и закономерно. Объясним это на наглядных примерах из русской литературы и истории. Русский, а точнее великорусский этнос, существует очень давно. Если даже не брать мифического Рюрика с не менее мифическим Олегом и Игорем, то, во всяком случае, наши непосредственные предки зафиксированы уже после татарского нашествия, где-то в начале XIV века. Они такие же русские, а разве они вели себя так, как ведем себя мы? Да совсем не так. Например, Пушкин, когда его обидели, стал стреляться на дуэли. Ведь никто из нас, когда его будут оклеветывать, ругать или про жену говорить гадости, на дуэли драться не будет. Являемся ли мы по отношению к современникам Пушкина иным этносом, потому что мы ведем себя иначе? Как будто на это должно ответить утвердительно. А может быть и нет? Потому что интуиция нам подсказывает, что Пушкин был такой же русский человек, как и мы, и смена стереотипа поведения нам кажется вполне естественной, ведь за 300 лет до Пушкина, в эпоху Ивана Грозного, когда дуэлей не было и вообще их не знали, как повел себя, например, купец Калашников, жену которого обидел опричник Кирибеевич? Лермонтов совершенно точно это описал. Он улучил момент и в честном кулачном бою нанес противнику нечестный удар в висок. Он убил обидчика, пожертвовав за это собственной жизнью. С точки зрения людей эпохи Пушкина и Лермонтова, это была великая подлость. Так не делают. Если ты вышел на честный бой, дерись честно, но с точки зрения современников купца Калашникова, тот поступил абсолютно правильно. И даже сам Иван Грозный сказал: «Казнить-то я тебя казню, так как убийство было подлое, а велю палача нарядить и по всей Москве звонить, а твоим родственникам торговать безданно и беспошлинно, потому что у тебя были основания убить моего верного слугу». Но еще на 200 лет раньше в таких случаях никто вообще не старался убить своего обидчика, особенно если тот имел высокое социальное положение, был удельным князем или влиятельным боярином. Обиженный дружинник, священник или смерд просто уезжал в другое княжество. Раз в Москве плохо обошлись, поехал в Тверь. А если и в Твери плохо обошлись, в Суздаль, а если в Суздале не понравилось, ехал в Литву.
совершенно иная реакция на обиду, совершенно иной стереотип поведения. Следовательно, по принятому нами принципу, речь в данном случае должна идти о совершенно разных этносах. Но мы-то знаем, что это один этнос, и что мы встречаем не явление, фиксированное в статике, а процессы закономерных изменений. Каждое явление следует брать с его прошлым и с перспективой его будущего. Можно усомниться, что такие нюансы поведения, как реакция на обиду, имеют значение для географии, но есть равновеликие явления, хотя и менее яркие, которые активно формируют антропогенный ландшафт. То, что разные этносы различно относятся к природе, это мы уже установили. Но даже один и тот же этнос в разные фазы своего этногенеза ведет хозяйство разными способами, а тем самым влияет на вмещающий ландшафт различно. Кроме того, архитектура не только городов, но и отдельных поселений, даже домов с усадьбами, является составной частью антропогенного ландшафта. А то, что она зависит от характера деятельности людей данного этноса, понятно и без доказательств. Таким образом, так называемый национальный характер – миф, ибо для каждой новой эпохи он будет другим, даже при ненарушенности последовательности смены фаз этногенеза. Например, Илья Ильич Обломов и его слуга Захар – лентяи. Однако предки их отбили от татар Заволжья богатые земли, завели на них доходное хозяйство и построили себе удобные красивые дома, наполнив их книгами и картинами. Предки Раневской развели вишневый сад, который она пустила на ветер. Купчики из пьес Островского тратят капиталы, сколоченные их дедами. Так что же характерно для русского психологического типа? Строгое собирательство или веселое беззаботное расточительство? Видимо, то и другое, но в зависимости от эпохи, то есть фазы этногенеза. Эти изменения идут неуклонно, не будучи функционально связаны ни с модификациями географической среды, ни со сменами общественно-экономических формаций, хотя постоянно взаимодействуют с теми и другими. Но это интерференция независимых переменных, сопряженных в историческом процессе. Вопреки. Если рассматривать историю как функцию времени и отказаться от всех предвзятостей с этим связанных, то окажется, что время ведет себя не единообразно. Это суждение настолько непривычно, что необходимо условиться о терминах, потому что предлагаемые здесь дефиниции касаются лишь исторического времени, но не затрагивают математические концепции Ньютона или Эйнштейна и биологического времени, исчисляемого сменой поколений изучаемого вида. Применять особенности, описанные далее в нашей работе, к процессам геологического времени тоже не следует, так как у костного вещества есть свои закономерности. Ограничимся спецификой человека и характера его становления. Это тоже немало. Историческое время, в отличие от физического, протяженного, биологического или относительного континуума, обнаруживает себя через насыщенность событиями. То, что мы называем временем, есть процесс уравнения энергетических потенциалов, иногда нарушающийся взрывами, толчками, воссоздающими неравенство энергетических потенциалов, то есть разнообразие. Импульсы, возникающие в биосфере из-за этих толчков, и есть материальная основа творчества, проявляющаяся в стремлении то к красоте
искусство, то к истине, наука, то к справедливости, мораль, то к власти, благодаря этому импульсу создаются государства, то к победе, будь то завоевание чужой страны или мимолетный успех оперного тенора и так далее. Эти импульсы могут быть позитивными, то есть жизнеутверждающими, щадящими все живое и ценящими все созданное руками человека, и негативными, разделяющими энергию, информацию и вещество, в котором информация находит свой приют. Негативный импульс уводит кванты энергии за границы времени, и это подлинный конец процесса. Но позитивный импульс воссоединяет энергию с костным веществом, принимает информацию, и мир продолжает существовать заново. Все неповторимое и прекрасное при потере энергетического заряда исчезает. Вот почему так велики утраты в эпохах, насыщенных деяниями. Но против гибели выступает память. А коллективная память этносов – это и есть история культуры. Подъемы и упадки. Согласно теории прогресса, нет ни подъемов, ни упадков. Стало привычным и не без некоторых оснований считать, что западный полуостров Евразийского континента имеет в истории человечества особо важное значение. В качестве доказательств ссылаются на расцвет классической Эллады, поход Александра Македонского, создание Римской империи, блестящую живопись эпохи Возрождения, великие открытия и колониальные захваты XVI-XIX веков. Однако при этом упускается из виду то, что перечисленные расцветы были эпизодами, и не только на фоне всемирной истории, но и на канве истории Средиземноморского бассейна. Расцвет Эллады был, по сути дела, кратковременной гегемонией Афин. Победы Александра вызвали ответные удары парфян, саков и индусов и крушение македонской самостоятельности. Рим, но о нем побеседуем специально. А что касается побед испанцев, французов и англичан над краснокожими, черными, смуглыми и желтыми заокеанскими этносами, захваченными врасплох, то уже сейчас видно, насколько недолговечны были завоевания конкистадоров, авантюристов и негациантов. Значительно более долгими были эпохи безвременья, о которых европейские историки не любят писать, но которые станут предметом нашего анализа. Упадки культуры – столь же важные явления истории, как и ее подъемы. Откуда же берутся целые столетия без искусства, литературы, философии? Поясним. В эпохе частых переселений целых народов в иные страны, при взаимном неприятии чужих культур и при контактах на суперэтническом уровне условия для сохранения памятников искусства были крайне неблагоприятными. Наследие римской античности сохранилось только под землей, откуда его начали извлекать гуманисты в XV веке. Дивная иконопись эпохи подъема византийской культуры стала жертвой иконоборцев. Роскошные золотые и серебряные украшения угров, алан, русов и хазар были перелиты в монеты и слитки, а те разошлись по окраинам ойкумены. Чудные вышивки, тонкие рисунки на шелке, богатые парчевые одежды, тюркские поэмы, написанные на бересте, истлели от времени, а героические сказания и мифы о возникновении космоса были забыты вместе с языками, на которых их декламировали рапсоды. Вот почему эпоху первого тысячелетия нашей эры называют мрачной, безвременьем, культурным застоем и даже дикостью. Окольный путь.
через изучение истории событий показал, что описанная эпоха была творческой, напряженной и трагичной, и что не бесплодие души и разума определило наблюдаемую пустоту, а горение сердец и страстей испепелило то, что могло сгореть. Приступая к исследованию глобальных закономерностей этнической истории, следует сразу же отречься от принципа европоцентризма, который многими воспринимается как не требующий доказательств. В самом деле, с XVI века по начало XX европейские народы захватили полмира путем колониальных операций, а другую половину путем ввоза товаров или идей. Последние тоже приносили немалый доход. Преимущество европейцев над прочими народами было в XIX веке столь очевидно, что Гегель построил философию истории на принципе мирового прогресса, который должен был быть осуществлен германцами и англосаксами, ибо считал, что все обитатели Азии, Африки, аборигены Америки и Австралии – не исторические народы. Но прошло только 1,5 века, и стало ясно, что европейское преобладание в мире не путь прогресса, а эпизод. Америка и Австралия, как заокеанские продолжения Европы, западной, непосредственно связаны с той же линией закономерности, а аналогичные линии уже прослежены у народов древних, где они дошли до своего естественного конца. Иными словами, те народы, которых принято называть отсталыми, просто реликты, пережившие свой расцвет и упадок. Можно сказать, что черные австралийцы, бушмены, мундруку и даже эскимосы — это старые этносы, поэтому так бедна их материальная культура и так фрагментарна культура духовная. Этногенезы — процессы дискретные, а потому этносам свойственно понятие «возраст». О старении народов говорилось и писалось очень много, но историками эта терминология воспринималась как художественная метафора. В самом деле, дети рождаются, следовательно, поколения обновляются, так что же может стареть? Вот это-то мы и постараемся показать, исходя на этот раз не из общих соображений системологии, а из конкретной этнопсихологии, очевидной для любого историка или этнографа с широким кругозором. Принцип отсчета. В основу возрастной классификации любого этноса целесообразно положить момент, без которого не может обойтись ни одна система отношения коллектива к индивиду. Любой коллектив ограничивает свободу каждого из своих членов необходимостью считаться с другими членами порознь и с интересами коллектива в целом. Этнос не является исключением из общего правила, но характер воздействия на составляющие его персоны с течением времени меняется, и в переменах прослеживается определенная закономерность. Для этноса, находящегося в статическом состоянии, свойственно стремление к консервации взаимоотношений между его членами. В родовом обществе, например, существует жесткий деспотизм традиции, указывающий каждому новорожденному его место в жизни и пределы его возможностей. Причем уровень его личных способностей во внимание не принимается. Например, если герой или гений по возрасту моложе кретина, то он все равно должен считаться ниже его по общественному положению и даже может не дожить до того времени, когда его таланты будут использованы коллективом, если на помощь младшему не придут экстраординарные бедствия, вроде жестокой войны с соседями или заразы, когда надо лечить умирающих соплеменников. Но и тогда делается исключение лишь для спасителя племени, а сам принцип старшинства остается нерушимым.
Такое отношение к индивиду существует не только при родовом строе. В развитом классовом обществе оно находит яркое выражение в кастовой системе или ослабленное в системе сословий. В любом из этих вариантов коллектив указывает индивиду его место и требует от индивида только одного — довольства собой и своим положением, ибо довольство является основным психологическим условием для консервации отношений. Казалось бы, это положение не заслуживает ни одобрения, ни восхищения, однако не будем спешить с выводами. Теми же принципами руководствуется статический этнос по отношению к окружающей его природе. Она его кормит, отдавая излишки богатств, а он диктует своим членам не требовать от нее сверхположенной меры. В лесу ежегодно гибнет 10% деревьев в результате естественного отбора и борьбы за существование. Значит, можно эти 10% срубить для топлива и строительства, но не больше. Также можно убить себе в пищу прирост стада копытных, но без ущерба для производителей. И ведь как точно умели определять эти нормы в отношении бизонов племена Сиу или черноногих. Охота была для них делом общественным, и любое самовольство пресекалось самыми жестокими мерами. Благодаря этому этнос и вмещающий его ландшафт находились в состоянии динамического равновесия, гомеостаза, позволявшего людям, животным и растениям существовать совместно неограниченно долго. Но мы знаем, что это равновесие в любом ландшафте, будь то в Африке, Австралии или Гренландии, является результатом протекавшего ранее процесса этногенеза, его конечной фазой. Увы, история полезна только тому, кто ее выучил. В обратном случае обывательский здравый смысл провозглашает губительную концепцию покорения живой природы. В 1894 году американский геолог-антрополог МакГи писал: «Подчиняя себе диких животных, человек сохраняет лишь тех, кто может быть приручен, остальные же должны быть уничтожены». Сноска. Дуглас. «Трехсотлетняя война. Хроника экологического бедствия. Москва. 1975 год. Страница 153. Далее цитируется эта же работа. Конец сноски. И самое примечательное, что с обратной концепцией выступили только индейцы Сиу, утверждавшие, что дух земли творит то неделимо, со всем сущим нас связывают узы родства. Страница 33. Вывод однозначен. Сиу руководствовались в своей практике понятиями геобиоценоз и биосфера, хотя называли их иначе. А цивилизованный ученый, находившийся на уровне воззрения своего времени и в их плену, проповедовал, что человек проявил свою силу, изменив лик природы, сделав ее лучше, чем прежде, помогая выжить полезным животным и растениям и уничтожая вредных, защищая стареющую планету от опустошительного воздействия времени и немощи. Страница 153. Глава 31. Фазы пассионарного подъема и перегрева. Рождение этноса. Самым простым вариантом начала этногенеза является возникновение нового этноса на фоне описанного статического состояния, которое не может измениться само по себе. Во-первых, никто из членов этноса такого изменения не хочет. Во-вторых, никто его не может даже вообразить. В-третьих, для изменения характера процесса нужен мощный и целенаправленный энергетический импульс, который
никаким самосознанием невозможно создать, ибо это противоречило бы закону сохранения энергии. Тем не менее, этносы время от времени возникают. Посмотрим, каким образом. Несколько этносов с разными системами хозяйства и разной культурой живут рядом, на одной территории. Они свыклись друг с другом, конфликты между ними постоянны, но незначительны и, как правило, проходят без заметных последствий, поскольку колебания идут в строго очерченных пределах, это гомеостаз. Но вот население региона переходит в динамическое состояние, то есть начинает развиваться. Первой стадией развития является подобное взрыву ломка устоявшихся взаимоотношений. Это всегда происходит так. В одном-двух поколениях появляется некоторое количество персон, не мирящихся с ограничениями, которые охотно сносили их деды. Они требуют себе места в жизни, соответствующего их талантам, энергии, подвигам, удачам, а не заранее предназначенного, определенного только случайностью рождения в той или иной семье. Первые из них гибнут, ибо коллектив оказывает им сопротивление. Но если процесс размножения идет с необходимой интенсивностью, этих отчаянных недовольных оказывается достаточно для того, чтобы сплотиться и навязать свою волю спокойным людям прежнего склада. Основание древнего храма зиждется на трупах мучеников и жертв. Так было при основании Рима, когда латинские выходцы собирались на 7 холмах для войны с царями Альба Лонги. Таковы же были верные пастуха-разбойника Давида, объединившего остатки 12 сильно потрепанных еврейских племен Хабиру и создавшего на этой основе сильное царство с централизованной властью и религией. В обоих случаях рабовладельческая формация сохранилась. Ничем не отличаются от перечисленных сподвижники Мухаммеда, мухаджиры и ансары, зулусы, героические воины Чаки, Дингана и Сегевайо, а также матебалы на берегах Замбези. Всем им подобны не только дружины викингов, но и бароны ранних каролингов, графы Карла Великого и рыцари, явившиеся прототипами литературных образов пэров круглого стола. Они ведь тоже порвали с привычным бытом и рассматривали это не как грех, а как подвиг. Вот еще яркий пример пассионарного толчка и изменения этнического стереотипа поведения. В XII веке Великую Степь населяли разнообразные народы, социальная жизнь которых регламентировалась родоплеменными бытовыми нормами, возникшими после распадения военно-демократических образований орд. Свыше половины кочевников исповедовало несторианское христианство, но монголы в Забайкалье и Восточной Монголии имели самостоятельную религию. Сноска. Подробнее об этом. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год. Страницы 229-304. Конец сноски. В этом этническом субстрате исподволь происходил процесс выделения из племен так называемых «людей длинной воли», то есть наиболее пассионарных, не уживающихся в родовом быте. Сноска. История стран зарубежной Азии. Средние века. Под редакцией Голдобина. Москва, 1970 год. Страница 207. Конец сноски. Вначале они искали пропитание в горах и степях, но неизбежно должны были прибегать к грабежу, и тогда гибель их была предрешена. Затем они стали образовывать небольшие отряды и, наконец, сплотились вокруг Темуджина, обедневшего члена знатного рода Борджигинов, осиротевшего в 9-летнем возрасте. Во второй половине XII века Темуджину
Благодаря искусной дипломатии и организаторскому таланту удалось создать сначала небольшую орду, а затем объединить всю Великую степь до Урала и примирить покоренные силой оружия племена со своей властью настолько, что они участвовали в далеких походах наравне с монголами. Направленность их доминанты была подсказана необходимостью реагировать на чрезвычайно тяжелую и все время осложнявшуюся обстановку. Китайцы и среднеазиатские мусульмане вели себя по отношению к тюркам и монголам так же, как североамериканские колонисты по отношению к индейцам. Китайцы и мусульмане систематически нападали на кочевников с целью их физического истребления, причем щадили только малых детей, продаваемых ими в рабство. Сноска. Васильев. История древности восточной части Средней Азии от X до XIII века. Санкт-Петербург, 1857 год, страница 227, конец сноски. Поэтому у кочевников, руководствовавшихся родовыми категориями кровной мести и коллективной ответственности, была безотчетная, но осознанная потребность в войне против агрессоров. Объединенная Темуджином степь оказалась достаточно сильной для того, чтобы, ответив ударом на удар, разгромить своих извечных противников, и, что особенно примечательно, христиане и язычники действовали рука об руку. Дальнейшие походы наследников Чингиса вызывались исключительно враждебными актами со стороны китайской национальной империи Сун, осколков разбитых хорезмийцев Джилал-ад-Дина, русских князей, принявших сторону кыпчаков-половцев, и венгров, истребивших монгольское посольство. Часть захваченных земель монголы удержали благодаря тому, что среди местного населения обнаружились группы, считавшие союз с монгольскими ханами спасительным для себя. Таковыми были в Передней Азии армяне, испытывавшие давление мусульман, а в России Александр Невский, отстаивавший русскую землю от католиков, шведы, немцы и их союзники-литовцы. Огромная территория с разнообразным населением не могла составить единого целого и распалась на несколько государств, в которых местное население постепенно ассимилировало небольшие отряды монгольских завоевателей, создав новые этносы с разным социальным строем и разной культурой. Золотоордынские татары, то есть поволжское, городское, разумеется, разноплеменное население, объединенное лояльностью к ханам Чингисидам, степные нагаи, наяики и восточные кочевники, объединенные в казахские племенные союзы джусы, узбеки, ойраты, буряты и остатки халхамонголов и баргутов. Приведенный пример возникновения этнической системы нагляден потому, что он прост. Жестокая засуха X века на столетие обесплодила Великую степь, заселенную заново при последовавшем в XI веке увлажнении аридной зоны. Процесс реадаптации повел к увеличению населения степи, но не к интеграции его. Только пассионарный толчок сплотил разрозненные племена Приморской тайги и Забайкальских степей в два могучих творческих этноса – джурдженей на востоке и монголов в Забайкалье. Интеграция прошла относительно легко, так как возникла она на основе гомеостатического состояния первичных этнических субстратов. Сопротивлялись расширению новых этносов главным образом иноземцы. Несмотря на огромный перевес в численности и технике, они были разгромлены. Это, конечно, не значит, что победа монголов была предрешена, ибо ацтеки и зулусы в аналогичной ситуации потерпели поражение. Монголы просто сумели использовать шанс на победу, но это уже не этногенез, а политическая история.
Несколько более сложен случай, когда пассионарный толчок затрагивает субстраты, находящиеся не в статическом, а в динамическом состоянии, уже миновавшие начальные фазы этногенеза. Эта ситуация имела место в первом веке нашей эры, когда в пределах Римской империи на стыке эллинского, древнееврейского и сирийского этносов возникла популяция, одинаково близкая и чуждая всем перечисленным ранее. Это была христианская община, которая отдавала кесарево кесареви, не отличала в своей среде эллина от иудея и была ненавидима всеми окружавшими ее, потому что ее этническая доминанта была им чуждой и непонятной. Из крохотной христианской общины первого века вырос сначала этнос, а потом и огромный суперэтнос с культурой, которую мы называем византийской. Механизм складывания христианского этноса внешне отличен от рассмотренных ранее, но, по сути дела, им идентичен. Сноска. Христианскую общину рассматривали в разных аспектах, как социальное движение рабов, как секту, как образование внутреннего пролетариата. Тойнби. Мы предлагаем этнологический аспект, освещающий проблему с иной стороны. Примечание Льва Гумилева. Конец сноски. Проповедники и мученики, апологеты и созерцатели вели себя так же, как Роланд, погибший в Ронсильванском ущелье, Леонид Спартанский в Фермопилах, Китбука Нойон, захваченный в плен мамлюками, и многие другие витязи. И хотя конкретные поступки первых христиан отличались от поступков рыцарей и воинов, доминанта их поведения – его психологический рисунок принципиально были одинаковы, да и результаты были те же. Создание нового коллектива людей с оригинальной культурой, то есть нового этноса, который 300 лет спустя, поддержав прокаженного тирана и убийцу Константина, доставил ему победу и диадему, удовлетворившись только предоставлением себе права на легальное существование. И тогда, с 313 года, новый этнос христиане Ромеи стал фактом всемирно-исторического значения. Подъем пассионарности. Фаза подъема этногенеза всегда связана с экспансией, подобно тому, как расширяется нагретый газ. Византийские христиане не исключение, но не воины и купцы, а монахи-проповедники вынесли за пределы родной страны свою несокрушимую энергичность. Египетские отшельники уже в III веке покидали Фиваиду и шли проповедовать на запад через языческий Рим и друидическую Британию на зеленый остров Эйрин, жители которого никогда не знали римского произвола и цивилизации. В V веке в Ирландии возникла самостоятельная христианская церковь, категорически не признававшая ни римского папы, ни западного церковного календаря, ибо их традиция была принесена с Востока, где возникло новое образование Византия. Византийский этнос не имел предков. Это, конечно, не означает, что люди, его составлявшие, не произошли от питекантропов, но этнос — не поголовье людей, а динамическая система, возникающая в историческом времени при наличии пассионарного толчка как необходимого компонента при пусковом моменте этногенеза, процесса, ломающего старую культуру. В Средиземноморье в древности существовала единая эллинистическая культура, включившая в себя процесс развития Лациум и финикийские города. В этническом аспекте она напоминает западноевропейскую, потому что основное эллинское ядро не исчерпывает всех вариантов разносторонней эллинистической культуры. Конечно, Рим, Карфаген,
Византелла имели свои локальные особенности и представляли собой самостоятельные этносы, но в суперэтническом смысле входили в широкий круг эллинистической культуры. Впрочем, это не ново, но для нас важно как отправная точка. Римское господство способствовало этнической нивеляции, а уравнение греческого языка с латинским привело к тому, что почти все население Средиземноморья слилось в один этнос. Но в первом веке нашей эры в Римской империи появились новые люди, образовавшие в последующие 2 века новую целостность. Уже в начале своего появления они противопоставили себя языцам, то есть всем остальным, и действительно выделились из их числа, конечно, не по анатомическим или физиологическим признакам, но по характеру поведения. Впрочем, он был также чужд иудеям, которые отнюдь, не сливаясь с римлянами и греками, гонениям за веру не подвергались. Сноска. Зелинский. Соперники христианства. Санкт-Петербург, 1910 год. Николаев. В поисках за божеством. Санкт-Петербург, 1913 год. Конец сноски. Члены христианских общин составили ядро византийского этноса, а каким образом это им удалось, мы сейчас увидим. В 330 году император Константин перенес столицу в маленький город Византию и превратил его в роскошный Константинополь. Туда стекались пассионарии отовсюду. Много готов осело во Фракии под предлогом службы в войсках. Славяне прорвали Дунайскую линию укреплений и заселили Балканский полуостров, включая Пелопоннес. Сирийцы распространились от долины реки По до излучины реки Хуанхэ. К VI веку создался разноплеменный и разноязычный, но монолитный этнос, который мы условно именуем византийским. Греческий язык, наследие древности, был только государственным и общепонятным, а дома все говорили на родных языках. Очень быстро этот византийский этнос стал суперэтносом, так как его обаянию покорились армяне и грузины, и савры, и славяне, аланы и крымские готы. История Византии трактовалась либо как продолжение истории Римской империи, Гиббон, либо как создание христианского греческого царства, Успенский, либо как восточноевропейский вариант феодальной формации. Все эти аспекты освещали разные стороны византийской истории, но проблема оригинальности византийской культуры осталась нерешенной. Наша точка зрения также не претендует на универсальность, но она заполняет лакуну в этнической истории Европы. Будем называть Византией явление, возникшее вследствие пассионарного толчка I-II веков в Палестине, Сирии и Малой Азии, оформившееся как церковь, со всеми ее отклонениями и течениями, обретшая стереотип взаимоотношений со светскими властями. Эта целостность была значительно шире границ Восточной Римской империи и пережила ее на много веков. Можно возражать против названия, но не стоит, потому что оно удобопонятно и исчерпывает проблему в той постановке вопроса, которая для дальнейших рассуждений конструктивна. Второй Рим или антирим? Если бы мы описывали нисходящую ветвь кривой этногенеза, задача была бы легка. Мы устанавливали бы прогрессирующее упрощение этносоциальной системы, снижение ее резистентности и инфильтрацию инородных элементов.
Но когда нам предстоит описать ветвь восходящую, то это куда сложнее. При растущей пассионарности доминанту находят не сразу. Возникает несколько направлений развития, борющихся друг с другом, ожесточеннее, нежели со своим естественным противником уходящей традиции умирающего суперэтноса. Однако, несмотря на это, все соперничающие системы по отношению к прежней действуют одинаково, даже если берутся ее защищать. Юлиан Отступник попробовал произвести реставрацию римской веры и заменил Христа Митрой. А ведь митраизм был для римлян религией столь же чуждой, как и христианство, и проникли в Рим эти религии одновременно при Нероне, и адептами митраизма были не римские нобели, а иллирийские солдатские императоры, и посвящение в митриумах принимали главным образом легионеры, оторвавшиеся от своих домов и родни, а чаще иноземцы. Даже если бы Юлиан победил и искоренил христианство, то он укрепил бы не потомство бога Квирина и волчицы, а систему, которую правильнее было бы понять как антирим, только иного фасона, чем тот, который создали христианские общины. Деятельность этих общин протекала в течение 3 веков незаметно, исподволь объединяя пассионарные элементы, выпадавшие из ветхой системы, не дававшей выхода буйной страсти к творчеству. Христианские общины были самыми пассионарными консорциями в империи. Но так как Римская империя представляла собой единую культурно-социальную политическую целостность, даже при административном размежевании на восток и запад, то в ней, естественно, сосуществовали и пассионарные, и субпассионарные региональные популяции, обменивавшиеся друг с другом энтропией и негенэнтропией. Иначе говоря, носители традиции античного упадка нравов жили бок о бок с буйными мифотворцами, зачинателями новых традиций. Территориальное разделение было бы для них благом, но деваться было некуда, ибо Рим так обижал окрестные этносы, что те возненавидели любых римлян. Поэтому-то процесс вытеснения одного этноса римского другим, византийским, проходил по всей территории Римской империи и был столь мучителен. И поэтому же можно только условно предложить ту или иную дату в качестве начала нового процесса этногенеза и первой фазы его становления. В середине I века нашей эры проповеди апостола Павла положили начало консорциям, еще не выделившим себя из исходных этнических субстратов. Однако римляне уже видели в них нечто целостное, хотя воспринимали это как разновидность иудаизма. В середине II века, благодаря деятельности Юстина-философа, христиане выделились в особый субэтнос, категорически размежевавшись с иудаизмом. Гностиков современники причисляли к христианам. К началу IV века христиане – этнос в составе римского суперэтноса. Это был вынужден признать Константин. Тем не менее, созданная им Восточная империя еще не была Византией в этнологическом значении термина. Скорее, ее следует понимать как поприще соперничества церковного христианства с митраистами, неоплатониками, донатистами, арианами и другими подразделениями новой этнической стихии, создавшейся на глазах историка и ставшей очевидной современникам. Некогда воинственные, а потом свободолюбивые этносы Запада после покорения их римлянами поставляли в легионы храбрых всадников и искусных стрелков, но к IV веку окончилось и это. Все унесли неотвратимые процессы пассионарной энтропии.
Не только галло-римляне и бритты, но и батавы, фризы, иберы и нумидийцы, несмотря на наличие индивидуальных качеств, храбрости, физической силы, выносливости и тому подобное, не имели того дополнительного качества, которое позволило бы им защищать от врагов имущество, семьи и жизнь. Сноска. Момзен. История Рима. Том 5. Москва. 1949 год. Страница 440. Конец сноски. Точно так же вели себя на восточной окраине региона богатые и культурные аланы, позволившие завоевать себя диким, малочисленным гуннам. Малодушнее всех были последние римляне, еще встречавшиеся в заселенной приезжими азиатами благословенной Италии. Доблестные фракийцы и иллирийцы растратили свою пассионарность еще в III веке. Механизм этого процесса был прост. Храбрые, энергичные юноши уходили в легионы за карьерой и фортуной, а пассивные заводили семьи на родине. Так экстремальный признак был удален из популяции. В IV веке наиболее боеспособные и дисциплинированные римские войска состояли из членов христианских общин. Их был вынужден использовать даже Юлиан Отступник. Однако они категорически отказывались сражаться против своих единоверцев, например, багаудов, повстанцев в Галлии в конце III века. Такая принципиальность бывает иной раз неудобна, но именно она делала легионеров, воспитанных в строгих правилах христианских общин, более надежными, чем деморализованные граждане римского мира, не верившие в Юпитера и Марса и давно потерявшие представление о верности и совести. Искать объяснение возникшего в III веке различия между восточной и западной половинами Римской империи в социальном строе бесполезно. Он был полностью унифицирован еще во II веке, и расовый состав населения не мог иметь никакого значения, потому что еще в I веке обитатели Греции и Сирии рассматривались в Риме как выродившиеся потомки некогда могучих предков, и это было справедливо. Но в IV веке жители городов, но не деревень Востока, перехватили инициативу. Ведь в городах собрались пассионарии, тяготившиеся скукой деревенской жизни. Результаты пассионарного толчка сказались в том же IV веке. Место граждан Римской империи в Малой Азии, на Балканах и в Сирии занял новый этнос, условно именуемый византийским. Его усилиями варвары были отражены, построен огромный город Константинополь, заведены ремесла, налажена торговля не только с соседями, но даже с Китаем, и, что самое главное, сохранены ландшафты Сирии, Малой Азии, Фракии и Македонии. Очевидно, экстенсивное хозяйство латифундий, принадлежавших уроженцам этих стран, в некоторой степени обуздывало наклонности к хищничеству, свойственные мигрантам, оказавшимся в Византии на положении людей, вынужденных, как и все, подчиняться существующим законам и обычаям. Даже в столице империи, Константинополе, несмотря на то, что население его превышало 1 миллион, оно не уничтожило природы. Город тонул в зелени садов, заботливо охраняемых и кормивших семьи обывателей. Черное и мраморное моря снабжали население рыбой, а хлеб ввозили из Египта, где почва ежегодно обновлялась за счет разливов Нила и черноземной Скифии, степей Северного Причерноморья. Оказывается, создавать культуру, развивать промыслы и строить великолепные сооружения можно и без того, чтобы уничтожать природу.
Это было достигнуто тем, что избыточную энергию, пассионарность, византийцы тратили на теологические споры и раздоры, что им самим приносило много бед, но для вмещающих ландшафтов было безвредно. Гниение и возрождение. Зато на Западе все сложилось иначе. Развитие инженерной техники, дороги, акведуки, гигантские галеры позволило обеспечить снабжение 2-миллионного населения Рима. Туда везли хлеб из Сицилии и Северной Африки, вино из Греции и Прованса, шерсть из Испании. Только свежее мясо и цветы в те времена не поддавались перевозке, и потому Италия была превращена в пастбище для рогатого скота и плантации фиалок, ибо дамы всегда любили цветы. Рим ничего не производил, он только потреблял. Но если в I-II веках римские чиновники умели организовать эксплуатацию провинций и вознаградить их ограбляемое население установлением твердого порядка при некоторой законности, далеко не всегда соблюдаемой, то в III-IV веках об этом уже не было и речи. Солдатские императоры превратили страну в арену гражданских войн за власть. А так как легионеров надо было вознаграждать, то шли повальные конфискации владений богатых латифундистов и выжимание денег из бедных парцелярных земледельцев. Последние, в свою очередь, насиловали землю своих участков парцел, стараясь прокормиться сегодня, ибо думать о завтрашних экзекуциях было страшно и бессмысленно. Численность населения неуклонно падала, а оставшиеся в живых теряли волю к сопротивлению. Неживые силы этноса, а общественная структура и государственная традиция держали в эту эпоху грандиозное здание Римской империи. Долго это не могло продолжаться. Обессиленный Запад легко подчинился бушующему Востоку, и после последней попытки сопротивления, заговора 393-394 годов, возглавляемого Франком Арбогастом, превратился в периферию Византии, уже оформленной административно в православную империю. Это мероприятие было осуществлено Феодосием и имело весьма важные последствия. Этнос по Христу расширился настолько, что превратился в суперэтнос, а течения христианской мысли стали символом самоутверждения этносов, враждебно настроенных к централизованной власти, светской и духовной. Готы сохранили у себя арианство, осужденное в 381 году Вселенским Константинопольским собором. Этим они выделили себя из византийской целостности. Берберы Нумидии поддержали донатистов, даже не еретиков, а просто раскольников, и Африка ушла из рук императоров Рима. Зато потомки язычников Галлии и Испании обращались за поддержкой к Вселенской церкви и ждали помощи от императорской власти. Увы, безуспешно. Лишних военных сил не было и на Востоке. В этой сверхтрудной обстановке жил, побеждал и погиб Аэций, сын римлянки и германца, защитивший Галлию от полчищ гуннов и германцев, но убитый лично императором Валентинианом во время разговора о делах в 454 году. Ни в Аэции, ни в Валентиниане не было ничего римского, но первый был храбрец и умница, а второй — завистливый развратник. В любом суперэтносе бывают разные люди, но на Востоке людей, подобных Аэцию, оказалось больше, чем на Западе. Вот почему подлые преступления, которые были частыми и в Константинополе, не погубили этот город, а Рим был разрушен вандалами сразу после гибели Аэция в 455 году. Будь там подлинные римляне, они отстояли бы свой
вечный город. Некоторые полагают, что варвары, разрушив Римскую империю, не уничтожили римский народ, а слились с ним. Так ли? Вот демографические данные. Население Италии в первом веке нашей эры 7-8 миллионов. Около 600 года 4-5 миллионов. Сноска. Козлов. Динамика численности народов. Москва, 1969 год. Таблица 12. Конец сноски. Уменьшение вдвое, несмотря на прилив лангобардов, герулов, ругов, готов, иммигрантов из Сирии и Малой Азии, то есть семитов-христиан. Именно последние составили основу населения городов Северной Италии, Милана, Вероны, Падуи, Равенны, Аквилеи, в то время как латинское население Италии резко сократилось из-за того, что большая часть бедного мужского населения после реформы Мария служила в легионах и возвращалась столь усталой, что не заводила семей. Богатые же нобели и всадники имели наложниц из числа рабынь или предавались противоестественным порокам. От них еще со времен Цезаря не отставали римские матроны. Сноска. Момзен. История Рима. Том 3. Москва. 1941 год. Страница 440. Конец сноски. Итак, сокращение численности населения почти вдвое, вместе с зафиксированной иммиграцией с севера и востока, говорят о смене этноса в Италии в V-VI веках. Старый исчез, а на его месте появился этнический конгломерат. Когда готы и лангобарды захватили Апеннинский полуостров, он был редко населен, именно поэтому-то им и удалось его подчинить. Мы остановились на этом примере столь подробно, чтобы разъяснить всю сложность проблем этногенеза, которые невозможно решить вне этнической истории. Не то было на восточной окраине бывшей империи, где христианская струя оказалась жизнеспособной и породила целостность, не имевшую самоназвания. На базе раннехристианской общины, разросшейся к V веку на все пространство Римской империи и ряд соседних стран, создался этнос, называвший себя старым словом «ромеи». С VI века Македония, Фракия, Пелопоннес были заселены славянами. Эпир – албанцами, юг Малой Азии и саврами, центр ее – галатами, север – лазами, восток – айсорами, а Сирия, хотя и имела греческую прослойку, но только в городах, да и та была немногочисленной. Коренное греческое население дольше держалось на островах, но Крит и Кипр были в VIII веке завоеваны арабами, и их греческое население было продано на невольничьих рынках. И так остается городское население Константинополя, где население было весьма пестрым, но использовало греческий язык как общепонятный и литературный. Так можно ли считать византийский этнос продолжением римского или эллинского, хотя он получил от предков богатое культурное наследие, языки с прекрасной литературой, города с водопроводами, дороги, сады и крепости на границах? Часть этих благ новые люди использовали, частью пренебрегли, часть утратили со скорбью. Но весь настрой византийцев, римских христиан, был иным, чем у эллинов и латинов. И самое главное, при кардинальном изменении этнической доминанты пассионарное напряжение системы росло, а не снижалось. Возникший из христианских
конфессиональных консорций новый этнос проявил энергию, казалось бы, полностью утраченную в Римской империи. Эта энергия толкала египетских монахов Фиваиды и сирийских начетчиков с берегов Оронта и Ефрата в Ирландию, в Индию, Среднюю Азию и даже в Китай. Это была духовно-интеллектуальная экспансия, тем более удивительная, что она не подкреплялась силой оружия, не преследовала никаких практических целей или материальных интересов. Поводы этой деятельности лежали в ней самой. Это были деяния ради удовлетворения от сознания того, что выполнен долг. Такая искренность влияла на сердца обращаемых и обеспечила проповеди православия успех, неизмеримо превосходивший фактические затраты за счет высокой пассионарности проповедников. Но та же самая особенность внутри империи толкала людей на религиозные споры, переходившие в политические раздоры. Почему было необходимо, чтобы диспут об отношении Бога Отца к Богу Сыну, трактовавшимся то как единосущее, то как подобосущее, влек за собой кровавые экзекуции, которые не давали реальной выгоды ни православным, ни арианам? Наоборот, выгодами экономическими и политическими византийцы IV-VI веков жертвовали ради принципов, большая часть которых оказалась нежизнеспособной и исчезла. Но ведь какая-то их часть, по-видимому, самая ценная, сохранилась. Это были те принципы, которых не знала античность, не усвоил христианский Запад и переделал на свой лад мусульманский Восток. Византия включила в систему государственных отношений элементы духовные, в частности, категорию совести, без которой строить внутренние взаимоотношения очень трудно, и нашла способ совмещения их с нуждами государства. Последняя от этого не проиграла. Византия не знала язвы, разъедавшей Западную Европу, борьбы светской власти с духовной. Начиная с Константина Равноапостольского, император при вступлении на престол получал чин диакона, благодаря чему мог участвовать в церковных соборах и диктовать им решения, которые считались обязательными, ибо император является для церкви высшим господином и хранителем веры. Сноска. Диль. Основные проблемы византийской истории. Москва, 1947 год, страница 11. Конец сноски. Это ставило патриарха на второе место, но и давало ему такие возможности, которых не имел римский папа. Ведь император был не только венценосным самодержцем, но и человеком, грешным и слабым. Патриарх, как духовник, мог наложить на него церковное покаяние, запретить вход в церковь, отказать в венчании или разводе. Правда, император командовал армией, но та без благословения патриарха не шла в бой. И если у императора была бюрократическая администрация, то патриарху подчинялось войско монахов и богословов. Силы духовные и светские уравновешивали друг друга, вследствие чего новая этническая целостность была крепка. Но культура... Пассионарный перегрев. Оба направления античной мысли, натурфилософия, породившая эллинистическую географию, и этика сократиков, стоиков и эпикурейцев, перестали быть актуальными для тех людей, которые поверили в воскресение из мертвых. Загробное существование считалось столь же непреложным, как и реальное, а, следовательно, возникла забота о спасении своей души после смерти. Это представлялось более важным, чем сохранение теперешней краткой жизни, потому что потусторонняя жизнь представлялась вечной, и в том, чтобы обеспечить себе в ней благополучие, был
практический смысл. Вечное спасение от печалей мира лучше всего обеспечивала мученическая смерть. Поэтому уже после Миланского эдикта некоторые африканские донатисты, называемые цуркамциллионы, то есть вокруг бродящие, составляли шайки фанатиков, которые, застигнув одинокого путника, требовали, чтобы он их убил во славу Христа. Человек умолял избавить его от такой обязанности, потому что ему и курицу зарезать страшно, но они давали ему выбор — убить их или быть убитым самому. Ведь им можно было совершать любые поступки, ибо мученическая смерть искупала все грехи, и бедняге приходилось принять от них дубину и бить их по очереди по головам, а они умирали в чаянии вечного блаженства. Это движение уничтожил путем гонений блаженный Августин, епископ города Гиппона в Северной Африке. В Сирии и Египте фанатизм принял менее острые формы монашества. Люди подвергали себя истязаниям, лишениям, посту, безбрачию ради вечного блаженства. Те из них, кто сидел в пустыне, отшельники, никому хлопот не причиняли, но бродячие монахи, которых было много, составляли постоянную заботу правителей провинции и даже императоров, потому что они ничего и никого не боялись, ни от кого не зависели, а действовали крайне активно, по наитию, не всегда без вреда для ближних. Вот крайняя степень пассионарности, которая не поддавалась ни собственному рассудку, ни силе обстоятельств. Поэтому монахи быстро погибали, но ведь они этого и хотели. К счастью для юной Византии, фанатики были все-таки в меньшинстве. Ведущую роль в церкви и государстве занимали люди пассионарные, но разума не терявшие. Для них тоже была важна доктрина спасения, но они хотели ее понять. Пока церковь была гонима, а христиане жили под угрозой смерти, они держались друг за друга. Когда же им разрешили свободно исповедовать свою веру, выяснилось, что основные принципы ее воспринимаются и понимаются различно. А огонь пассионарности, сжигавший сердца людей того времени, вызвал вместо дружеских споров и бесед пожары, затушиваемые, проливаемые кровью. С точки зрения предложенной концепции, при развитии и нарастании пассионарности через 300 лет после толчка и по окончании инкубационного периода должны возникать консорции, облекающиеся в общественные формы. В Византии этими формами были секты, оформлявшиеся как исповедание тех или иных тезисов христианства. В каждом исповедании секте было ядро из искренних адептов, оболочка из разделяющих мнение и сочувствующих ему, и среда из людей безразличных, но использующих коллизии на личную потребу. К числу последних относились почти все императоры, за исключением Юлиана Отступника, искреннего митраиста. Однако Юлиан был тонкий политик, он не прибегал ни к каким религиозным гонениям, давая полную возможность представителям разных течений религиозной мысли бороться друг против друга, но не против его власти. Самую жуткую роль в этой ситуации играло население городов. До Константина они жаждали крови христиан и писали на них столько доносов, что Траян запретил принимать доносы к рассмотрению. По его эдикту христианина следовало казнить лишь тогда, когда он сам заявлял на себя. После победы христианства эти подонки стали писать доносы на язычников, гностиков и еретиков, устраивать погромы философов и мятежи против властей. Но собственного исповедания веры они не имели, да и не хотели иметь.
Нетрудно заметить, что для нужд государства ни пассионарное монашество, ни субпассионарные массы не могли быть использованы, а поскольку положение на границах было крайне острым, нужда в солдатах и чиновниках была велика. Приходилось брать на эти должности иноземцев, больше всего готов, так как они были несколько деликатнее вандалов, гепидов и герулов. Готские юноши охотно поступали на службу в Константинополь, делали карьеру вплоть до генерала и часто совершали государственные перевороты, потому что готского полководца поддерживали соплеменники, которые верили ему, а он им. Это были естественные консорции в урбанистическом ландшафте столицы. Они принимали христианство в обязательном порядке и примыкали к какому-либо исповеданию, без сомнения, не разбираясь в теологических тонкостях, но твердо зная, что их противники не правы и в высшем смысле, а почему, то знают богословы. Противовесом германцам были дикие исавры, потомки киликийских пиратов. Разгромленные Августом, они во время смут III века освободились от всякого влияния римских властей и возобновили грабежи на суше и на море. Их дикая храбрость обеспечивала карьеру в Византии, где один из их атаманов, Зенон, стал императором 474-491 годы, а другой, полководец Лев Исавр, основал в 717 году собственную династию. Будучи соперниками готов, исавры держались другого вероисповедания, опять-таки вне зависимости от его содержания. В начале IV века в Александрии начался спор между пресвитером Арием, человеком ученым и безупречным, и епископом Александром, которого поддержал диакон Афанасий, аскет и искренний борец за свои убеждения. Они не помышляли о готах и исаврах, но их спор стал символом борьбы и индикатором процессов этногенеза. Точно такую же тягу к самостоятельности и оригинальности проявили Египет и Сирия с Месопотамией. И тут, и там возникли консорции с конфессиональными оттенками. Последствия этих процессов определили историю и культурное развитие Азии и Северной Африки на многие века, но о том влиянии, которое оказал уровень пассионарного напряжения на динамику этнических систем и идеологическое преломление этого процесса, следует сказать подробнее. Поэзия понятий. Потребность в познании и понимании не менее сильна, чем потребность в пище или женщине. Она более вариабельна и проявляется у разных людей то как тяга к творчеству, то как жажда слепой веры, но она всегда прямо пропорциональна пассионарному напряжению, а вектор ее определяется наличием актуальных проблем. В IV веке были уже отброшены монархианство, согласно которому Христос — это Бог, Отец, и учение Павла Самосадского, учившего, что Христос — человек, осененный божественной мудростью. «А как же тогда?» — ставили вопрос пытливые умы. Им ответил пресвитер Арий: «Христос — божественный Логос». Но поскольку он Сын Божий, постольку, следовательно, было время, когда он не существовал. Логос предвечен, но не вечен. Он меньше Отца, ибо имеет свое начало. Если Логос не рожден, то значит Бог-Отец не Отец, а Бог-Сын не Сын. «Нет», — возражали Арию епископ Александр и диакон Афанасий, «Отец и Сын сосуществуют, а Сын рождается, как луч света от источника света. Слово «Отец» и слово «сын» — это просто метафора, на самом деле логос,
одно лицо, ипостась Святой Троицы. Сноска. История Византии в 3 томах под редакцией Сказкина, том 1, Москва, 1967 год, страница 168, конец сноски. Уточним проблему. Арий утверждал подобосущее сына отцу, Афанасий — единосущее. В греческом языке эти слова различаются лишь одной буквой. Стоило ли ради этой буквы убивать столько людей в течение почти 300 лет? Конечно, не стоило, а если и убивали, то не ради нее и не из-за нее, а просто под прикрытием ее. Но выбор повода показывает, что не только церковные мыслители, но и массы людей безграмотных были способны начертать на своих знаменах философские символы и идти с ними в бой. В то время мысль была всеми уважаема. Поэзия философских понятий вовлекла в свой круг всю восточную половину империи. В спорах приняли равное участие ученое духовенство и народ. В 321 году Поместный собор в Александрии осудил учение Ария. Вселенский собор в Никее в 325 году решил вопрос в пользу учения Афанасия. Арий был отправлен в ссылку, а его сочинения сожжены. В 335 году в ссылку был отправлен оговоренный Афанасий. А через год император Константин реабилитировал Ария, который вскоре умер то ли от отравы, то ли от руки тайного убийцы. Тем не менее, ариане восторжествовали на соборе в Антиохии в 341 году. Им покровительствовал император Констанций. Но, как всегда бывает, победители перессорились. Одни искали компромисса с никейским исповеданием, другие шли дальше Ария, требуя, чтобы все догматы были ясны разуму, третьи предлагали обтекаемые формулировки, чтобы избежать упреков в неправоте. Официальную доктрину арианства выработал собор 359 года в Римени. За истекший период были крещены готы, бургунды, вандалы, лангобарды. Они составили гвардию Констанция, управлявшего весьма беспокойной страной. А никейцы сидели в ссылках. Выпустил их только язычник Юлиан, давший свободу вероисповедания для того, чтобы христиане боролись друг против друга. Только в 381 году испанец Феодосий созвал Второй Вселенский собор в Константинополе, который предал анафеме ариан и македониан. Сноска. Македоний учил, что Дух Святой не лицо Троицы, а сотворен. Примечание Льва Гумилева, конец сноски. С этого времени арианство стало исповеданием германцев, а не римлян. Философема перешла из поэзии понятий в этнологию. Конфликты иной раз возникали не по принципиальным вопросам догматики, а на почве недоразумений, имевших отнюдь не теологическую подоплеку. В 430 году константинопольским патриархом стал Несторий, родом перс, человек весьма строгий и ученый. То и другое задевало столичное духовенство, не чуждое мирским соблазнам, против которых в 397-404 годах боролся еще Иоанн Златоуст, тоже неудачно. В богословском прении Несторий произнес фразу, канонически бесспорную: «У Бога нет матери». Его враги тут же перетолковали этот тезис как хулу на Марию-Деву, и от Нестория избавились, осудив его на Эфесском соборе 431 года. Казалось бы, тут-то и установить мир. Но египетские монахи высказались за отрицание человеческого начала в Христе, и в 449 году
В тот же Эфес съехались на Вселенский собор представители всех церквей империи, а также тех или иных направлений. Речь шла о том, имелась ли в Христе наряду с божественной человеческая субстанция. В те времена это был вопрос не праздный. Если правы египетские монофизиты, то страдал на кресте не человек, а Бог, который мог легко переносить муки и даже не ощущать их. А коль скоро так, то Он нам, людям, не пример, ибо мы слабы и боли боимся. Но, с другой стороны, не есть ли признание в Христе человеческой природы его принижение? Поэтому монофизиты кричали «надвое рассеките признающих два естества». Собор обещал быть бурным. Учение о двух естествах поддерживали греки и италийцы, патриарх и папа. Против них выступали египтяне. Во время заседания в помещении, где заседал собор, ворвалась тысячная толпа египетских монахов, нечесанных, бородатых, во власеницах и с большими топорами. Монахи стали избивать епископов, поломали пальцы писцам, патриарха топтали ногами, а стража, присланная подкупленным вельможей, не вмешивалась, так как у воинов отсутствовала стихийная пассионарность, а, следовательно, и инициатива. Теперь попробуем проанализировать ситуацию. Сирийские крестьяне были недовольны византийскими чиновниками и до возведения Нестория на патриарший престол, и во время его господства в Константинополе и после его ссылки. Но их недовольство никакого касательства к непорочному зачатию и Рождеству не имело. Однако население Сирии высказалось за взгляды Нестория, очевидно потому, что они были им более близки и понятны. Но когда эмигрировали в персидскую Месопотамию студенты Эфесской богословской школы и некоторые антиохийские иерархи, противники монофизитства, то народное движение в Сирии погасло. Недовольные гнетом константинопольского правительства, конечно, остались, но после указа императора Энотикон 482 года, содержавшего компромисс с монофизитством, они объединились с египтянами, то есть сменили идеологическую позицию на 180 градусов, чтобы сохранить позицию социально-политическую. Искренние сторонники Нестория, почитавшие его как праведника, замученного в ссылке, основали в Насибе христианский университет, проповедовали христианство вплоть до Китая и были верноподданными шаха Ирана, то есть политическими противниками Константинополя. Но они оставались византийцами по образу мысли, складу психики и стереотипу поведения. Таким образом, Византия выплеснулась за государственные границы, подобно тому, как кипящая жидкость вытекает из вмещающего ее сосуда. Засим последовал поединок между Константинополем и Александрией, или между египетской церковью и греческой патриархией. Силы были почти равны. Решала проблему позиция светской власти, которая опасалась растущего влияния церкви. В 451 году был созван новый собор в Халкидоне под председательством самого императора Маркиана. Халкидонский собор отменил решение собора Эфесского 449 года и назвал его «Эфесский разбой». Египтяне ответили на это расколом, изгнали греческий язык из богослужения и выбрали особого коптского патриарха. Второе их патриаршество основал в Антиохии Яков Барадей. Его последователи получили название яковитов. Попытка императора Ираклия положить конец расколу путем принятия компромиссного решения повела лишь к тому, что в VII веке возникло еще одно течение, оформившееся в секту маронитов, укрепившуюся в горах Ливана.
Итак, единый в IV веке византийский этнос раскололся на 4 взаимно враждебных субэтноса. Это повело к фактическому отделению римской патриархии, а следовательно и всего Запада, эмиграции несториан на восток и переходу монофизитов под власть арабских халифов. В VII веке Восточная Римская империя превратилась в греческое царство. Теперь приступим к анализу событий. Кто выиграл от конфессиональных споров? Только враги православия и Византии. Ариане-лангобарды захватили большую часть Италии, мусульмане-арабы покорили Сирию, Египет, Карфаген, Армению и Грузию, язычники-славяне опустошили Балканский полуостров и заселили его вплоть до Пелопоннеса. Единство было Византии необходимо, но оно оказалось недостижимым. Пассионарное напряжение городского населения росло и понуждало его носителей проявлять себя путем объединения в соперничающие консорции. А те, в свою очередь, вырастали в субэтносы и после отделения от империи в этносы. Иногда основу еретических общин составляли древние племена, сохранившиеся после периода эллинистического нивеляторства, но чаще это были консорции, возникавшие в крупных городах, генетически неоднородные, поддерживающие свое единство благодаря только поведенческим доминантам и комплементарности. Иными словами, это был интенсивный процесс этногенеза, где догмы для участников событий играли роль символов, а для историков являются индикаторами. Глава 32. Смещение. И тут есть закономерность. Мы описали не фактическую сторону глобального этногенеза, а идеальную закономерность, на самом деле постоянно нарушаемую внешними по отношению к данному этносу воздействиями. Поэтому нам и приходилось брать примеры из всемирной истории. Никто не живет одиноко, а соседи, то более взрослые и опытные, то молодые и горячие, постоянно тревожат любой этнос. Но идеальная кривая была необходима для того, чтобы интерпретировать характер нарушений процесса как такового, ибо в действительности мы видим чаще всего зигзаги, взаимно компенсирующиеся на длинных отрезках этнической истории. Теперь мы знаем, что инерция пассионарного толчка теряется за 1200 лет при любом, даже самом благоприятном варианте, но лишь счастливые этносы доживают до естественного конца. В истории мы наблюдаем постоянные обрывы этногенезов в самых разных возрастах. Однако и тут есть статистическая закономерность. Этнос, находящийся в первых фазах этногенеза, практически неистребим и непокорим, так как для покорения его нужны такие затраты, которые не окупит любой успех. Но этнос, меняющий фазу развития, легко уязвим и может стать жертвой соседа, если тот достаточно пассионарен. Поэтому обратим внимание на фазовые переходы кривой пассионарного напряжения этноса, тем более, что они всегда бывают плавными, с размытыми границами. У этих переходов тоже есть свои императивы. Переход из стабильного состояния к подъему ознаменован императивом. Надо исправить мир, ибо он плох. Последнее всегда более или менее обосновано, но риск велик. Новорожденный этнос, еще не набравший сил, может разбиться о сильное сопротивление соседей, не желающих, чтобы их исправляли. Это случилось с зулусами в XIX веке, когда Чака 1810-1828 годы снабдил их модернизированными ассигаями, обучил строю и повел к победам.
Но Чака не учел технического прогресса Европы. Когда гладкоствольные ружья, заряжающиеся с дула, были заменены штуцерами, буры разбили зулусов в 1838 году и основали на завоеванных землях республику Трансвааль. Несколько дольше держалась другая зулусская держава Матабеле, отделившаяся в 1820 году от державы Чаки. Командир армии, посланный завоевывать юг, Мзиликази, не вернулся. Он сам стал королем. В 1888 году его сын Лонгенгула был разбит английскими войсками Сесил-Родса. Пассионарный толчок зулусов захлебнулся в собственной крови. Аналогичных примеров столь много, что важнее отметить вторую опасность для этноса, возникающую при переходе от фазы подъема в акматическую фазу. В данный период соподчиненность элементов структуры нарушается, каждый хочет быть самим собой и ради этого ломает созданную организацию, принося интересы этноса в жертву своим собственным. Как правило, при этом обильно льется кровь, но культура не страдает, а скорее процветает. Яркий пример этого варианта – распадение арабского халифата в X веке на Эмираты. Совпадение политического развала с расцветом мусульманской полиэтнической культуры, отмечаемое всеми специалистами, очевидно, не случайно. Признание ценности неповторимой творческой личности ставило ученых, писавших на арабском языке, в особое положение. Соперников в них султаны и эмиры не видели, а труды их ценили, предоставляя им быть самими собой в интеллектуальной и эстетической сфере. Однако иногда такое смещение дает трагические результаты, что будет показано далее. Гораздо опаснее для этноса третий переход из акматической в фазу надлома. Тут возникает императив: «Мы устали от великих», на основании чего гибнут не только излишние, но и нужные пассионарии, а подчас даже безобидные оригиналы. Афиняне в эпоху спада пассионарного напряжения в этносе расправились с Сократом и Алкивиадом. Гибель Сократа покрыла их позором в веках, чем они могли пренебречь, но двукратное изгнание Алкивиада обеспечило поражение в Пелопоннесской войне с вытекающими отсюда неприятностями. Печальные примеры не исправили афинский Демос. После того, как он избавился от Платона и Аристотеля, а также ряда других активных сограждан, которых лишали имущества путем голосования, предписывали купцу, снабжавшему Афины скифским хлебом, оплатить театральное представление или соорудить трирему, Афины потеряли независимость. Александр Македонский пощадил прекрасный город, но последующие завоеватели, римляне, поступили с афинянами по обычаям своего времени, часть убили, а некоторых даже продали в рабство. Античный греко-латинский суперэтнос пережил фазу надлома во II-I веках до нашей эры. В это время эллинские пассионарии могли только служить республике, либо как солдаты, либо как учителя словесности, без надежды на улучшение места в жизни. Но и римлянам было несладко. Эпоха гражданских войн, длившаяся без перерыва более 100 лет, обескровила народ и сенат. Революция Гракхов, война Мария и Суллы, геноцид первого триумвирата и проскрипции второго привели римское государство в состояние кризиса, и только переход к инерционной фазе, ознаменовавшейся деятельностью Августа и его сторонников, принес некоторое успокоение. Однако цена его была велика. Восторжествовавший императив «будь таким, как я»
не оставил камня на камне от традиционной римской свободы. Все республиканские учреждения превратились в пышную декорацию, прикрывавшую волю принцепса. Овидий умер в ссылке, а Гораций и Вергилий были придворными халуями и подхалимами. Сенека погиб от зависти Нерона, а число простых, но талантливых людей, обративших на себя внимание и потому убитых, неисчислимо. Характер и направление этих расправ над беззащитными и невиновными соотечественниками наглядно описали Светоний в жизнеописании 12 Цезарей и Буассье в оппозиции времен римских Цезарей. Система убийств лучших не по знатности и богатству, а по личным качествам была знамением времени, закономерным итогом затухания процесса этногенеза. И точно такие же симптомы, очевидно, той же болезни наблюдаются в Византии при дуках XI век и в Иране конца монгольского периода XIV век, и в Средней Азии после тимуридов XVI век. Итак, эта болезнь возрастная. Заметив это, вернемся к Риму. Пассионарное оскудение. В то время, когда Восток бывшей империи кипел, Запад неуклонно остывал. В начале V века граница по Рейну и Дунаю была прорвана. В 402 году вестготы ворвались в Италию, но были разбиты при Вероне. В 405 году полчища свевов, бургундов, вандалов и аланов вторглись в Италию, но потерпели при Флоренции поражение в 406 году и сдались. Им показали дорогу в Галлию, где франки и алеманны уже захватили берега Рейна. Они разбили вандалов, но спасли себя, а не Галлию, которая была опустошена. Галлы не защищались, а только молились. Кто бы мог представить, что это потомки героических кельтов? То же самое произошло в Испании, где решили поселиться свевы, в Галисии аланы, в Лузитании и вандалы в Беттике, которая с тех пор стала называться Андалусия. В 410 году готы взяли Рим, ограбили его, пощадив только церкви, и в 412 году заняли Южную Галлию. В 419 выгнали вандалов из Испании в Африку и получили за это в подарок Аквитанию. Бургунды поселились по левому берегу Роны, а алеманны — по левому берегу Рейна. В 430-439 годах вандалы, выгнанные из Испании готами, овладели Африкой, где их поддержали мавры и нумидийцы, а в 455 году взяли Рим и подвергли его бессмысленному уничтожению. В 449 году англы, саксы и юты вступили в Британию, откуда римляне вывели легионы. Британские кельты оказались не намного лучше гальских и дали себя перебить. В 476 году герулы, находясь на римской службе, взяли власть в свои руки и упразднили Западную империю. Через 10 лет был уничтожен последний островок цивилизации Суассон, который захватили дикие франки. Последний героический римлянин Сиагрий погиб в неравной борьбе. В 489 году остготы покинули берега Дуная и озеро Балатон, передвинулись в Италию и к 493 году разбили тех германцев, которые ее защищали. Все эти германцы подверглись воздействию пассионарного толчка I века и, следовательно, находились в фазе подъема. И ведь что примечательно, в Западной и Восточной империях были один социальный строй, одна религия, у них был один противник — варвары, нажимавшие на ту и другую с равной силой, но Восток отбился, а Запад пал, ибо находился в фазе обскурации.
Вот что дало обновление этноса, достигнутое силами, которые появились у популяции вследствие пассионарного толчка. И вот почему Рим защищали выходцы с Востока. Вандал Стилихон и полугерманец Аэций. Люди этого склада неизвестны на Западе, а на Востоке они прославлены от Велизария до Алексея Мурзуфла и Иоанна Кантакузина. Эта краткая памятка необходима для того, чтобы уяснить, как страшна потеря пассионарности, без которой невозможно даже успешно защищаться. Ведь варваров было очень мало. Например, вандалов всего 80 тысяч, из них воинов 16 тысяч. А Рим они испепелили. Земли, захваченные германцами, долго считались тяжелой утратой. В VI веке Юстиниан предпринял попытку восстановить Римскую империю. Ему удалось уничтожить Вандальское и Остготское королевство и потрепать вестготов в Испании. Но в Константинополе для успешного завершения завоевания не хватило ни денег, ни людей, ни идей. Какая уж тут борьба с готами, когда дома нажимают славяне и персы, а на место готов приходят лангобарды, за которыми стоят еще более свирепые франки. На последних проповедь действовала лучше оружия, но для интеллектуального напора крайне важны четкое сознание цели и внутреннее единство, обеспечивающее взаимопомощь миссионеров, а последнего в Византии, даже избавившиеся от гностиков и неоплатоников, не было никогда. Вторжение лангобардов в Италию, отвоеванную византийскими полководцами от остготов, произошло в 568 году. Но лангобарды захватили только часть Италии. Так установилась граница между Византией и утраченными землями, где располагались германские королевства и где римские граждане превращались в покоренные народы и угнетенные классы. Итак, великое переселение народов объяснимо. Оно явилось следствием пассионарного толчка, который погубил даков и евреев, заставив их броситься на Рим слишком рано, когда там еще были собственные силы, и который обеспечил победу христианским общинам, создавшим Византию. Значит, на Востоке пассионарные потенциалы были равны, и, следовательно, завоевание не произошло, а на Западе, где разность потенциалов была значительна, в цивилизованные области как бы стихийно стеклись готы, вандалы, бургунды, свевы, аланы, лангобарды и франки. Они были немногочисленны, но пассионарны, то есть каждый из них думал не только о своей шкуре, но и о своем племени, семье, вожде, славе и о грядущем. Завладев прекрасными побережьями Средиземного моря, обитатели прибалтийских лесов и причерноморских степей оказались неприспособленными к новым условиям. Сами вести хозяйство они не умели, но, будучи победителями, брали все самое лучшее. Однако без участия аборигенов и это было неосуществимо, поэтому варварские королевства V-VI веков превратились в химерные целостности, хищные, но неустойчивые. В VII веке арабы подчинили себе Африку и Испанию, встретив сопротивление только у горцев Атласа и Астурии, то есть там, где ландшафты подвергались влиянию римской цивилизации минимально. Там уцелели древние этносы берберы и баски, жившие с природой в ладу. Природа своей земли их и уберегла. Зато потомки римских колонистов, сведших леса на постройке роскошных вилл и храмов, заведшие на опустошенных просторах Испании промышленное овцеводство, а в южных предгорьях Атласа, вытоптавших казенными табунами тонкий гумусный слой, не восстановленный доныне,
оказались беззащитными перед жестокими завоевателями, как северными, скандинавами, так и восточными, аварами и южными, мусульманами, арабо-берберами. Эти несчастные люди уже не ждали выручки с Востока. За истекшие V-VII века греки и вельски, люди, говорившие на латинском языке, а они же волохи, перестали видеть друг в друге соотечественников. Историческая судьба или сила вещей повлекла их по разным путям. Взаимность. Долгое время победители тевтоны и покоренные вельски сосуществовали, не сливаясь и ненавидя и презирая друг друга. Западная Европа из суперэтноса превратилась в зону этнических контактов со всеми отрицательными последствиями. Все варварские королевства, возникшие на завоеванных землях, распались с потрясающей быстротой, унеся с собой культуру Рима и мужество древних германцев, превратившееся в VII веке в свирепость и жестокость. Сноска. Об этом прекрасно написал Тьерри в рассказах из времен маровингов. Он показал, что бывает, когда земля лежит под паром. Примечание Льва Гумилева, конец сноски. При этническом смещении процессы деструкции равно ускоряются для побежденных и победителей. В тот самый VIII век, когда Византия переживала жестокий внутренний надлом, выразившийся в иконоборчестве, а в Азии расцветали и расширялись суперэтносы, возникшие в VII веке, арабо-мусульманский, табгачский, средневековый Китай, тюркско-тибетские, их можно объединить по признакам генезиса и территории, Западная Европа переживала глубокий упадок. Она стала объектом экспансии. Арабы дошли до Луары, авары простерли набеги до Рейна, славяне овладели правым берегом Эльбы и даже форсировали ее низовья. Хозяйственная система, унаследованная от Рима, полностью разложилась, так что на территории Франции восстановился девственный лес. Сноска. Дорст. До того, как умрет природа. Москва, 1968 год, страница 39. Конец сноски. Последнее указывает на исключительное снижение пассионарности, так как самый консервативный класс, крестьяне, снизили интенсивность обработки земли до минимума, позволявшего только что не умереть с голоду. Короли династии меровингов даже в то время получили прозвище ленивых, а их дружинники соперничали в дикой разнузданности и забвении традиций верности и долга. Вред от совмещения двух суперэтносов был взаимным. Некоторой попыткой навести порядок была политика первых каролингов – Пипина Длинного, Карла Мартелла и Пипина Короткого, остановивших натиск арабов и вступивших в союз с римским папой. Их усилия увенчались созданием империи Карла Великого, развалившейся уже при его внуках. В этой империи все было импортным. Идеологию взяли у Византии, образование получили из Ирландии, военную технику, рыцарскую конницу заимствовали у аваров, медицину у испанских арабов и евреев. Все это вместе называется Каролингское возрождение. Империя каролингов в традиционной историографии рассматривается как французская династия, причем счет королей начинается с Карла Великого.
Более основательную концепцию предложил Тьерри, указавший, что каролинги осуществляли свое господство на территории современной Франции исключительно путем грубой силы. Бретань, Аквитания, Прованс и Бургундия только потому и признавали их власть, что не могли отстоять свою самостоятельность. И наоборот, восточные франки, предки франконцев, были нераздельно связаны с каролингами. Таким образом, эту династию и поддерживавший ее этнос франков следует отнести к германскому суперэтносу великого переселения народов. Так оно и есть, и с этой точки зрения легко объяснимы их военные успехи. На общем фоне убывающей пассионарности германских переселенцев, смешавшихся с потомками галло-римлян, кучка дружинников, собравшаяся вокруг Карла Мартелла, Пипина Короткого и Карла Великого, была силой, потому что их противники были еще слабее. Каролинги уничтожили независимость Прованса 737-739 годы, Аквитании 760-768 годы, Ломбардии 774 год, Баварии 788 год, племени саксов 797 год, отняли у арабов Барселону 801 год и победили аваров 802-803 годы. Но за исключением двух последних операций это были победы над своими. Немцы били немцев. А при наследниках Карла Великого и эти успехи были сведены к нулю. Долины Дуная и Эльбы захватили славяне, испанская марка отделилась от империи, а последняя распалась на составные части. Итак, справедливо рассматривать империю Карла не как начало европейского средневекового суперэтноса, а как конец инерции великого переселения народов. Как правило, рост системы создает инерцию развития, медленно теряющуюся от сопротивления среды, вследствие чего нисходящая ветвь кривой этногенеза значительно длиннее восходящей. Даже при снижении жизнедеятельности этноса ниже оптимума социальные институты продолжают существовать, иногда переживая создавший их этнос. Так римское право прижилось в Западной Европе, хотя античный Рим и гордая Византия превратились в воспоминания. С этнологической периодизацией отнюдь не совпадает социально-экономическая. Раннефеодальные государства на территории Галлии возникли в V-VI веках при завоевателях меровингах, бургундах и бриттах, разделивших эту богатую страну. Это значит, что начало французского этногенеза отделено от возникновения феодальной формации 4 веками. Следовательно, эти процессы не связаны друг с другом функционально. Более того, возникший на этой земле феодализм типологически различим. Сноска. Подробнее. Шевеленко. Типологии генезиса феодализма. Вопросы истории. 1971 год, номер 1. Страницы 97-107. Конец сноски. 5 типов феодализма соответствуют 5 этническим регионам, возникшим там вследствие вторжений варваров. Франки установили в долине Сены и Марны гармоническое смешение варварских и античных элементов. Бургунды, бывшие федераты Рима, отобрали у местных жителей треть сервов, 1/2 усадеб, 2/3 пашни и, будучи арианами, долгое время не сливались с аборигенами. Прованс, где сменяли друг друга вестготы, остготы и арабы, сохранил столь много традиций античных городов, что напоминает Византию, а не западный мир. Аквитания же, где вестготы господствовали меньше 100 лет,
с 418 до 507 года резко отличалась и от соседнего Прованса, и от франкских земель. Особое место занимает Британь, то есть древняя Арморика, отвоеванная в середине V века бриттами у римлян и защищаемая ими от франкской экспансии вплоть до 845 года, после чего было основано самостоятельное Бретанское королевство и сепаратное архиепископство Дольское. Так сквозь ткань социального развития проглядывают контуры процессов этногенеза. Аномалия. И вот тут мы подошли к волнующей проблеме — соотношению культуры как целостности идеологической и технической и этноса как явления биосферы. Раннехристианская культура — понятие вполне определенное в рассматриваемый период, IV-VIII века, охватила не только всю территорию бывшей Римской империи, но и окрестные земли — Армению, отчасти Аравию, Абиссинию, Германию и зеленый остров Эрин. Судьба последнего особенно примечательна. Кельты получили христианскую традицию в 432-461 годах из Сирии и Египта, а не из Рима. На Зеленом острове нищие монахи создали новую Фиваиду, с той лишь разницей, что вместо пещер они ютились в тростниковых хижинах. У них не возникло пышной церковной иерархии, но влияние монахов на народ было огромным. С Римом их ничто не связывало. Даже празднование Пасхи шло не по юлианскому календарю, а было приурочено к определенному дню весны. До конца XI века ирландские монахи были наиболее культурными христианами в Западной Европе и отстаивали свою независимость от римских пап так же неуклонно, как их паства от саксонских и нормандских королей Англии. Следовательно, рассматривая коллизию в аспекте истории и культуры, мы должны причислять кельтов к раннехристианской, то есть византийской целостности, как один из ее вариантов. Туда же следует отнести каролингское возрождение и вестготскую Испанию. Это будет логичное и последовательное решение проблемы. Но каждый историк видит, что оно недостаточно, а поэтому и неудовлетворительно. Да и может ли быть иначе, если мы не учли, что носители этой, как и любой прочей культуры, люди, а на земле нет человека без этноса и этноса без родины, под которой следует понимать оригинальное и неповторимое сочетание ландшафтов и геобиоценозов. Мы уже отметили, что пассионарный толчок затронул только полосу Восточной Европы и Ближнего Востока, от Швеции до Палестины. Следовательно, кельты были за его пределами, и, видимо, поэтому бритты, покинутые в 406-407 годах римлянами, проиграли войны с пиктами и англосаксами, истреблявшими всех мужчин-кельтов. Только западные области Британии долгое время держались против жестокого врага. Кельты часто переходили в контрнаступление, одерживали небольшие победы и даже переселились на континент, превратив романизованную Арморику в кельтскую Британь, независимую от франкских королей и враждебную им. Другое кельтское племя, скотты, еще в римское время перебрались из Ирландии на север Британии и частыми набегами наводили ужас на бриттов, подчинившихся Риму. Эту борьбу они продолжали с англосаксами и норманнами вплоть до X века. Короче говоря, кельты как бы обрели внезапную силу. Но так ли это просто? Разберемся. Уэльс, Корнуэльс, а тем более Ирландия были затронуты римской культурой
минимально. Они сохранили свои племенные традиции и тот относительно небольшой запас пассионарности, который остался у них от эпохи завоеваний. Этого запаса было мало для того, чтобы Галлия и Британия смогли успешно сопротивляться римской и германской экспансиям, но когда те и другие растратили свою пассионарность, то кельты уравновесили соотношение сил, причем культура, заимствованная ими из Византии, не прибавила и не убавила их импульса, зато она помогла им определить этнопсихологическую доминанту, пусть негативную, но действенную. Мы не германцы и не хотим походить на них. Такого противопоставления оказалось достаточно, чтобы Уэльс сопротивлялся англичанам до 1283 года, а Ирландия гораздо дольше, несмотря на полную потерю традиций византийской культуры. Предлагаемое объяснение предварительно. Возможно и то, что в начале нашей эры на берегах Атлантики имел место особый пассионарный толчок, который шел от Эйрина на юг, через Басконию, Атлас, Сахару до Гвинейского залива. В этом случае объяснимы вспышки активности туарегов, альморавиды, берберов, альмохады и начало распространения банту. Но это предположение нуждается в детальной проверке и предложено здесь как рабочая гипотеза. Ущербность юности. То, что молодые народы Европы справились с обветшалым Римом, заразились от него пороками и сгинули, неудивительно. Но вот когда этносы, вступающие в акматическую фазу, гибнут от рук слабого противника, это странно. Очевидно, любой переход от фазы в фазу несет в себе опасность для этноса. Как змея беззащитна, пока она меняет кожу, так этнос бессилен, пока он меняет душу, то есть стереотип поведения и общественный императив. Весьма распространено мнение, что испанские конкистадоры обнаружили в Центральной и Южной Америке древнюю цивилизацию и расправились с ней. И все, кто любит индейцев, а к таким людям принадлежит и автор этих строк, оплакивали ацтеков и инков как лучших представителей своей расы и носителей многовековой культуры. К счастью, за последнее время удалось установить некоторые вехи американского этногенеза. Оказывается, древние культуры индейцев Мексики и Перу угасли не очень давно, но радикально. Ольмеки, жившие на берегу Мексиканского залива, исчезли в VI веке, уступив место пришлым тотонакам. Тольтеки, создатели культуры Ванауаки, создали свою державу около 720 года. А что было до нее? В Перу в VIII-X веках исчезли древние археологические культуры Мочика и Тиауанако, доинкская культура этноса Аймара. Вместе с археологическими исчезли этнические образования, потому что в Америке войны велись на истребление противника. Некоторым исключением были бы инки, но их еще не было. Сноска. Литература вопроса весьма обширна, но нужные сводные данные можно почерпнуть в следующих книгах. Диего де Ланда. Сообщение о делах в Юкатане, 1566 года. Переводная статья и примечание Кнорозова. Ленинград, 1955 год. Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства инков. Перевод Кузьмищева под редакцией Кнорозова. Ленинград, 1974 год и многое другое.
Полезное, хотя и неполное обобщение в работе «Стингл. Индейцы без томагавков. Москва, 1971 год». Примечание Льва Гумилева. Конец сноски. Эти древние этносы относились к инкам и ацтекам так, как римляне к французам и испанцам, унаследовавшим от римлян часть традиций языковой культуры, часть генофонда, руины городов и обрывки знаний. Но они не были римлянами. Также новыми этносами стали после своих переселений ацтеки и инки. Но в IX-X веках французы, провансальцы, испанцы в Астурии, немцы, ломбардцы и пьемонтцы уже начали складываться в этносы нового типа, а в Америке великое переселение народов наступило позже. Только в XI веке на юге Перу появились, если верить легенде, первые инки Манко Капак и Мама Окльо. И тогда же, около 1068 года, предки ацтеков перешли Рио-Гранде и двинулись в числе других племен на юг. В XII веке чичимеки, буквально дикари, покорили остатки тольтеков, культурная традиция коих оборвалась, как римская, в Галлии и Испании. Лишь в XIV веке ацтеки основали Теночтитлан, 1325 год, и восприняли остатки культуры тольтеков. В том же XIV веке инка Виракоча создал ту империю, которую завоевали испанцы, но историчность Виракочи под сомнением. Только в 1437 году инка Пачакаутек победил чанков, достойных противников инков, казнил их правителя и вынудил остатки этого этноса бежать в сельву Амазонии на верную смерть. Сноска. Героические чанки в этом зеленом аду уцелели, их потомки обнаружены в верховьях Амазонки после написания этих строк. Примечание Льва Гумилева, конец сноски. Затем он захватил престол, казнил ученых, знавших историю инков, запретил изучение письменности и ввел полицию нравов, чем утвердил цивилизацию инков. Он был современником Жанны д'Арк, Яна Гуса, Петрарки и Джотто, а по месту в этногенезе, или по возрасту этноса, Виракоча эквивалентен Карлу Великому, а Пачакутек — Людовику Благочестивому и Лотарю, даровавшим одичавшей Европе возможность каролингского возрождения, образованности и творческой мысли. Преемник Пачакутека, инка Тупак Юпанки, покорил в 1476 году государству Чиму, современный Эквадор, и установил режим жестокой эксплуатации индейцев, заставив их обрабатывать казенные поля, а зимой строить дороги в Андах. Кажется несомненным, что тот, кто симпатизирует индейцам, должен ненавидеть инков. Это только логично. В том же XV веке, когда в Италии настала эпоха Возрождения, ацтекский царь Ицкоатль 1428-1440 годы и его советник-мыслитель Тлакаэлель возродили культуру тольтеков. Ицкоатль и его преемник Монтесума I 1440-1468 годы завоевали Анауак, Южную Мексику, а Тлакаэлель ввел культ цветов, то есть человеческие жертвоприношения ради избавления земли от грядущей катастрофы. Это было убийство ради убийства, зло в чистом виде. Индейцы защищались как могли.
Хуастеки и Тараски разбили ацтеков, пытавшихся добыть у них юношей для принесения в жертву. Арауканы отразили войско инков, явившееся насаждать у них цивилизацию. Полузаконный сын инки Тупак Юпанки от наложницы-индианки Атауальпа был использован вождями племен, живших вокруг Кито, Эквадор, против законного наследника инки Уаскара. В 1527 году повстанцы победили и убили всех инков, сдавшихся в плен. Особенно жестоко мучили женщин и детей. Из инков уцелели немногие. В этот трагичный момент появились испанцы. В 1532 году Писарро захватил в плен Атауальпу, разграбил богатство храмов, присвоил выкуп, казнил пленника, и никто не двинулся с места. А кому было за него заступаться? Для инков он был тиран и предатель, для индейцев — отпрыск угнетателей инков. Когда же последний великий инка Манко Капак призвал индейцев к освободительной войне, за ним пошли только немногие, для разгрома которых было достаточно нескольких сотен испанцев отряда Альмагро, 1535 год. С такой же легкостью была сокрушена держава муисков в современной Колумбии. Это было то самое Эльдорадо, к которому стремились алчные и мечтательные конкистадоры. Удача выпала в 1536 году на долю Гонсало Кесады, которому муиски оказали очень слабое сопротивление. Оказывается, это был тоже относительно новый этнос, так как лишь в начале второго тысячелетия нашей эры исчезли древние культуры северных Анд. Вторгшиеся с севера племена истребили аборигенов. Сноска. Башилов. Древние цивилизации Перу и Боливии. Москва, 1972 год. Страницы 196-197. Конец сноски. Победители-испанцы застали в этой стране такое издевательство высших над низшими, что сами не смогли воспроизвести и половины этого. Например, индеец, посмотревший на муиска высшего ранга, ввергался в подземное озеро, где плавали в полной тьме ядовитые змеи. Несчастный плавал там до тех пор, пока не натыкался на змею и не погибал от ее укуса. А обращаться к начальству по делам разрешалось лишь сидя, повернувшись к нему спиной и уткнув лицо в подогнутые колени. Легко понять, что индейцы своих правителей не стали защищать. Зато южные арауканы проявили такую доблесть, что конкистадор Педро Вальдивия пал в 1553 году, и весь его отряд погиб. В 1598 году арауканы оттеснили испанцев за Био-Био, а в 1744 году Испания признала Арауканию независимой державой и приняла ее посла в Сантьяго-де-Чили. Но арауканы не были цивилизованным народом, они хранили древние традиции. Это означает, что их не задели пассионарный толчок XIII века и великое переселение народов Америки XII века, ибо на ранних фазах этногенеза этнос так же слаб, как и в конечных. Также Кортес, имея в 1521 году 1000 испанцев, победил 30 000 храбрых ацтеков Куаутемока, так как Тотонаки и Чичимеки из Тласкалы выставили 50 000 воинов для уничтожения гегемонии ацтеков. Индейцы сознательно предпочли испанцев, которых они воспринимали как одно из равных им племен. Может быть,
Они просчитались, ведь инквизиция, которую привезли испанцы в Америку, была учреждением, о котором хорошего не скажешь. Но в ее судилище можно было и не попасть, потому что, по идее, инквизиция была создана для обороны, а не для нападения. Поясняю. В 1529 году турки овладели Алжирией. Береговая линия Испании была открыта для высадки мусульман, а внутри страны жило много морисков и евреев, мечтавших о такой возможности. Испанское правительство, справедливо сомневаясь в лояльности иноверцев, воспретило им занимать военные и гражданские должности, но оно не могло запретить им креститься. Поскольку крещенный мавр или еврей получал право делать карьеру наравне с испанцем, то многие принимали крещение лицемерно и продолжали соблюдать обряды старой веры. Вот этих-то выявляла инквизиция и карала за вероотступничество. Значит, чтобы не иметь дела с трибуналом, можно было просто не принимать католицизм. В Америке инквизиция строго карала за совершение жертвоприношений, особенно за убийство детей. Это было, конечно, насилие над совестью индейцев, но ведь деток-то жалко. И индеец, отказавшийся от принесения жертв, мог быть спокоен за свою жизнь. А вот от ацтеков уберечься было куда труднее. Те тащили на Теокалли любого подвернувшегося пленника. И если он был мудр, храбр и красив, то тем больше имел шансов попасть под обсидиановый нож. Потому-то испанцы закрепились в Америке на 300 лет. Если мы рассмотрим историю Европы и Америки в предложенном диахроническом аспекте, то увидим, что и в Америке были свои великие переселения и гибель античной культуры, но пассионарный толчок, вызвавший новый взрыв этногенеза, произошел на 500 лет позже, в XIII веке. Ацтеки и инки, создавая свои империи, были для местного населения такими же захватчиками, какими были для кельтов англосаксы, а для галло-римлян франки. Следовательно, в начале XVI века ацтеки и инки переживали тот же возраст, что французы, испанцы и итальянцы к X веку. А ведь это эпоха дезинтеграции европейской культуры, унаследованной от Рима, и снижения сопротивляемости внешним ударам. Венгры, берберы, скандинавы грабили Каролингскую империю и англосаксонские королевства столь же успешно, как в XVI веке испанцы и португальцы свои будущие колонии. По-видимому, ацтеки и инки были застигнуты вторжением в переломный момент роста, при переходе динамической фазы подъема в акматическую фазу расцвета, который не наступал из-за помехи извне. Но как только испанцы наткнулись на племена в устойчивых фазах, они были разбиты и перешли к обороне. Более того, команчи в XVIII веке начали теснить испанцев за Рио-Гранде, а семинолы завоевали уже освоенную испанцами Флориду. В Мексике и в Андах метисация испанцев с индейцами шла столь интенсивно при большом пассионарном напряжении в обоих компонентах, что возникли новые этносы, добившиеся независимости в 1810-1822 годах. На месте испанских колоний возникла анти-Испания, осуществившая покорение индейских этносов Юкатана, Чили, Патагонии и Огненной земли, что было не под силу конкистадорам. Прерванный процесс возобновился, но только там, где он шел до XVI века. В Северной Америке на месте индейских суперэтносов создалась зона контактов этносов, пришлых из Европы и Африки. Северная Америка была заселена этносами относительно древними, вернувшимися в гомеостаз.
Исключение же иракезы, незадолго до появления европейцев, проникшие в область Великих озер с запада, и атапаски в предгорьях Кордильер. Сноска. Аверкиева. Индейцы Северной Америки. Москва, 1974 год. Страница 172. Попытка опровергнуть эту концепцию путем привлечения данных археологии неубедительна по характеру аргументации. Та же работа Аверкиевой «Индейцы Северной Америки», страницы 174-176, конец сноски. Только эти последние были плодом взрыва этногенеза и участниками великого переселения народов в Америке. Около XII века часть атапасков оттеснила эскимосов в тундру, а другая распространилась на юг, в Аризону. Однако на юге им не удалось создать могучую державу, потому что просторы прерий недоступны для пеших охотников. А топаски, как и их восточные соседи команчи, ютились по берегам речных долин, где было мало пищи, и прирост населения остановился. Но как только испанские лошади, убегавшие в прерии и дичавшие, превратились в табуны мустангов, степные индейцы освоили коневодство, имена навахов и апачей прославились на весь мир. Но было поздно. Скваттеры, трапперы и ковбои, потомки колонистов, успевших адаптироваться в новом свете, задавили индейцев числом и техникой. Вот еще пример оборванного этногенеза, но в отличие от южного варианта процесс не возобновился. Испанцы не были расистами, и смешанные браки их не шокировали. Зато англосаксы, особенно женщины, бойкотировали мужей скво и изгоняли их из общества. А их мужья руководствовались правилом «хороший индеец — это мертвый индеец». Трагедия северных индейцев закончилась в 70-х годах XIX века бойней, получившей название «Индейской войны». После нее в США индейские этносы остались как реликты. Возвращенная молодость. Испания невозбранно владела колониями в Южной Америке и Мексике, пока она казалась колонистам непобедимой. Но когда Наполеон арестовал в 1808 году королевскую семью в Байонне, посадил на престол в Мадриде своего брата Жозефа и начал войну против испанцев, защищавших традиции и независимость своего отечества, колонии отложились. С 1810 по 1821-22 годы Испания пыталась усмирить повстанцев, но безуспешно. Поддерживали колониальный режим только некоторые индейские племена, да и то лишь потому, что ненавидели восставших креолов больше, чем далеких испанцев. Остановим внимание на Мексике, ибо здесь восстановление смещенного завоеванием процесса этногенеза прошло наиболее наглядно. В XVI веке испанцы и индейцы быстро смешивались, и казалось, что в Мексике возникнет локальный вариант испанского этноса, но произошло обратное. К концу XVIII века вместо двух этнических групп создалось 4, ненавидевшие друг друга. Полагают, что такое разделение – результат неудачного администрирования, но, по-видимому, причины лежат глубже. Контакт произошел на суперэтническом уровне со всеми вытекавшими отсюда последствиями. Высшим социальным слоем, сосредоточившим в своих руках все высшие должности и торговлю, были уроженцы Испании, имевшие кличку Гачупины – люди со шпорами. Сноска. Паркс. История Мексики. Москва, 1949 год. Страница 93. Далее цитируется эта же работа. Конец сноски. Число их было небольшим.
а отношение к ним отрицательным. Но гачупины держали в своих руках армию и духовенство, что обеспечивало их привилегии достаточно надежно. На одну социальную ступень ниже стояли креолы, около 1 миллиона человек, уроженцы Мексики, потомки конкистадоров, часто с примесью индейской крови. Это были богатые владельцы асьент, на которых работали индейцы. Креолы жили в роскошной праздности, храня верность королю и церкви и ненавидя бюрократов-гачупинов. Но к началу XIX века среди креолов появились пассионарные особи, искавшие применение своим силам. Эти люди стали читать французскую литературу и обрели цель жизни, которая многих из них привела к жестокой смерти. 3 или 4 миллиона индейцев либо работали на асьендах, как пеоны, батраки, или на рудниках, либо жили в своих деревнях под управлением кассиков, вождей. В XVI веке их положение улучшилось, так как требования испанских чиновников не превышали требований ацтекских, да и детей в жертву Уицилопочли отдавать было не надо. Но в XVII-XVIII веках землевладельцы-креолы стали посягать на земли индейских племен, а продажные чиновники-гачупины защищали их плохо. Страницы 102-103. Монахи обратили многих индейцев в католицизм, но обращение было настолько поверхностным, что индейцы сохранили свои обычаи своих идолов. Однако в школах индейские дети показывали способности выше, чем испанцы, и случилось так, что потомки ацтеков, став учителями, обучали потомков конкистадоров латыни и католическому богословию. Страница 97. Но хуже всех жили 2 миллиона метисов, возникших вследствие смешанных браков в XVI веке. По мере роста культуры их извергли из своей среды креолы, а гачупины запретили им жить среди индейцев, чтобы они не подстрекали тех к восстанию. Для метиса были доступны только тяжелые работы или разбой, но против них была организована особая полиция, убивавшая их без суда. Страница 123. Однако их число росло, как и пассионарное напряжение, ибо в метисах совместились гены конкистадоров и ацтеков. Поэтому они не погибли, а выделились в особую субэтническую группу, имевшую перспективу развития. Итак, к началу XIX века Мексика вернулась в фазу подъема, в XVI веке прерванную завоеванием Кортеса. В 1808 году все эти этнические группы вступили в борьбу с гачупинами и между собой, ибо ненавидели друг друга. Единодушны они были в одном – они назвали себя американцами, но в остальном согласия между ними не было. Поэтому первые индейские восстания 1817-1817 годов, возглавленные священниками Идальго и Морелосом, были разгромлены регулярной армией, где офицерами были креолы, а солдатами – метисы и мулаты. Но уже в 1812 году полковник Итурбиде, креол с примесью индейской крови, перешел на сторону сторонников независимости и вытеснил испанские войска из Мексики. Гачупины сошли со сцены, но их место заняли мексиканские консерваторы, к числу коих принадлежал Итурбиде. Дальнейшая расстановка сил была такова. Консерваторы опирались на духовенство и армию, это были главным образом креолы, потомки испанцев. Умеренные либералы, креолы, хотели либеральной парламентской республики с сохранением своих поместий. Крайние либералы, метисы, были врагами церкви и армии. Индейцы хотели, чтобы белые ушли и оставили их в покое.
Гражданские войны и перевороты продолжались до 1920 года и закончились победой метисов, воспринявших социальные институты индейцев – касикизм. Индейцы, как этнос, не могли победить, потому что не представляли целостности. По сути дела, каждое племя было отдельным этносом, поэтому индейские пассионарии, например, Хуарес, по рождению и воспитанию сапотек, получив образование, примкнул к метисам, крайним либералам, и одержал победу над французскими регулярными войсками. Американские дипломаты посмеивались над Мексикой, говоря, что эта страна не может навести у себя порядок, но в конце акматической фазы их английские предки тоже учинили войну алой и белой роз. Мексика просто пережила эту фазу с запозданием на 3 века. Пассионарный перегрев обычно уносит в небытие многие ценные памятники искусства и элементы культуры. Мексика не исключение. Роскошные храмы с прекрасными скульптурами погибли во время пронунсиаменто, проходивших с жестокостью, перещеголявшей европейское средневековье. Метисы были врагами всего европейского, в том числе католицизма. Индейцы были набожны, но им были нужны церкви, а не духовенство. Они приходили в храмы по своим праздникам, украшали статуи святых гирляндами цветов, как древних идолов, и плясали перед ними, как перед богами. На защиту духовенства встали креолы, образовавшие в 1926-27 годах отряды «Кристерос». Мятеж был жестоко подавлен, причем пострадали неповинные крестьяне. Итак, испанское завоевание Мексики оказало огромное влияние на элементы материальной культуры и идеологии живших там этносов, применение железа, изменения в фауне и флоре, вызванные появлением лошадей, коров, овец, свиней, винограда, оливковых деревьев, католицизм и так далее. Но направление этногенеза вернулось в свое русло. 300-летний период испанского владычества правильнее всего рассматривать как зигзаг на кривой этногенеза. О дальнейшем мы судить не смеем, так как акматическая фаза этногенеза Латинской Америки еще не кончена, а делать прогнозы можно лишь тогда, когда уяснена общая закономерность явления. Глава 33. Фаза надлома. Пассионарный надлом. Мы уже видели на примере Византии, что избыток пассионарного напряжения этнической системы далеко не всегда бывает ей полезен, но исчезновение пассионарности еще более губительно. В VII веке выяснилось, что попытка восстановления Римской империи не удалась. Юстиниан переоценил силы своего народа и недооценил силы восточного врага. В последнем его винить трудно. Он полагал, что единственный серьезный противник Византии – Персия, а это государство было ослаблено реформами визиря Маздака 488-529 годы и ликвидацией их последствий, а также восстанием Бахрама Чубина 590-591 годы, погубившим лучшую часть регулярной армии. Однако война 604-628 годов была выиграна Византией при крайнем напряжении сил и благодаря помощи тюркютов, опиравшихся на Хазарию. В этой войне надорвались и Византия, и Иран, поэтому выступление нового этноса, арабо-мусульманского, сложившегося из реликтовых племен Аравийского полуострова, оказалось трагичным и для персов, и для греков. Иран был завоеван целиком и ограблен дочисто. Византия потеряла Сирию, Египет, Карфаген, равнинную Киликию,
и лишь в 718 году арабы были разбиты у стен Константинополя, после чего война, происходившая на территории Малой Азии, превратилась в серию грабительских набегов и контрнабегов. На Балканском полуострове Византия тоже несла потери. В 679 году болгары, бежавшие от хазар, перешли Дунай и заняли страну между Дунаем и Балканами. Восточная Римская империя превратилась в греческое царство, которому не было дела до одичавшей Западной Европы, которая из средоточия мировой мощи превратилась в объект грабительских набегов арабов с юга, аваров с востока и скандинавских викингов с севера. Без пассионарности отразить всех этих врагов было очень трудно. Однако силы Византии были столь велики, что после потери тех земель, население коих хотело отложиться, Константинопольское правительство подчинило племена на Балканском полуострове, 689 год, и отразило арабов от стен столицы в 718 году. Инициативу войны с мусульманами приняли на себя воинственные исавры, но они тоже весьма отличались от греков. Этнокультурные различия, слабо ощутимые при низком уровне пассионарности, обострились в VIII веке, когда византийский этнос вступил в жестокую фазу надлома, выразившуюся в иконоборчестве императоров Исаврийской династии. Эта пора была, пожалуй, более противоестественной, нежели предшествовавшая ей акматическая фаза, когда росшая пассионарность всего региона разорвала золотой обруч границ империи и отбросила Сирию, Египет, Африку и Армению в руки омейядских халифов, а Италию — под пяту лангобардских королей. Тогда деление возникло естественно. Ариане, монофизиты, несториане утверждали: «Мы не такие невежды, как вы, ибо понимаем священное писание лучше». Халкидониты отвечали им тем же, после чего наступала этническая дивергенция с этнопсихологическими мотивами конфессиональных деклараций. Однако, разругавшись, можно было разойтись, что было естественным, а при иконоборчестве все было противоестественно и потому жутко. В самом деле, православный царь, победитель нечестивых мусульман и язычников-болгар, вдруг запрещает религиозное искусство под предлогом необходимости разделения спекулятивной философии и эмоциональной стихии искусства, да еще, пользуясь служебным положением, хочет учить монахов, специалистов своего дела. А кто его поддерживает? Солдафоны и вельможные халуи, как светского, так и духовного звания. На ересь не похоже, но омерзительно. Мы сознательно оставляем в стороне исторический анализ иконоборчества в политическом, экономическом и идеологическом аспектах. О них написано много, но при этом опущено то, что важно для этнолога. Самые глубокие мысли императоров и патриархов не могут объяснить, почему исаврийский солдат рубил мечом образ Богородицы, а греческие женщины, рискуя жизнью, били этого солдата камнями и палками. А ведь те и другие были безграмотны. В теологии и политике не разбирались, да и не думали в такой момент о столь сложных сюжетах. Существует простое и верное объяснение характера событий этой эпохи. Иконоборчество — явление малоазийское, иконопочитание эллинское. Для азиата иконы были украшением храма, где надлежало возносить свой дух к престолу истины, как абстракции, не имеющей зримого образа. Для грека иконы — окно в инобытие. На них изображен лик, а не личина и даже не лицо, поэтому духовное совершенствование сопряжено с эстетическим восприятием.
через которое и открывается истина. Уровень пассионарного напряжения в Византии в VIII веке снизился до фазы надлома, вследствие чего даже непринципиальные несогласия вырастали в повод для кровопролития, что на пользу делу не шло. От Византии отпала Италия, где в 751 году лангобарды взяли Равенну, а в 756 образовалось светское государство пап. А император Константин Капроним вместо того, чтобы навести порядок в отпавшей области, расправлялся с беззащитными любителями изобразительного искусства у себя дома. Седьмой Никейский собор 787 года принес временное успокоение, но за период смут болгары успели закрепиться на Дунае, только в Азии были достигнуты несомненные успехи, и то потому, что в халифате, объединявшем арабо-мусульманский суперэтнос, дела обстояли еще хуже. Халифат при династии аббасидов разваливался на части, причем, как и в Византии, решающим принципом был этнический, облеченный в конфессиональные формы. В своем разложении халифат опередил Византию, которая в последующую инерционную фазу этногенеза успела окрепнуть политически и экономически, благодаря чему пережила халифат. А теперь сделаем вывод. В период первых двух фаз этногенеза этническая система преодолевает посторонние воздействия, растущее пассионарное напряжение делает ее резистентной. Но даже в эти начальные фазы в этносе всегда присутствуют и преобладают численно гармоничные особи, у которых пассионарность и инстинкт уравновешены. Это люди серьезные. Когда в их среде начинают безобразничать субпассионарии, они заводят губную избу, где губят людей, организуют высылку негодных им людей в колонии и тому подобное. Этим они консервируют этнический стереотип поведения и традицию, основу сигнальной наследственности людей. С пассионариями сложнее. Они нужны и могут себя защитить. Поэтому им представляется право убивать друг друга, чем они широко пользуются. Но само наличие пассионария в системе делает ее пластичной и способной к сопротивлению внешним воздействиям, ибо пассионарии умеют находить выход из самых сложных ситуаций. И когда между этими типами членов этноса устанавливается некое оптимальное соотношение, система почти неодолима. Но как только при смене фаз это соотношение нарушается, система становится восприимчивой к ударам извне. Тогда этнос легко может погибнуть от смещения. Такое смещение для арабского суперэтноса оказалось трагичным, потому что включенные в халифат области, получившие от арабских завоевателей заряд пассионарности, начали отлагаться от Багдада. Иногда восстания бывали подавлены при огромных затратах воинской силы, как, например, разгром Муканны в Средней Азии в 762 году, но чаще имели успех. В 789 году отложилось Марокко, в 820 – Хорасан, в 867 году – Сейстан. Через 2 года вспыхнуло жуткое восстание рабов зинджей, которыми руководил араб. В 872 году Ибн Тулун объявил себя независимым правителем Египта, а в 877 перешли в наступление карматы Бахрейна, и в 903-909 годах фатимиды в Тунисе.
Пассионарное напряжение разрывало оковы любой политической системы и за полвека превращало благоустроенное законопослушное государство с процветающей экономикой и растущей культурой в калейдоскоп борющихся этносов и консорций, стремившихся оформиться в этносы. Кровь текла столь обильно, что арабы утеряли гегемонию в собственной стране. В Африке инициативу перехватили берберы и туареги. В Иране – дейлемиты, горное племя, до тех пор державшееся в стороне от политики. В Средней Азии таджики после долгой борьбы уступили тюркам и туркменам. Огромные силы мусульманского суперэтноса погашались внутри собственной системы. Процесс этногенеза, инициированный арабами, уничтожил породивший его этнос, но оставил неприкосновенной уникальную культуру и связанную с ней традицию, в которую долгое время втягивались соседние этносы. Несколько иначе этот процесс прошел в романо-германском мире. Там он был менее интенсивен, что пошло на пользу европейцам, хотя черты акматической фазы в Западной Европе были выражены предельно четко. Череда расцветов. Рассматривая последующую историю западноевропейского или романо-германского суперэтноса, нетрудно заметить, что в нем лидерствуют попеременно разные этносы, уступая место друг другу. Это лидерство выражается по-разному, но если рассматривать его как функцию пассионарного напряжения этносов, компонующих суперэтнос, то разнообразие форм перестает путать исследователя. Первое место после развала Каролингской империи заняли немцы. Их короли Генрих Птицелов и Оттон Великий остановили венгерские набеги, чем обеспечили экономический рост Германии по обе стороны Рейна. Границами их домена были Эльба и Рона, а в Италии они унаследовали железную корону лангобардов. Оттон II попытался отвоевать у византийцев Южную Италию, но неудачно, а потом его инициативу перехватили французские нормандцы, но и они стали жертвой немцев в 1194 году. За это время в Германии сменились 3 династии – саксонская, франконская и швабская Гогенштауфены. И в XIII веке немцы стали терять свои позиции. Французы отняли у немецкой империи Лангедок и часть Лотарингии, а итальянцы сумели вообще отделиться от зверской расы. В политическом аспекте это война императоров с папами, в социальном – борьба феодалов с городами, в историко-культурном – соперничество юристов с прелатами, а в этническом – утрата ведущим племенем немцев швабами запаса пассионарности и связанное с этим отпадение окраин. В XIV-XV веках итальянцы были ведущим этносом католической Европы. Нажившиеся на крестовых походах, ограблении Византии, торговле с Востоком и ростовщичестве, они одновременно поставляли всем королям Европы юристов, дипломатов, богословов, поэтов, художников, строителей и мореплавателей. Данте писал: «Гордись, Фьоренца, долей величавой, ты над землей и морем бьешь крылом, и самый ад твоей наполнен славой». С флорентийцами успешно соперничали не менее ловкие и бессовестные венецианцы, продажные римляне, лукавые болонцы, лицемерные сиенцы, головорезы калабрийцы, но право на первое место по дороге в ад, согласно тому же Данте, принадлежало генуэзцам, которые пролезли ради своих торговых дел не только в Золотую Орду, но даже на Русь. Правда, здесь они потерпели неудачу.
Во время расцвета городских республик Италии прочие страны Европы переживали тяжелые времена. Англия и Франция вцепились друг другу в горло, причем англичан поддерживали гасконцы, а французов — шотландцы. Эта война длилась более 100 лет, связала силы обеих стран и крайне их обескровила. И даже после того, как англичане покинули прекрасную Францию, за исключением Кале, они перенесли острие своих неуемных страстей друг против друга и начали войну алой и белой роз. Эти феодалы так привыкли воевать и так не умели ничего другого делать, что старая Англия не знала покоя. И тогда поднялись дотоле малые страны. Чешские, гусситы и швейцарские горцы залили кровью Германию, Австрию и Бургундию. Короче говоря, почти все силы Западной Европы были замкнуты на себя и взаимоуничтожались. Пассионарный надлом сделал христианский мир бессильным, что весьма благотворно повлияло на усиление Турции и России, то есть стран, начавших свое восхождение в XIV веке, следовательно, по сравнению с Западной Европой, молодых. Аналогичная смена пассионарных расцветов прослеживается в восточной половине европейского суперэтноса, где в контакте с германцами находились славяне. В XIV веке чешские гусситы осуществили первый этап реформации, обескровивший и Чехию, и сопредельные с ней области Германии. В XVI веке на первое место вышла Польша, вобравшая в себя Литву и ставшая столпом контрреформации. Это ее и погубило, так как лишило возможности установить контакт с православными. В середине XVII века украинские казаки нанесли польским войскам несколько сокрушительных поражений, затем шведы прошли Польшу насквозь и ограбили ее дочисто, и, наконец, турки завоевали Подолию. Героическая победа 1683 года спасла Австрию, но окончательно измотала Польшу, упадок которой в XVIII веке общеизвестен. Наибольших успехов в XVII веке достигла Швеция, но эта малонаселенная страна выплеснула своих пассионариев с Густавом Адольфом в Германию, с Карлом X в Польшу, с Карлом XII в Россию и не возместила ущерба при приросте населения. Детей рождалось достаточно, но не таких, какие были в XVI-XVII веках. При этом надо отметить, что ни экономического, ни культурного снижения в скандинавских странах и славянских не наблюдалось, так как и в западных герцогствах Германии, в Австрии и Голландии. В XVIII веке почти все европейские страны, преодолев пассионарный перегрев акматической фазы, развивали хозяйство, строили красивые города, торговали со всем миром, получая огромные прибыли, и покровительствовали писателям, художникам и ученым, то есть людям одаренным, но не чрезмерно пассионарным. Это была так называемая эпоха Просвещения. Оптимальный уровень пассионарного напряжения в Европе достигался тем, что лишние пассионарии уезжали в колонии и свирепствовали там, не вспоминая про Вольтера, Руссо, Канта и Гёте. И все-таки была одна страна в Европе XVIII века, где пассионарное напряжение росло. Не противоречит ли это изложенной концепции? Разберемся. Германия больше других стран пострадала от ужасов реформации, контрреформации и 30-летней войны. Это объяснимо. Пассионарное напряжение там стало спадать уже в XIII веке, о чем было сказано ранее, а коль скоро так, то эта богатая и цивилизованная страна стала жертвой этносов с высоким уровнем пассионарности.
Хорваты, испанцы, валлоны, датчане, шведы и французы проходили Германию насквозь, а немцы, как лютеране, так и католики, либо терпели бесчинство ланскнехтов, либо сами примыкали к их бандам. Вера тут роли не играла. Шли к тем полковникам, которые лучше платили. Так как католики в 1618 году одержали победу при Белой горе, то протестанты из Чехии вынуждены были искать спасение в эмиграции. Многие из них нашли убежище в соседнем марграфстве Бранденбург. Туда же охотно переселялись французские гугеноты, а также польские ариане. Берлин стал прибежищем для гонимых идейных протестантов, которые принесли с собой свою пассионарность. Бранденбургская марка была основана на земле славянского племени лютичей, и население ее в XVIII веке было смешанным славяно-германским. Импорт пассионарности повлек за собой слияние этих этносов, подобно тому, что произошло в Англии в XI-XIII веках. Таким образом, Бранденбург, ставший Бранденбурго-прусским государством по сравнению с Западной Германией и Австрией, отстал в этногенезе на одну фазу. Когда кругом все просвещались, пруссаки еще хотели воевать, поэтому они выиграли войну за австрийское наследство, Семилетнюю войну, войну с Наполеоном I и, наконец, с Наполеоном III, после чего Пруссия встала во главе объединенной Германии, исключив из нее Австрию и Люксембург. В конце XV века произошли объединение Кастилии с Арагоном, завоевание испанцами Гренады и открытие Америки, 1492 год, и Индии, 1498. Силы испанских и португальских пассионариев нашли себе применение, и пассионарное напряжение на Пиренейском полуострове снизилось до оптимума. Это дало огромное преимущество Габсбургам, унаследовавшим испанскую корону. Весь XVI век испанская пехота шла от победы к победе, испанское золото решало сложнейшие вопросы дипломатии, а испанский флаг господствовал на морях. Блеск победы над турками при Лепанто, 1571 год, скрасил горечь проигрыша войны, тем более что расплачивалась за поражение Венеция. Но гибель непобедимой армады, 1585 год, и отпадение Голландии, 1581, показали, что силы Испании не растут, а убывают. В XVII веке Испания терпит поражение за поражением. В ней не хватает людей ни для пополнения армии и флота, ни для нужд промышленности, ни для защиты американских владений от английских и французских корсаров. И не то чтобы в Испании наступила депопуляция, а просто испанцы стали хуже сражаться и меньше работать. В 1648 году по Вестфальскому миру испанцы смирились с утратой гегемонии в Европе, перешедшей к Франции, и на морях доставшейся Голландии. Но господство голландцев было непродолжительным, так как выступила Англия, и тогда началась ее новая столетняя война с Францией, закончившаяся битвой, 1815 год, при Ватерлоо, после которой пальма первенства в Западной Европе перешла к Англии. Эту фазу этнического развития прошли все этносы, известные в науке, за исключением погибших в предыдущих фазах. В Европе эта фаза совпала с эпохой реформации, великих открытий, возрождения и контрреформации. В Риме это было время завоеваний Мария, Суллы, Помпея и Цезаря, а также гражданских войн. В Византии аналогичный творческий и тяжелый период победы и Саврийской династии, и иконоборчества. В арабском халифате
Этот возраст оказался роковым. Халифат распался, отделились Испания и Магриб, Мавераннахр, Средняя Азия и Хорасан. Появились псевдомусульмане, карматы, суфии и вторичные шииты, буиды. Отпал Египет. Вокруг Багдада сражались за реальную власть негры-зинджи, скуластые турки и отчаянные дейлемиты. Арабам осталась только сфера культуры, но зато они в ней преуспели изрядно. А в Китае? В Древнем Китае это эпоха 7 воюющих царств. Для наглядности позволим себе иллюстративную аналогию. Сопоставим Китай IV века до нашей эры с Европой XVI века. Аналогом воинственной и пропитанной мавританским духом Испании было царство Цинь, включившее в себя воинственные племена Ди, обитавшие в лёссовых долинах Шэньси и джунглях Сычуани, и подчинившие их жестокой дисциплине доктрины легизма, аналога иезуитского ордена. Франции соответствовала богатая, культурная и веселая страна Чу, прикрытая с севера голубой рекой Янцзы, а с юга — непроходимыми джунглями. Чу была самой опасной соперницей Цинь, противопоставляя жесткой солдатской системе очарование роскоши, искусства и свободы. Сердце Китая, территория бывшего царства Цзинь, наследницы империи Чжоу, распалась на 3 небольших царства — Хань, Вэй и Чжао. Им соответствовала территория Германии, тоже раздробленная и тоже наследница Священной Римской империи германской нации. Восточное царство Ци, расположенное в Шаньдуне, легко сопоставить с Англией, а заброшенное в Ляодун царство Янь с Швецией или Данией. Ситуации при такой расстановке сил были аналогичны. Испания, возглавив контрреформацию, хотела подчинить себе всю Европу, но, к счастью для себя, успеха не имела. Цинь со своей доктриной легизма покорила в III веке до нашей эры весь Китай, себе на беду. Представим на минутку, что такое же завоевание Европы удалось Филиппу I. Что же было бы? Инквизиция по всей Европе, испанские гарнизоны в Париже, Женеве, Лондоне, Стокгольме, Венеции, на что не хватило бы всех юношей Испании. Огромные расходы на армию и полицию, ибо надо было еще держать фронт против Турции, а это значит изнуряющие налоги, вызывающие всеобщую народную ненависть. И при первом же удобном случае всеобщее восстание народов, которые не щадили бы завоевателей. Этой судьбы Испания избежала, но именно это произошло с царством Цинь в 207 году до нашей эры. Цинь уже не воскресла никогда, а обескровленный Китай было легко объединить первому же способному на то претенденту. Таковым оказался крестьянин Лю Бан, давший империи, построенной на руинах, наименование Хань. В сходных ситуациях могут быть разные результаты. Средневековый Китай, возникший на развалинах древнего, как христианский мир Западной Европы возник на руинах Древнего Рима, сложился как этническая целостность в VI веке и достиг аналогичной фазы в XII-XIII веках. Сноска. Лев Гумилев. Троецарствие в Китае. Доклады ВГО. Выпуск 5. Ленинград. 1967 год. Страницы 107-127. Вторая работа Льва Гумилева. Хунны в Китае. Москва. 1974 год. Страница 235. Конец сноски. Его постигла иная участь. Блестящая культура эпохи Сун
при омерзительной администрации и деморализованном правительстве стала добычей иноземцев – тангутов, джурдженей и монголов. В отличие от арабского халифата и арабоязычного мусульманского этноса, Китай воскрес при династии Мин, но это уже иная фаза этногенеза. Как видно из приведенных примеров, а все прочие им не противоречат, фазу надлома трудно считать расцветом. Во всех известных случаях смысл явления заключается в растранжиривании богатств и славы, накопленных предками. И все же во всех учебниках, во всех обзорных работах, во всех многотомных историях искусства или литературы и во всех исторических романах потомки славят именно эту фазу, прекрасно зная, что рядом с Леонардо да Винчи свирепствовал Савонаролла, а Бенвенуто Челлини сам застрелил из пушки изменника и вандалиста контебля Бурбона. Очевидно, впечатление от столь широкого диапазона поступков, от подвигов до преступлений, сильно воздействуют на исследователя или романиста, а каждому человеку свойственно помнить светлые полосы спектра и забывать темные пятна, поэтому-то и называют эти жуткие эпохи расцветом. Жертвы расцвета. К началу XVI и в XVII веках процент пассионариев в Европе снизился, а процент субпассионариев возрос за счет истребления консервативной части населения, гармонических персон, наиболее трудолюбивых и законопослушных. Система суперэтноса потеряла устойчивость, ибо отдельные пассионарии легко могли навербовать себе бродяг-солдат из числа субпассионариев. Это они и делали. То, как проповедники Лютер, Кальвин, Савонаролла, Иоанн Лейденский, то, как кондотьеры Морец Саксонский, Мансфельд, Валенштейн, то, как короли, нарушающие законы королевства, Генрих VIII Тюдор. Если раньше подобные попытки наталкивались на немедленное сопротивление других пассионариев, то когда их стало меньше, у каждого появился большой ареал, а, следовательно, и возможность набрать инерцию. Поэтому столкновения эпохи реформации и контрреформации приобрели большой размах и стоили еще больших жертв. Единая система раскололась, и люди стали искать друзей, чтобы не попасть в лапы врагам. А так как обращаться за помощью к правителям было бессмысленно, то вступил в силу принцип комплементарности. Искали друзей искренних и платили им искренностью, ибо это была самая надежная страховка. Да и как этим несчастным людям было не искать объединения для самозащиты, если герцог Гис сжег сарай, где пели псалмы гугеноты? Жанна Наварская бросила в подземную темницу католиков, ходивших к обедне, а английский король Генрих VIII приказал вешать на одной виселице католика за то, что тот чтит папу, и кальвиниста за то, что он отрицает святость мессы. Циничные владыки были страшнее иноверцев, ибо к их услугам были палачи и доносчики без веры, чести и совести, субпассионарии. Но и правители не могли обходиться без искренне верных слуг. Значит, они должны были примкнуть к одной из двух объединяющих идеологий – протестантизму или реформированному католицизму, ибо от традиционного католичества осталось только воспоминание. Так создались католическая лига и протестантская уния, 30-летняя война которых стоила Германии 3/4 населения. Другие страны пострадали меньше, но тоже изрядно. Но, увы, в этой фазе этногенеза гибли не только идейные или политические противники светских и духовных правителей.
В эпоху Возрождения человекоубийство было повседневным занятием обитателей Западной Европы, причем имело массовые масштабы. Объектом гонений здесь оказывались не столько мыслители, поэты, философы, хотя и им доставалось. Сожжены были Мигель Сервет в Женеве и Джордано Бруно в Риме, сколько простые безобидные люди с воображением. Их объявляли колдунами и ведьмами и безжалостно сжигали. И ведь вот что примечательно, еще в VIII-IX веках учение о колдовстве и порче в среде германцев считалось суеверием. Сноска. Лозинский. Роковая книга Средневековья. Монахи Шпренгер и Инстисторис. Молот ведьм. Перевод с латинского Цветкова. Москва, 1932 год. Страницы 8-9. Конец сноски. Поэтому в законах лангобардских королей обвинение женщины в том, что она летала на помеле, рассматривалось как клевета, за которую наказывали доносчика, сажали его в тюрьму. Сноска. Эдикт Ротара 643 года запрещал верить в стриг или ламий вампиров и не допускал убийства женщин, обвиненных в колдовстве, безумцами. В работе Лозинского. Конец сноски. При Карле Великом за такой донос полагалась даже смертная казнь. Сноска. Первый саксонский капитулярий 787 года в работе Лозинского. Конец сноски. В IX веке на соборе в Анквире шабаш был объявлен иллюзией доносчика, хотя некоторые епископы Исидор Севильский, Рабан Мавр, Гинкмар Реймский принимали учение о ламиях. Сноска. Орлов. История сношений человека с дьяволом. Санкт-Петербург, 1904 год. Страницы 183-184. Эта книга, вопреки заглавию, модному для эпохи издания, представляет собой вполне серьезное исследование по средневековому фольклору. Лозинский. Роковая книга Средневековья. Страница 10. Конец сноски. Это гуманное законодательство не было унаследовано от цивилизованного Рима, приближавшегося к фазе обскурации. Там колдунов либо высылали, либо казнили. Сноска. Орлов. История сношений человека с дьяволом. Страницы 132 и 135. Нет, это был здравый смысл пассионарных людей, строивших жизнь для своих потомков. Было бы нелепо, если бы они не позаботились о том, чтобы их внуки не стали жертвами оговоров и произвола. Но почему в императорском Риме возникли гонения на колдунов? В республиканском, еще полудиком Риме колдовством не интересовались, а вот когда пришла волна роскошной цивилизации с завоеванного Востока, с нею вместе появилась и ненависть к интеллекту. Еврейские законоучители I века предписывали истреблять колдунов, Талмуд. В середине II века Апулей популяризовал психоз страха перед фессалийскими колдуньями. Сноска. Орлов. История сношений человека с дьяволом. Страница 134. Конец сноски. И гонения на гадателей развернулись уже к концу II века одновременно с гонениями на христиан. В Риме эта эпоха совпадала с инерционной фазой этногенеза накануне перехода к обскурации. Европа опередила Рим.
Процессы против ведьм начались в XV веке, причем несчастных женщин никто не обвинял в ереси и борьбе против церкви. Их сжигали за то, что они были не похожи на других. Сноска. Орлов. История сношений человека с дьяволом. Страница 183. Конец сноски. Итак, в темные годы Средневековья беззащитные творческие люди, мечтатели и естествоиспытатели могли жить спокойно. Во время войн они, конечно, страдали, но так же, как и сограждане. Но вот пришла эпоха гуманизма, эпоха религиозных и философских исканий, эпоха великих открытий. И что же? Наступил XVI век, высокое возрождение, реформация и Вторая инквизиция, боровшаяся не с катарами, врагами церкви, а с беззащитными фантазерами и знатоками народной медицины. Тут католики и протестанты действовали единым фронтом. Как ни странно, больше всего сожжений за равный промежуток времени происходило не в Испании, а в Новой Англии. Это говорит о том, что причина казней лежала не в догмах веры, а в поведенческом сдвиге, вызванном снижением уровня пассионарного напряжения суперэтнической системы. Как только фазовый переход совершился, казни колдунов стали представляться обывателям анахронизмом, и так везде, где этнос проходил эту смену фаз. Обличительный пафос обывателя обычно бесплоден, потому что он наталкивается на упорядоченное судопроизводство, при котором критическое отношение к доносам обязательно. Но инквизиторы Шпренгер и Инститорис сами были, судя по их поступкам, обывателями, облеченными чрезвычайными полномочиями. Они прекрасно знали, что обвинение знатной особы в колдовстве чревато неприятностями для них самих. Поэтому они хватали, мучили и сжигали беззащитных женщин, на которых доносили их соседи. Получался своего рода геноцид. Гибли люди честные, гнушавшиеся доносительством, и талантливые, вызывавшие зависть, а размножались морально нечистоплотные тупицы, породившие поколение европейского обывателя, характерное для XIX века. Это был процесс статистический и поэтому неотвратимый. Раскол этнического поля. В конце Тридцатилетней войны 1618-1648 годы пришла усталость, однако она не повлекла за собой объединение. За 1,5 века и протестанты, и католики отработали разные стереотипы поведения, совместить которые можно было лишь на основе терпимости. Последняя была провозглашена как принцип, но проводилась крайне непоследовательно. Только в XVIII веке были забыты старые счеты, и Европа опять обрела целостность, которая называлась не христианской, а цивилизованный мир. Но и это равновесие было достигнуто ценой снижения пассионарного напряжения суперэтноса, что прошло для самой Европы относительно безболезненно. Пассионариев и субпассионариев, прежде всего бродяг-солдат, сплавили в заокеанские колонии. Активную колониальную политику вели 3 католических и 2 протестантских страны – Испания, Португалия и Франция, Англия и Голландия. Для ясности условимся о терминах. Если из страны едут крестьяне, которые хотят своими руками работать на новой, захваченной ими земле, это колонизация. Если едут солдаты, чиновники и купцы, стремящиеся получать доходы с подчиненной страны, это колонизаторство. Что хуже для местного населения – другой вопрос. Здесь-то и сказались последствия того раскола единого поля европейского суперэтноса, который проявился в религиозной войне протестантов с католиками.
При колонизации Америки было замечено, что испанцы и французы относительно легко вступали в контакты с индейскими племенами, хотя и не со всеми, тогда как англосаксы не умели наладить отношений, кроме чисто дипломатических, например, с иракезами в XVII веке, и организовали охоту за скальпами, выдавая премии за убитого индейца. Попробуем предложить теоретическое решение. Испанцы, французы и англичане — этносы, входившие и доселе входящие в суперэтническую романо-германскую целостность. Но внутри этой целостности они весьма не схожи друг с другом по этнопсихологическим доминантам. Колонизация Америки совпала с реформацией, то есть полной перестройкой поведенческой структуры в фазе надлома суперэтноса. Структура упростилась, и освободившаяся при этом энергия хлынула за границу западноевропейского геобиоценоза, внутри которого отдельные варианты культуры обособились друг от друга. Не только протестанты, но и католики после Тридентского собора стали не похожи на своих предков, потому что Савонаролла, Эней Сильвий Пикколомини, Игнатий Лойола сделали для этнокультурной деформации не меньше, чем Мартин Лютер или Жан Кальвин. Итак, обособление наций – естественный продукт этногенеза, но расхождение стереотипов поведения – неизбежное следствие из него. Эти расхождения и определили разные отношения европейских колонистов к индейцам. Испанцы видели в касиках племен местных дворян и при крещении давали им титул «дон». Вследствие этого в Мексике и Перу значительная часть индейцев ассимилировалась. Французы в Канаде увлеклись индейским образом жизни и в XIX веке превратились в подобие индейского племени. Во время восстания Луи Риля метисы и индейцы действовали заодно. Англосаксы загнали индейцев в резервации, за исключением тех, кто согласился на американский образ жизни. Объяснить отмеченные различия можно при помощи предложенной нами ранее концепции этнического поля. Если каждый суперэтнос – поле со свойственной ему частотой колебаний, то поля суперэтносов в этом отношении находятся в разной степени близости. Значит, можно полагать, что в ритмах полей католических этносов имелись созвучия с индейскими, а у тех, кто избрал протестантизм в Европе, их не оказалось. А ведь в XVI веке почти все нации Европы разделились на католиков и протестантов, причем каждый выбрал подходящий ему стереотип. Проверим. Великоруссы смешались с татарами и бурятами, в значительной степени воспринявшими русскую культуру, сами легко растворялись среди якутов, но угорские народы хранят свою самобытность, несмотря на долгое, тесное и дружественное общение со славянами. Зато с индейцами на Аляске и в Калифорнии русские не поладили и не могли там закрепиться, несмотря на поддержку алеутов и эскимосов. И не случайно, что во время 30-летней войны Россия поддержала протестантскую унию против католической лиги, принимала на службу протестантов-немцев и торговала с Голландией. А ведь католичество по догматике и обряду куда ближе православию, нежели лютеранство. Очевидно, этнический момент преобладал над идейным и здесь. Протестанты, попавшие в Южную Африку, голландцы, французские гугеноты и немцы, сложились в этнос, названный буры. Они были наиболее нетерпимы к аборигенам. Рабство в Трансваале было отменено только в 1901 году.
а французы на Гаити обучили негров-рабов французскому языку и католической религии. Последнюю негритянские кюре интерпретировали на свой лад. В 1792 году, когда английский флот блокировал революционную Францию, негры подняли восстание против французских плантаторов, мотивируя свое отношение к ним так: «Бог пришел к белым, а белые убили Бога. Отомстим за Бога, убьем белых». И убили всех находившихся на острове французов. И все-таки это не отчуждение, а форма идейного контакта на суперэтническом уровне. Ныне гаитянские негры восстановили у себя дагомейский культ воду, почитание змеи, но к мистериям допускаются только католики, в том числе и европейцы. Исходя из записанных наблюдений, можно сделать вывод, что реформация была не столько бунтом идей, сколько фазой надлома, то есть промежуточной между акматической и инерционной фазами. Надлом и его значение. Из всего сказанного вытекает, что фазы этногенеза различаются лишь степенью разнообразия, определяемой уровнем пассионарного напряжения. Субпассионарии, характерные для гомеостаза, есть всегда, но при появлении пассионариев в нескольких поколениях они теряют свое исключительное значение в сложившейся системе. Они просто незамечаемы. При подъеме вырастает роль гармоничных людей, исправно несущих свои обязанности. И они не исчезают в акматической фазе, когда при пассионарном перегреве гибнут одна за другой самые пассионарные особи. В период надлома вырастает значение субпассионариев, формирующих кадры исполнителей во время гражданской войны. Затем в инерционной фазе снова увеличивается значение гармоничных особей, зато оно резко убывает в фазе обскурации, когда наряду с тихими субпассионариями, унаследованными этносом от своих субстратов, появляются буйные бродяги-солдаты, продукт отхода инерционной фазы. Эти ловко расправляются с гармоничными особями и упрощают систему вплоть до потери резистентности. Тогда они гибнут сами, а вслед за крушением этноса забывается его неповторимая культура и наступает гомеостаз. Эта этносоциальная закономерность прослеживается и на этногеографическом материале. Характеристики всех фаз совпадают. Этнос при своем возникновении подтесывает вмещающий ландшафт под свои потребности и одновременно сам применяется к условиям ландшафта. Короче, здесь действует принцип обратной связи, при котором природа страдает минимально. В акматической фазе, когда этническая система набухает энергией, наступает пора завоеваний и миграций, причем первые ограничены сопротивлением соседей, а вторые еще и природными условиями. Природа страдает двояко. У себя дома пассионариям копаться в земле скучно, они предпочитают более трудные, но и более увлекательные способы существования и процветания. Нажим цивилизации на природу сокращается, а так как с этими бурными периодами часто связан отрицательный прирост населения, то и хозяйство приходит в упадок, вследствие чего идет восстановление природных ландшафтов, лесов, степей и болот, а также поголовье диких животных. Но зато страны, захватываемые пассионариями, страдают очень сильно. Жертвами завоеваний, как правило, становятся те этносы, в которых уровень пассионарного напряжения низок, что мешает им организовать эффективную оборону. Поэтому они сами и богатство их стран, в том числе произведения природы, становятся добычей победителей.
Достаточно вспомнить золотые флоты испанцев, перевозивших золото из Мексики и Перу, или серебряные рудники в Потоси, Боливия, ставшие могилой несчетного числа индейцев. А португальские плантации в Бразилии могут сравниться только с голландскими колониями на Яве и других Зонских островах. И там погибли тысячи малайцев и африканских рабов для того, чтобы превратить роскошные рощи на холмах Португалии и луга Нидерландов в поместье негациантов и вельмож, которые ради блеска не боялись риска и не жалели ни других, ни себя самих. Меховые компании Канады почти полностью истребили бобров, ныне спасаемых только в заповедниках, а в Восточной Африке охотники на слонов истребляли целые стада ради того, чтобы вырученные за их клыки деньги проиграть на лондонской бирже. И в древности было тоже. В Китае был истреблен носорог, в Хотане обобраны наземные месторождения нефрита, но довольно примеров. Посмотрим на дело с другой стороны. Какую бы свирепость ни проявляли пассионарные завоеватели, природу портили они ограниченно. Брали они то, что лежало на поверхности, то, за что надо было драться, но не нужно было трудиться. Поэтому после их победоносных походов оставались восстановимые биоценозы и сильно потрепанные, но не истребленные племена индейцев, негров, полинезийцев и папуасов. А ведь при этом захватчики ежеминутно рисковали жизнью. Итак, в ходе надлома уровень пассионарности этнических популяций в значительной мере снижался искусственно, причем никому не приходило в голову, что этими мероприятиями снижается мощь государства и степень резистентности этноса. Мы уже видели, что в ряде случаев это влекло за собой гибельные последствия. Но романо-германской целостности Западной Европы повезло. Западная Европа – полуостров Евразийского континента. Море защищало ее с 3 сторон. Опасность была только на юго-востоке, где турки, сломив Византию, повели широкое наступление в XVI-XVII веках. Венгрия пала. На очереди были Италия и Германия, и тогда собой пожертвовала героическая Польша, самая отсталая из стран Западной Европы и потому сохранившая сравнительно большую дозу пассионарности. Сноска. Поскольку все этносы подвержены энтропийному процессу рассеивания энергии пассионарности, то слово «отсталость» означает, что этнос еще достаточно богат этой энергией, подобно тому, как горячий предмет еще не успел остыть. Примечание Льва Гумилева. Конец сноски. Гусары Яна Собесского спасли Вену в 1683 году. Пролив свою кровь за Германию, поляки подготовили раздел своей родины. Когда надлом в Германии кончился и наступила инерционная фаза с национальной консолидацией, Европа снова стала неуязвимой и агрессивной, но очень мало похожей на саму себя в предшествовавший период. Из рыцарской она превратилась в торгашескую, и об этом стоит сказать особо. А пока вернемся к концепции Ясперса, вернее, к взглядам западноевропейских философов истории. Все они, начиная с Августина, видели в истории направление, цель и смысл. Все восточные мыслители усматривали в истории взлет и распад, иными словами, считали процессы самоцелью, а смысл полагали в личном совершенствовании, где история только фон. Различие, очевидно, не случайно. И, по нашему мнению, оно в том, что западники говорили о прогрессе созданий рук человеческих, техносфере, к которой следует причислить и философию, тоже продукт людской деятельности.
а восточные мудрецы — о живой природе, частью коей являются люди, а техника — фоном. Переведем это на научный язык. На Западе изучали социально-культурную историю, на Востоке — этническую историю, часто просто генеалогию. И нельзя говорить, что одно важнее другого, и то, и другое необходимо. Плохо только, когда методику социологии применяют к изучению природных явлений. Хорошо, что наоборот не бывает. На этом можно было бы кончить спор с Ясперсом и другими телеологическими системами религии и прогресса. В этнических процессах участвуют два ведущих фактора: потеря инерции первоначального толчка, старение и насильственное воздействие соседних этносов или других сил природы, смещение. Сноска. Под силами природы здесь подразумеваются грандиозные изменения ландшафта, например, трансгрессия моря, извержение вулкана на острове, вековая засуха, эпидемия, вызванная новорожденным или занесенным вирусом и тому подобное. Примечание Льва Гумилева, конец сноски. Последнее всегда деформирует запрограммированный самой природой этногенез, но только в моменты фазовых переходов смещения может быть катастрофичным. Глава 34. Фаза инерции. Золотая осень цивилизации. После пережитых потрясений люди хотят не успеха, а покоя. Они уже научились понимать, что индивидуальности, желающие проявиться во всей оригинальности, представляют для соседей наибольшую опасность. Однако избежать ее можно, если сменить общественный императив. Достаточно лишь измыслить или вообразить идеального носителя наилучшего стереотипа поведения, пусть даже никогда не существовавшего, и потребовать от всех, чтобы они ему подражали. В древнем мире на этой основе был создан культ царя как бога. Начало этому мировосприятию положил еще Александр Македонский, которому египетские жрецы объяснили, что он сын бога Аммона, которого эллины отождествляли с Зевсом. Александру это понравилось, но его полководцы категорически отказались принять такую версию, как оскорбительную для родителей Александра, Филиппа и Олимпиады. Однако идея заглохла только на время. Она возродилась при преемниках Диадохов и особенно в Риме после Августа. Правители стали требовать для себя тех почестей, которые полагалось воздавать богам. Это значило, что образ правителя, даже не его индивидуальные качества, а те, которые связаны с должностью, обожествлялись. Тем самым они становились образцом для подражания, обязательным для всех подданных. Римляне великолепно понимали, что на престол всходили негодяи, убийцы, лгуны, которые, как люди, заслуживали только удара кинжалом в живот. Но принцип божественности Цезаря они ставили обязательным условием благопристойности и лояльности к порядку. А память о кровавых веках надлома была столь ужасна, что любая гарантия порядка казалась желанной. В новое время, XVII-XIX века, аналогичный принцип нашел воплощение в образе джентльмена, честного и воспитанного человека, которому полагалось подражать по мере сил. Уклонение от подражания осуждалось даже не законом, а общественным мнением. Этого давления было достаточно. На Востоке часто предлагалось следовать примеру какого-либо почитаемого героя древности. От этого дело не менялось. Короче говоря, преследовались все проявления самобытности во имя посредственности, которая становилась идеалом.
Однако процесс шел медленно. Для людей, не желавших отказаться от своей оригинальности, оставались сферы искусства и науки, казавшиеся безобидными. Поэтому те, кто в XVI веке хватался за шпагу, в XVIII сидел дома и писал трактаты, ценные, если автор был талантлив, и бессмысленные, если он был графоманом. А так как последних всегда больше, то создались огромные библиотеки, наполненные книгами, которые некому и незачем читать, и это называется рост культуры. Аналогичное положение сложилось на Дальнем Востоке, вступившем в инерционную фазу в X веке. В Китае это эпоха Сун, оставившая огромное количество предметов искусства, не столь гениальных, как те, которые уцелели от эпохи Тан, но еще более виртуозно выполненных. В Тибете монастыри наполнялись книгами, переведенными, а чаще переписанными с древних оригиналов. Конечно, на этом фоне появлялись гении, мыслители, ученые, поэты, но их было не больше, чем в жестокую акматическую фазу. Зато они имели хороших учеников, а их концепции — резонанс. Например, «Желтая вера» учителя Цзонхавы 1355-1418 годы интеллектуально обогатила не отдельные консорции или секты, а целые народы – монголов, ойратов и часть тибетцев. В Византии ту же роль играли афонские старцы XIV-XV веков, идеи которых, не принятые в деморализованном обреченном Константинополе, нашли отзвук в Великороссии. Но довольно примеров. Ясно, что инерционная фаза этногенеза, спад пассионарности этнической системы и интенсивное накопление материальных и культурных ценностей. Проверим наш вывод на нейтральном индикаторе. Смене стереотипа поведения на уровне романа германского суперэтноса. От мира христианского к миру цивилизованному. Было бы удивительно, если бы такое грандиозное явление, как смена стереотипа поведения в масштабах суперэтноса, не было бы до сих пор ни замечено, ни описано. Нет, сделано и то, и другое, хотя абсолютно с иных позиций, чем наши, и в иной системе понятий и терминов. Не беда, термины иной системы отсчета всегда можно перевести в свою. Прямые наблюдения от этого ценности не теряют. Вернер Зомбарт написал этюды по истории духовного развития современного экономического человека, где поставил вопрос, каким образом докапиталистический человек, то есть естественный человек, превратился в обывателя, мещанина, пошляка, наблюдаемого ныне повсеместно. До появления капитализма по Зомбарту до XII-XIV веков исходной точкой хозяйственной деятельности является потребность в благах. Сколько человек расходует, столько он и должен заприходовать. Сноска. Зомбарт, буржуа. Москва. Страницы 7-9. Дальнейшие ссылки на это издание даются в тексте. Конец сноски. А больше накапливать может только дурак. Однако есть два класса – богачи-сеньоры и масса народная, но разница между ними не так уж велика. Сеньор, постоянно рискуя жизнью, получает много благ, и тут же их транжирит на пышные охоты, пиры и прекрасных дам. Копить деньги незачем, все равно в ближайшей войне убьют, а если не в этой, то в следующей. Поэтому те дни, когда сеньор жив и здоров, он проводит в удовольствиях. Крестьянин имеет столько земли, сколько ему нужно для прокорма себя и семьи. Ремесленник обладает здравым смыслом, чтобы не работать больше того, сколько необходимо для зарабатывания на веселое житье.
Такие люди, если бы они увидели Рокфеллера, сочли бы его безумцем. Но средневековые европейцы не считали сумасшедшими обладателей шелковых платьев и золотых украшений. Сокровища они ценили, и ради них не щадили жизни, ни своей, ни чужой. Но они ценили красивое золото, а не деньги, которыми они начали увлекаться только с XII века. Тогда возникает страсть к прибыли, которая до этого наблюдалась только у евреев. Страница 23. Алчность овладела сначала католическим духовенством, потом горожанами и, наконец, целыми странами, но не в равной степени и в разных вариантах. Иногда она осуществлялась путем грабежа заморских стран, иногда путем торговли, что было тоже рискованно. Иной раз путь к богатству шел через презренное ростовщичество, частью через получение выгодных должностей и тому подобное. Но всегда руководящим стимулом деятельности было безотчетное стремление к обогащению, которого до этого времени почти не наблюдалось. Можно было бы предположить, что алчность возникает при появлении возможности ее удовлетворить. Зомбарт отвергает тезис, по которому капиталистический дух создается самим капитализмом. Страницы 149-150. Он также не согласен с Вебером, что есть связь между протестантизмом и капитализмом. Взамен всего этого Зомбарт видит причину развития капиталистического духа в душевных предрасположениях, унаследованных от предков. Страницы 155-156. То есть в переводе на привычный нам научный язык эти наклонности – наследуемый признак. Значит, существуют особые буржуазные натуры, которые Зомбарт подразделяет на предпринимательские и мещанские. Страницы 157-163. Первые — отважные авантюристы, основатели капитализма, вторые — унылые, умеренные, аккуратные клерки, заполняющие своей массой пустоту, образовавшуюся после гибели их предшественников. Согласно Зомбарту, предрасположение к капитализму просматривается не только на уровне персоны или организма, но и на уровне этноса. Это убеждает его в биологической природе данного явления. Страница 165. К этносам со слабым капиталистическим предрасположением он относит кельтов и готов, ниже которых стоят только испанские иберы, которые были чужды очарованию, оказываемому золотом на почти все народы. Страница 167. Этносы, склонные к капитализму, разделены на два сорта – народы героев и народы торгашей. Страница 167. К первым Зомбарт относит римлян, норманнов, лангобардов, саксов и франков, а тем самым англичан и французов. Ко вторым – флорентийцев, шотландцев, лоулендеров и евреев. Страница 169, а также фризов, которые в самую раннюю эпоху считались умными, ловкими, торговыми людьми. Страница 170. Это последнее нужно Зомбарту для того, чтобы объяснить торгашество голландцев и шотландских лоулендеров, ибо есть предположение, что Нижняя Шотландия заселялась, между прочим, и фризами. Славян и греков Зомбарт не рассматривает, очевидно, считая их, в отличие от евреев, неевропейскими народами. Это показывает, что в поле его зрения лежит не географический регион, а суперэтнос. Данная особенность делает его анализ интересным для нашей темы, ибо он описывает, по сути дела, фазу надлома, как переход от акматической фазы к инерционной, но считая народы, этносы, стабильными системами,
подразделениями рас вынужден объяснять торжество мещанского духа в Тоскане примесью этрусской крови, хотя этруски исчезли в IV веке до нашей эры, а Флоренция стала мещанской в XV веке нашей эры. Уже этот пропуск в 2000 лет настораживает и заставляет перейти к критике концепции. Полагаю, что наблюдения Зомбарта верны, но интерпретация их неудовлетворительна. Иберы — древнейший пласт европейцев, находившийся уже в римское время в гомеостазе. Видя только конечную фазу этногенеза, нельзя судить о предшествующих. Потомки торговых этрусков — корсиканцы. Они давно потеряли навыки предков и еще в XIX веке предпочитали вендетту торговли. О кельтах мы писали ранее, а вот перечисленные Зомбартом народы-торгаши все обладают одним общим признаком – высокой степенью метисации. Тоскана лежала к северу от Рима. Через нее прошли только лишь после X века швабы-гибеллины, анжуйцы-гвельфы, испанцы, французы, австрийцы, и все рассеяли свой генофонд по популяции тосканцев. Шотландский Лоуленд — зона контакта между скоттами, англами, норманами, викингами и баронами-французами, которых туда сажали английские и шотландские короли, ибо там была неспокойная граница. Низовье Рейна — область фризов, тоже место этнического контакта германского, романского и кельтского населения. Только этот признак и является общим для всех народов торгашей по Зомбарту. Но его достаточно. Можно и к их числу добавить также Южную Италию и Андалусию, что Зомбарт, видимо, просто упустил. Картина не изменится. Разница между сеньорами и предпринимателями не так уж велика. Те и другие пассионарны, но в разных модусах. Первые тщеславные, вторые алчные, но эти различия несущественны, и, что важно, те и другие резко отличны от мещан, клерков, подлинных носителей капиталистического духа, который, на наш взгляд, является всего лишь оскудением первоначального творческого накала, всегда возникающего при пассионарном подъеме. Мещане осуждают сеньоров лишь потому, что хотели бы, но не могут быть такими же. У Зомбарта, страница 273. Они последующие творческого взлета, от которого у них осталась только страсть к наживе, то есть это особи гармоничные и даже субпассионарные, страница 278. Но из этого вытекает, что перед нами обычный энтропийный процесс, похожий на остывание горячего газа, превращение его в воду, а затем в лед, под коим можно понимать состояние гомеостаза, предел процесса любого этногенеза. А теперь положим наблюдение Зомбарта на схему этногенеза, предложенную нами ранее. В IX-XI веках, когда капиталистического духа в Европе еще не было и активной этнической метисации. Люди жили мелкими этническими группами, оформившимися недавно и сохраняющими свою самобытность. То, что эти новорожденные этносы состояли из различных расовых компонентов, значения не имело. Стереотипы поведения у них были оригинальны. Задачи, стоявшие перед тем или иным этносом, были общими для каждого его члена. Пассионарность равна проявлялась во всех слоях населения, вследствие чего социальные состояния были текучие, трусливые феодалы гибли, а доблестные вилланы становились либо рыцарями, либо свободными горожанами. В XIII-XV веках наблюдается разделение. В монолитных этносах идет усложнение социальных систем, укрупнение
в королевстве, выброс излишних пассионариев в крестовые походы или в соседние страны, Столетняя война. А в зонах этнических контактов появляются и богатеют торгаши. В акматической фазе, а еще больше в фазе надлома, они живут за счет раздоров, пользуясь покровительством правителей. Но постепенно они набирают силу и производят второй переход к инерционной фазе, наиболее для них удобной. Эта фаза им так нравится, что для нее выдумали почетное название «цивилизация», состояние, по их мнению, бесконечное. Как мы уже знаем, любое изменение агрегатного состояния среды требует большой затраты энергии, в нашем случае пассионарности. Как всякая энергия, пассионарность действует при разности потенциалов. Эта разность может возникнуть либо за счет пассионарного толчка, явления природного, либо за счет тесного межэтнического контакта, где пассионарность одного этноса превышает пассионарность другого. Результаты будут разными. Деструкция природных ландшафтов отмечена лишь во втором варианте, что было показано на ряде примеров. Вместе с этим надо отметить, что деструкция в антропогенных ландшафтах отнюдь не правило, а печальное исключение, к счастью, довольно редкое. Ведь если бы было иначе, то за 50 тысяч лет существования неоантропа все геобиоценозы были бы уничтожены, и сам человек погиб бы от голода на обесплоденной земле. Следовательно, надо признать, что воздействие человека на биосферу идет в двух противоположных направлениях – жизнеутверждающем и жизнеотрицающем. В XVI-XVIII веках остывание романо-германского суперэтноса идет быстро. Пассионарии уезжают в колонии и либо гибнут там, либо возвращаются больными. Особи гармоничные упорно работают дома, на своих полях, в мастерских, канцеляриях, университетских аудиториях. Им некогда бороться за преимущества, практически для них обременительные. И тут-то место, освобожденное пассионариями, занимают торгаши, флорентийские менялы, услужливые дипломаты, интриганы, авантюристы. Они местному этносу чужды, но именно потому крайне удобны для венценосцев, особенно тогда, когда у них вообще нет родины. И вдруг им на благо Уатт строит паровую машину, и за этим следуют самые разнообразные технические усовершенствования. Города укрупняются, становятся полиэтническими, человек начинает жить без связи со своим этносом, иногда поддерживая с ним только далекий контакт. Тут-то и проявился капиталистический дух европейца, так хорошо описанный и оплеванный Зомбартом. Но почему это так легко удалось? Только потому, что, говоря фигурально, вода остыла и замерзает. Вот когда она замерзнет вся, то есть когда наступит фаза обскурации, торгаши, бактерии, пожирающие внутренности этноса, погибнут, а от этноса же еще может остаться реликт. Цивилизация и природа. Предложенное здесь понимание этногенеза было бы субъективным, если бы у нас не было шкалы для сравнения. Но она есть. Это история антропогенных ландшафтов, то есть история взаимодействия техники и природы через механизм, называемый этнос. В описываемой фазе отношение людей к окружающей их природной среде резко меняется, опять-таки за счет снижения пассионарного напряжения этнических систем. Как бы ни свирепствовали пассионарии, но в отношении кормящей нас природы торжествующий обыватель – явление куда более губительное. В этой фазе риск никому не нужен, ибо необходимые победы одержаны, и начинается расправа над беззащитными. А что беззащитнее
благодатной биосферы. Объявлено, что человек — царь природы, и он стал брать с нее дань спокойно и планомерно. Хлопковые плантации покрыли некогда зеленые холмы Диксиленда, южные штаты США, и через известное довольно короткое время превратили их в песчаные дюны. Прерии распаханы, урожаи огромные, вот только нет-нет, да и налетают пылевые бури, губящие сады и посевы восточных штатов вплоть до Атлантики. Промышленность развивается и приносит громадные прибыли, а Рейн, Сена и Висла превратились в сточные канавы. Это сейчас, но ведь и раньше было то же самое. За 15 тысяч лет до нашей эры на земле не было пустынь, а теперь куда ни глянь пустыня. Мы уже показали, что не набеги тюркских и монгольских богатырей превратили в песчаные барханы берега Эдзингола, Хотань-Дарьи и озеро Лобнор. Это сделали планомерные работы земледельцев, думающих об урожае этого года, но не дальше. Такие же трудящиеся крестьяне взрыхлили почву Сахары и позволили самумам развеять ее. Они же засоряют окрестность своих поселков промышленными отходами и бутылками, а ядовитые химикалии спускают в реки. Никакие пассионарии до такого не додумались бы никогда. А гармоничным людям ничего невозможно объяснить, да и стоит ли? Ведь это не последняя фаза этногенеза. И точно так же ведут себя этносы, имеющие за плечами огромный багаж накопленной предками культуры. Любые технические достижения сами по себе, без участия людей, не влекут за собой прогрессивного развития, хотя могут разрушаться от постоянного воздействия губительного времени. Египет древнего царства и Шумер имели более высокую культуру земледелия, нежели Египет нового царства и Ассирия, покорившая Месопотамию. Видимо, дело не в вещах, а в людях, вернее, в запасе их творческой энергии, пассионарности. Поэтому технику и искусство можно рассматривать как индикаторы этнических процессов, своего рода кристаллизацию пассионарности минувших поколений. Ну, может быть, мы злоупотребили политической историей в географическом трактате. Ведь принято считать, что история и природоведение столь далеки друг от друга, что сопоставления их не оправданы. Джон Стюарт Коллинз в книге «Всепобеждающее дерево» пишет: «Святой Павел был прав, призывая гнев Божий на головы жителей Антиохии. Правы были и другие пророки, проклинавшие города. Но, поступая правильно, они руководствовались ложными мотивами. Суть греха была не в его моральной стороне. Он относился не к теологии, а к экологии. Чрезмерная гордыня и роскошь не навлекли бы кары на людей, зеленые поля продолжали бы плодоносить, а прозрачные воды нести прохладу. Какой бы степени ни достигли безнравственность и беззаконие, высокие башни не зашатались бы, а крепкие стены не обрушились бы. Но люди предали землю, данную им Богом для жизни. Они согрешили против законов земных, разорили леса и дали простор водной стихии. Вот почему нет им прощения, и все их творения поглотил песок». Сноска цитируется по Дуглас «Трехсотлетняя война», страница 161, конец сноски. Блестяще, но неверно. Безнравственность и беззаконие в городах — прелюдия расправы над лесами и полями, ибо причина того и другого — снижение уровня пассионарности этносоциальной системы. При предшествовавшем повышении пассионарности характерной чертой была суровость и к себе, и к соседям.
При снижении характерно человеколюбие, прощение слабостей, потом небрежение к долгу, потом преступление. А привычка к последним ведет к перенесению права на безобразие с людей на ландшафты. Уровень нравственности этноса — такое же явление природного процесса этногенеза, как и хищническое истребление живой природы. Благодаря тому, что мы уловили эту связь, мы смогли бы написать историю антропогенного, то есть деформированного человеком ландшафта, ибо скудость прямых характеристик природопользования у древних авторов может быть восполнена описаниями нравственного уровня и политических коллизий изучаемой эпохи. Именно динамика описанной взаимосвязи – предмет этнологии, науки о месте человека в биосфере. По сути дела, мы описали проявление микромутации, которую можно охарактеризовать как восстановление равновесия, нарушенного пассионарным толчком. Последний отражается на природе региона не менее, чем на людях, его населяющих. Избыток энергии ведет к появлению новых потребностей, а следовательно и к перестройке вмещающего ландшафта. Примеры этого были приведены ранее. Нам сейчас необходимо обобщить их и определить их направление. Как правило, для первой фазы характерно стремление к благоустройству. Люди, живущие в начальных фазах этногенеза, не представляют себе, что и их систему ждет конец. А если такая идея кому-либо взбредет в голову, то его никто не захочет слушать. Поэтому всегда существует стремление строить навечно, не жалея сил. Богатства природы еще представляются неограниченными, и задача заключается в том, чтобы наладить их беспрепятственное получение. Иногда это ведет к хищничеству, но строгий порядок, установленный и поддерживаемый, ограничивает инициативу частных лиц. Ведь если бы английские короли и их шерифы не ввели жестоких законов против браконьеров, которых в средние века называли Робин Гуды, то ныне в Англии не осталось бы не только ни одного оленя, но, скорее всего, ни одного несрубленного дерева и невытоптанной лужайки. Пожалуй, целесообразнее восхищаться не героями английских народных баллад, а их врагами, хотя и те, и другие были носителями растущей пассионарности, которой, увы, были лишены убиваемые звери. Для последних благом была Столетняя война, которая унесла много человеческих жизней, но отдалила гибель природы Старой Англии и прекрасной Франции. Подобные коллизии возникали неоднократно, но не были катастрофичны, так как природа меняется подчас быстрее, чем история. Как уже говорилось, процесс обскурации Западной Европы был прерван пассионарным толчком IX века, но раны, нанесенные за это время биосфере, не затянулись. В Галлии и Британии, благодаря повышенной влажности, восстановились леса и луга. В Италии и Андалусии были выращены лимонные и апельсиновые рощи, но в сухой Северной Африке воцарилась пустыня. Если во II веке римская конница получала лошадей из несметных табунов, пасшихся на южных отрогах Атласа, то уже в VIII веке арабы стали разводить там верблюдов. Изменения климатических условий здесь не было, ибо это зона устойчивого антициклона, затропического максимума. Но в данных природных условиях восстановить тонкий слой гумуса за несколько веков невозможно. Римляне со II века до нашей эры до IV века нашей эры планомерно оттесняли на юг нумидийцев, предков туарегов. Те отходили вместе со стадами, которые постепенно превращали сухие степи в каменистую пустыню Сахару. А на восточной окраине континента роль римлян
выполнили китайцы, оттеснившие на север хуннов и превратившие лесистые склоны Иньшаня в окраину каменистой пустыни Гоби, а степи Ордоса в цепи песчаных барханов. Правда, здесь с антропогенными процессами совмещены вариации климата, связанные с гетерохронностью повышенного увлажнения аридной и гумидной зон. Но на этот феномен легко взять поправку, чтобы убедиться, что вывода она не меняет. Сноска. Гумилев. Гетерохронность увлажнения Евразии в средние века. Вестник Ленинградского университета, 1966 год, номер 18, страницы 81-90. Гумилев. Хунны в Китае. Страницы 12 и 115-117. Конец сноски. Напрашивается предположение, что природные процессы засухи или наводнения столь же губительны для природы региона, как и деятельность человека, вооруженного техникой своего времени. Но это не так. Природные процессы создают обратимые изменения. Например, неоднократная аридизация Великой степи в Евразии вызывала перемещение сухих степей и полупустынь на север и на юг от каменистой Гоби. Но последующая гумидизация вела к обратному процессу. Пустыни зарастали степными травами, а леса надвигались на степи. А параллельно восстанавливались антропоценозы. Кочевники вместе с овцами передвигались за травой и водой. Однако этногенезы, природные процессы, следовательно, сами по себе, они не должны создавать необратимых изменений в биосфере, и если они их создают, то, очевидно, здесь соприсутствует еще некий фактор. Какой? Разберемся. В Великой степи за исторический период этногенез начинался трижды. В V-IV веках до нашей эры им были затронуты хунны, в V-VI веках нашей эры тюрки и уйгуры, в XII веке монголы, а рядом в Сунгарийской тайге маньчжуры. Сноски. Гумилев. Хуннум. Москва, 1960 год. Гумилев. Древние тюрки. Москва, 1967 год. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год. Воробьев. Этнос в средние века. На материале этногенеза Джурджени. Доклады отделения комиссии Всесоюзного географического общества СССР. ВГО. Выпуск 3. 1967 год. Страницы 58-73. Конец сносок. Все эти обновляемые этносы были потомками аборигенов, своих предшественников. Избыточную пассионарность они тратили не на изменение природы, ибо они любили свою страну, а на создание оригинальных политических систем хунской родовой державы, тюркского вечного Эля, монгольского Улуса и на походы против Китая или Ирана. В этом аспекте кочевники были похожи на византийцев, и не случайно, что и те, и другие котируются с позиции европоцентризма как второстепенные или неполноценные, хотя, исходя из необходимости охранять окружающую среду, европейцам и китайцам следовало бы поучиться у тюрок и монголов. Но самое плохое в фазе цивилизации – это стимуляция противоестественных миграций, а точнее переселение целых популяций из натуральных ландшафтов в антропогенные, то есть в города. Хотя каждый город, независимо от величины, существует за счет природных ресурсов, он накапливает столь большую техническую базу, что в нем могут жить пришельцы из совсем непохожих стран.
В урбанистическом ландшафте они способны прокормиться хотя бы благодаря эксплуатации аборигенов, создавших и поддерживающих этот искусственный ландшафт. И самым трагичным в этой коллизии является то, что мигранты вступают с аборигенами в обратную связь. Они начинают их поучать, вносить технические усовершенствования, годные для родных ландшафтов мигрантов, но не для тех стран, куда они их механически переносят. Иногда такое прожектерство поправимо, а иной раз цветущие страны превращаются даже не в пустыни, а в плохие земли, бэдленды, где губительное воздействие техники необратимо. Такая судьба постигла двуречье Тигра и Ефрата вследствие превратности исторической судьбы. Здесь шумеры превратили болото в Эдем, а семиты-аккадийцы построили город, называвшийся Врата Бога, Баб-Элой, Вавилон. Почему же теперь на его месте только развалины? Кто разрушил Вавилон? Кажется невероятным, чтобы город, бывший в течение 1500 лет культурной и экономической столицей Ближнего Востока, погиб без каких-нибудь основательных поводов. Так каковы же они и в чем механизм их губительного действия? В литературе ответа на этот вопрос нет. Этот великий город был основан амореями в XIX веке до нашей эры и завоеван ассирийцами в VII веке до нашей эры. Завоевание было кровавым, восстания подавлялись жестоко. В войну вмешались соседи – эламиты и халдеи, одно из племен Восточной Аравии. Халдеи разгромили Ассирию в 612 году до нашей эры и стали хозяевами Вавилона, население которого достигало 1 миллиона, но включало очень мало потомков древних вавилонян. Сноска. Начиная с VII века до нашей эры в Вавилоне сменился даже язык. Вошел в употребление арамейский, на котором говорили в Сирии. Очень велика была прослойка евреев, приведенных в Вавилон Навуходоносором. Многие из них после прекращения плена не смогли доказать свое иудейское происхождение и остались в Вавилоне. Вавилон в VI веке до нашей эры превратился из столицы многоэтничного Аккада в урбанистическую агломерацию, зону этнического контакта. Белявский. Этнос в древнем мире. Доклады отделений комиссий Всесоюзного географического общества СССР ВГО. Выпуск 3, 1967 год. Страницы 24-27. Конец сноски. Однако культура и экономика города пережили своих создателей, и система с новым этническим наполнением продолжала функционировать. Несмотря на все кровопускания, устойчивый антропогенный ландшафт не был нарушен до VI века до нашей эры. Хозяйство Вавилонии базировалось на системе ирригации междуречья Тигра и Ефрата, причем избыточные воды сбрасывались в море через Тигр. Это было разумно, так как воды Ефрата и Тигра во время половодий несут много взвеси с Армянского Нагорья, а засорение плодородной почвы гравием и песком нецелесообразно. Но в 582 году до нашей эры Навуходоносор скрепил мир с Египтом женитьбой на царевне Нитокрис, впоследствии перешедшей к его преемнику Набониду. Вместе с царевной в Вавилон прибыла ее свита из образованных египтян. Нитокрис предложила своему мужу, очевидно, не без консультации со своими приближенными, построить новый канал и увеличить орошаемую площадь. Царь Халдей принял проект царицы-египтянки, и в 60-х годах VI века был сооружен канал Паллукат, начинавшийся выше Вавилона и оросивший крупные массивы земель за пределами речных пойм.
Сноска. Белявский. Вавилон легендарный и Вавилон исторический. Москва, 1971 год. Страницы 96-97 и 174. Конец сноски. Что же из этого вышло? Евфрат стал течь медленнее, и аллювий оседал в оросительных каналах. Это увеличило трудовые затраты на поддержание растительной сети в прежнем состоянии. Вода из Паллуката, проходившего через сухие территории, вызвала засоление почв. Земледелие перестало быть рентабельным, но процесс этот тянулся долго. В 324 году до нашей эры Вавилон еще был столь крупным городом, что романтический Александр Великий хотел сделать его столицей. Но более трезвый Селевкникатор, овладевший Вавилоном в 312 году до нашей эры, предпочел Селевкию на Тигре и Антиохию на Оронте. Вавилон пустел и в 129 году до нашей эры стал добычей парфян. К началу нашей эры от него остались руины, в которых ютилось небольшое поселение иудеев, потом исчезло и оно. Сноска. Белявский, Вавилон легендарный, Вавилон исторический, страницы 298-299. Но неужели только одна капризная царица могла погубить огромный город и процветающую страну? Очевидно, ее роль была нерешающей, ведь если бы царем в Вавилоне был местный житель, то он бы либо понял сам, какие губительные последствия несет непродуманная мелиорация, либо посоветовался с земляками, а уже среди тех нашлись бы толковые люди. Но царь был халдей, его войско составляли арабы, советники были евреи, и все они даже не задумывались над вопросами географии покоренной и обескровленной страны. Египетские же инженеры перенесли свои приемы мелиорации с Нила на Евфрат механически, ведь Нил несет в половодье плодородный ил, а песок Ливийской пустыни дренирует любое количество воды, так что в Египте опасности засоления почв нет. Самое опасное — это даже не ошибка, а отсутствие постановки вопроса там, где его необходимо поставить. Жителям Вавилона, сменившим убитых и разогнанных вавилонян, все казалось столь ясным, что и думать-то не хотелось. Но последствия очередной победы над природой погубили их потомков, которые тоже не сооружали город, а просто поселились в нем. В этом-то и есть разница между географией населения и этнологией. В первой фигурирует голая статистика, а во второй — проблема взаимоотношения этноса с ландшафтом в разных фазах этногенеза. Исправить последствия мелиорации в двуречье не удалось даже потомкам. Арабы в VII-IX веках располагали огромными источниками дешевой рабочей силы. Они получали негров-рабов из Занзибара, отчего тех называли зинджи. Их стали заставлять собирать кристаллы соли вокруг развалин Вавилона в корзины и увозить. Идея улучшить таким образом почву была неосуществимой, так как мелкие кристаллики простому глазу не видны. А работа была жуткая, прямо убийственная, под палящим солнцем, с изъеденными солью ладонями, без надежды на отдых. Отчаявшиеся негры подняли восстание. Длилось оно с 869 по 892 год и кончилось, как и надо было ожидать, гибелью всех этих несчастных людей. Но мало этого. Пожертвовав своей жизнью, уже не радовавший их, зинджи погубили багдадский халифат, ибо от Багдада отпали наместники Египта и Хорасана. Разбойник Якуб Сафар подошел к стенам столицы, а сектанты Бахрейна, карматы,
добились независимости. Все это произошло потому, что все силы халифа были брошены на Зинджей, а все средства употреблены на наем туркмен для пополнения редеющей армии. Эти воинственные степняки, увидев, что они единственная реальная сила в Багдаде, стали менять халифов по своему усмотрению и силой подавлять возмущение своих работодателей, арабов. Выгнать их удалось только с помощью горцев, буидов, шнитов, врагов всего арабского, превративших халифа в марионетку. Вот какова была цена второй попытки мелиорации, непродуманной и столь же легкомысленной, как и первая. Нет, не следует думать, что любая мелиорация губительна. Она становится таковой лишь тогда, когда она не продумана, местность не изучена и последствия не учтены. А это в древности бывало тогда, когда за дело брались люди чужие, пришлые. Им было некогда изучать, надо было сразу действовать. И вот результаты. Иначе действуют люди, принадлежащие к этносу, который составляет часть вмещающего ландшафта. Они при его перестройке работают, не вступая в противоречие с ходом природных процессов. Тем самым создается устойчивый биоценоз, где для растений, животных и людей находятся свои экологические ниши. Обычно создание такой этноландшафтной системы приурочено к начальной фазе этногенеза, ибо этногенезы – природные процессы, вписывающиеся в естественное формирование ландшафтной оболочки Земли. Что такое упадок культуры? То, что мы обратили внимание на эпохи жестокие, мрачные и бедные остатками предметов искусства, не случайно. Эпохи красочные, богатые шедеврами описаны многократно, и повторять их описание нет смысла. Целесообразнее было выяснить, почему светлые периоды истории культуры сменяются темными. Мыслящие люди Средневековья искренне считали, что живут в эпоху упадка, выражавшегося в постоянной потере наследства античности, Римской империи и апостольского христианства. Только в XV веке это ощущение исчезло, вследствие чего этот век назвали Возрождением. Любопытно, что таких же мнений держались китайцы, оплакивавшие культуру эпохи Хань, персы, воспевавшие свою историю, бедуины Аравии, противопоставлявшие ортодоксальному исламу учения библейских пророков Адама, Ноя, Моисея и причисленных к ним царей Давида и Соломона. Сноска. Конрад. Запад и Восток. Москва. 1966 год. Страницы 119-151. Фирдоуси Шахнаме. В 2 томах под редакцией Бертельса. Том 1. Москва. 1963 год. Том 2. Москва. 1962 год. Османов. Фирдоуси. Жизнь и творчество. Москва, 1969 год. Конец сноски. Все они представления не имели об истории, а просто вкладывали свои мысли в уста исторических персонажей, чтобы придать этим часто бредовым идеям убедительность, ради чего они иногда жертвовали авторским приоритетом. Так могуч был их протест против окружавшей их действительности и в самом деле мрачной и удручающей. Спорить о правоте этих суждений не стоит, они коренились в ощущении эпохи, которое само по себе факт, а если оно глобально, то факт исторический, а коль скоро так, то в нем можно и следует разобраться научно. Прежде всего следует поставить перед собой вопрос: упадок, как и подъем, чего? В этнических процессах и в истории культуры есть подъемы и спады, но они
не совпадают друг с другом по фазе, и это не случайно. Пассионарный взрыв, инициирующий процесс этногенеза, как правило, губителен для предшествовавшей культуры. Древние христиане разбивали шедевры античной скульптуры. Готы, вандалы и франки сжигали города с великолепными памятниками архитектуры. Арабы уничтожали библиотеки в Александрии и Ктесифоне. Заштукатурили фрески соборов Карфагена и Кордовы. Искусство понесло страшные, невосполнимые потери, но это нельзя назвать упадком, так как творческий импульс как таковой уважался, а менялась только культурная доминанта. И наоборот. Классическая эпоха упадка, Римская империя II-IV веков, характеризуется увеличением производства статуй и фресок, строительством храмов и театров, сооружением триумфальных арок и метреумов. Однако здесь характерно снижение эстетических норм, как мы бы сказали, качества. Изображения императоров трафаретны, бюсты Матрон невыразительны, ибо и те, и другие дань требованиям приличия, как оно тогда понималось. Еще хуже с архитектурой. Чтобы вовремя построить триумфальную арку Константину, разобрали арку Трояна. Это уже не ремесло, а просто халтура. Римские многоквартирные дома строились так скверно, что часто обрушивались, погребая под руинами жильцов. Рим перестал творчески жить еще до готского и вандальского погромов, поэтому вечный город тогда и не защищали его обитатели. Но так ли? Ведь даже в эти жестокие века жили авторы бессмертных творений: Лукиан Самосадский, Аммиан Марцелин, Сидоний Аполлинарий, не говоря уже о плеяде христианских философов и близких по духу к христианам неоплатоников. Да, это так, но вспомним, что чем позднее жил автор, тем меньше было у него читателей. На духовное одиночество горько жалуется Сидоний Аполлинарий. Одинокими и покинутыми жили философы Прокл и Ипатия. Последнюю ученики даже не защитили от Александрийской черни. Можно найти отдельные фрагменты поздних статуй, выполненных на высоком уровне, но число их, сравнительно с ремесленными, ничтожно. Это снижение вкуса и подмена стиля эклектикой и есть подлинный упадок искусства, а совмещен он с катастрофическими разрушениями или нет, это детали исторических процессов и этнических миграций. Так повсюду. В Византии IV века поэт Иоанн Златоуст выступает как соперник всемогущей императрицы, а после смерти почитается как святой. А в XI веке все влияние сосредоточено в руках синклита, высших чиновников, интригами губящего героев, защитников Родины. Поэтов же нет вовсе. В арабском халифате ученых уважали и памятники архитектуры не разрушали, но шуубийя, творческое толкование Корана, уступило место догматическому начетничеству. Аналогичным образом расправились с интеллектуальным разнообразием династии Сун в Китае, где были запрещены все религии, а разрешено только конфуцианство. Очевидно, упадок культуры – процесс повсеместный. Теперь можно перейти к обобщению. В фазе этнической инерции способность к расширению ареала снижается, и наступает пора воздействий на ландшафты собственной страны. Растет техносфера, то есть количество нужных и ненужных зданий, изделий, памятников, утвари, разумеется, за счет природных ресурсов. Часть таких изменений – относительно безвредные искажения природы, арыки, поля монокультур, огромные стада рогатого скота.
Оставленные без внимания, они возвращаются в естественные геобиоценозы. Но там, где природные материалы заключены в оковы строгих форм, саморазвитие прекращается, заменяясь медленным, но неуклонным разрушением, которое часто бывает необратимым. Такие руины нужны только археологам. Они исследуют следы не растущих, а гаснущих этносов, оставивших векам черепки посуды из обожженной глины, фрагменты вавилонских табличек с клинописью, пирамиды и Баальбекскую платформу, руины средневековых замков и храмов древних майя в джунглях Юкатана. Биосфера, способная прокормить людей, не в состоянии насытить их стремление покрыть поверхность планеты хламом, выведенным из цикла конверсии биоценозов. В этой фазе этнос, как антей, теряет связь с почвой, то есть жизнью, и наступает неизбежный упадок. Облик этого упадка обманчив. На него надета маска благополучия и процветания, которые современникам представляются вечными, потому что они лелеют себя иллюзией о неисчерпаемости природных богатств. Но это утешительный самообман, рассеивающийся после того, как наступает последний и на этот раз роковой фазовый переход. Последняя фаза этногенеза деструктивна. Члены этноса, не способные по закону необратимости эволюции вернуться к контакту с биосферой, переходят к хищничеству, но оно их не спасает. Идет демографический спад, после которого остаются периферийные субэтносы, минимально связанные с главной линией этногенеза. Они либо прозябают, как реликты, либо создают новые этносы с иными поведенческими доминантами. Тогда процесс возобновляется, конечно, лишь в том случае, если происходит очередной пассионарный толчок. Глава 35. Фаза обскурации. Сумерки этноса. Отличительной чертой цивилизации является сокращение активного элемента и полное довольство эмоционально-пассивного и трудолюбивого населения. Однако нельзя опускать третий вариант – наличие людей и нетворческих, и нетрудолюбивых, эмоционально и умственно неполноценных, но обладающих повышенными требованиями к жизни. В героические эпохи роста и самопроявления эти особи имеют мало шансов выжить. Они плохие солдаты, никакие рабочие, а путь преступности в строгие времена быстро приводил на эшафот. Но в мягкое время цивилизации при общем материальном изобилии для всех есть лишний кусок хлеба и женщина. Жизнелюбы, да простится автору неологизм, начинают размножаться без ограничений, и поскольку они являются особями нового склада, создают свой императив «будь таким, как мы», то есть не стремись ни к чему такому, чего нельзя было бы съесть или выпить. Всякий рост становится явлением одиозным, трудолюбие подвергается осмеянию, интеллектуальные радости вызывают ярость. В искусстве идет снижение стиля, в науке оригинальные работы вытесняются компиляциями, в общественной жизни узаконивается коррупция, в армии солдаты держат в покорности офицеров и полководцев, угрожая им мятежами. Все продажно, никому нельзя верить, ни на кого нельзя положиться, и для того, чтобы властвовать, правитель должен применять тактику разбойничьего атамана, подозревать, выслеживать и убивать своих соратников. Порядок, устанавливающийся в этой фазе, которую правильнее всего назвать обскурацией, никак нельзя считать демократическим. Здесь господствуют, как и в предшествовавших стадиях группы, только принцип отбора иной, негативный. Ценятся не способности, а их отсутствие, не образование,
а невежество, не стойкость в мнениях, а беспринципность. Далеко не каждый обыватель способен удовлетворить этим требованиям, и поэтому большинство народа оказывается с точки зрения нового императива неполноценным и, следовательно, неравноправным. Но тут приходит возмездие. Жизнелюбы умеют только паразитировать на жирном теле объевшегося за время цивилизации народа. Сами они не могут ни создать, ни сохранить. Они разъедают тело народа, как клетки раковой опухоли организм человека, но победив, то есть умертвив соперника, они гибнут сами. В самом деле, даже для сохранения семьи и воспитания детей нужны совсем иные качества, нежели те, которые столь тщательно культивировались. В противном случае дети расправятся с родителями, как только это будет им удобно. Итак, после наступления торжества обскурации носители ее исчезают как дым, и остаются уцелевшие от всех передряг потомки первоначальных носителей статического состояния, которые на руинах вновь начинают учить своих детей жить тихо, избегая конфликтов с соседями и друг с другом. Анатомически и физиологически они полноценные люди, приспособившиеся к ландшафту. Но пассионарного напряжения у них столь мало, что процесс развития этносов не идет. Даже когда среди них случайно рождается пассионарная особь, она ищет себе применение не на родине, а у соседей. Например, албанцы делали карьеру либо в Венеции, либо в Константинополе. Тут возникают две возможности. Либо оставшиеся в живых влачат жалкое существование как реликтовый этнос, либо они попадают в горнило переплавки, и при некоторых благоприятных условиях из нескольких обломков выплавляется новый этнос, лишь смутно помнящий о своем происхождении, ибо для него куда важнее дата его нового рождения. И снова процесс проходит те же стадии, если его случайно не прервет постороннее воздействие. Наглядных примеров для того, чтобы иллюстрировать фазу обскурации, меньше, чем для прочих стадий. Народы Европы, как западной, так и восточной, не настолько стары, чтобы впасть в состояние маразма, поэтому нам следует обратиться за примерами к древности. От расцвета к упадку. Начнем с наиболее ясного. Средиземноморье в IV веке до нашей эры. Именно тогда захлебнулась агрессия воинственных кельтов, за столетия перед этим захвативших земли в Испании и Италии и нанесших тяжелый урон растущей культуре этрусков. В этот же век расцвела военная и экономическая мощь Карфагена и оформилась сложная государственная система освободившегося от этрусского ига Рима. Но главную роль играли эллины, уже прожившие свой блестящий век и превратившиеся из мозаичного этноса в суперэтнос. Эллинский суперэтнос, включивший в себя Македонию, распространился на восток до Индии, на запад до Испании, Сагунт, и Галлии, Массилия, подавив соперничавшие с ним пунийский и этрусский этносы Карфаген и Этрурию. Хотя оба последние сохранили самостоятельность, но гегемонию на море утратили. Однако отлив пассионарного элемента на окраины, наряду с пережитыми в недавнее время войнами Пелопонесской, Фиванской и Македонской, сделали Элладу менее резистентной, что видно из того, что инициативу Афин и Спарты стали перехватывать полудикие горцы Эпира, Этолии и скромные крестьяне Ахайи. Не то чтобы они набрали особую мощь, но при изоляции былых центров пассионарности их сила оказалась достаточной для того, чтобы они вступили в борьбу за гегемонию с надеждой на успех.
Тот же процесс, происходивший в Италии, вознес разбойничью республику на семи холмах, превратившихся в вечный город. И тут уместно привести одно важное наблюдение. Главные соперники римлян, сомниты, не уступавшие им в храбрости, имели обычай поставлять своих юношей в наемные солдаты то в Карфаген, то в эллинские города Тарент, Сиракузы и прочее. Естественно, что большая часть уходивших в поисках приключений и богатств гибла, а если возвращалась, то уже измотанной. Римляне, наоборот, держали свою молодежь дома, хотя она доставляла им немало хлопот. Таким образом, они сохраняли пассионарный фонд и воспользовались им в войнах с Пирром и Ганнибалом, что дало Риму власть над Средиземноморьем. Тем не менее, этот фонд таял, что повело к реформе Гая Мария, образованию профессиональной постоянной армии, в которой железная дисциплина давала возможность использовать субпассионариев в качестве рядовых. Структура римского этноса распалась, появились две подсистемы – Сенат и армия. При Цезаре армия победила и снова победила после его гибели под командованием Октавиана и Антония. Последующие 3 века армия втягивала в себя все пассионарное население Римской империи, и гражданские войны шли между военными группировками, укомплектованными представителями разных этносов, входивших в один суперэтнос – римский мир. Пакс Романа. Первая война вспыхнула в 68 году, когда пропретор Галлии Юлий Виндекс, потомок аквитанских царей, возглавил восстание своих соплеменников, жаждавших освобождения от власти и поборов Рима. Испанские легионы примкнули к восстанию, провозгласив императором Сервия Сульпиция Гальбу. Но прежде чем Гальба перешел Пиренеи, с аквитанцами схватились легионы, стоявшие на Верхнем Рейне. Вожди обоих войск не думали о борьбе, но легионеры их не послушались. 20 000 аквитанцев пали в бою, в том числе Виндекс. Гальба вступил в Рим во главе испанских легионов и через 7 месяцев был убит преторианцами, уроженцами Италии, провозгласившими императором Оттона, одного из собутыльников погибшего Нерона. Но восстали легионы Нижнего Рейна, заставившие своего вождя Авла Вителлия идти с ними на Рим. В 69 году эти провинциалы разбили преторианцев. Оттон вонзил себе в грудь кинжал, однако сирийские и египетские легионы не согласились признать Вителлия и заставили своего командира Веспасиана возглавить их в борьбе за власть. К ним присоединились легионы, стоявшие в Мезии, Паннонии и Лирии, чтобы отомстить Вителлию за Оттона. Тщетно командир германских легионов Цеттина пытался сдаться. Воины заковали его в цепи и пошли в бой. У Кремоны войска Веспасиана одержали победу, жутко разграбили город и перебили всех жителей, так как те были римскими гражданами, и их нельзя было продать в рабство. Вителлий отрекся от власти, но воины, находившиеся в Риме, не приняли его отречения, напали на Капитолий, убили префекта Рима, брата Веспасиана, и дрались, пока их не перебили, а народ римский переходил на сторону очередного победителя. Из этого перечня злодейств видно, что римская профессиональная армия отделилась от римского народа и стала прямо враждебна Сенату. Но и она не составила единого целого, разбившись на несколько территориальных консорций. Стереотипы поведения легионеров и мирных граждан разошлись и продолжали расходиться, тем более что в эту армию принимали провинциалов, которые порывали связи со своими родными и соплеменниками ради солдатской жизни.
30 легионов, которыми обладала империя в 70 году, пополнялись не только за счет набора и притока добровольцев, но и путем естественного прироста. В мирное время легионеры обрабатывали участки земли для собственных нужд, и хотя они не имели права жениться, заводили подруг, дети которых автоматически становились воинами. Таким образом, солдаты образовали в Римской империи самостоятельный субэтнос, значение коего росло с каждым годом, а стереотип поведения изменялся в соответствии с условиями пожизненной военной службы. Как бы плохо ни относились римские граждане к своей постоянной армии, и как бы ни расправлялись солдаты с мирным населением при каждом удобном случае, надо сказать, что только благодаря легионам богатели провинции и развлекалась столица. Развлекалась она гнусно, гладиаторскими боями, травлей зверей, казнями христиан, издевательством над пленницами, продажей рабов и рабынь, но таков был римский стереотип, вызывающий восхищение любителей классической древности. И все-таки при всех описанных ужасах следует считать императорскую эпоху Рима инерционной фазой этногенеза. Римский народ тратил собственную пассионарность для поддержания своей политической системы. Если во II-I веках до нашей эры избыточная пассионарность разрывала жесткую социальную систему путем гражданских войн, а на рубеже нашей эры пассионарности было столько, сколько нужно для поддержания порядка и покоя системы, то уже к концу I века нашей эры возникла нужда в пополнении армии боеспособными, то есть пассионарными провинциалами. Это было начало конца. Что произошло? Легионы стали слабее или соседи империи сильнее? Пожалуй, то и другое сразу. Это-то для нас и важно. Конечно, та часть римского этноса, в это время совпадавшего с античным греко-римским суперэтносом, которая входила в легионы, теряла пассионарное напряжение быстрее, чем это должно было бы происходить из-за потерь на полях битв. При каждом перевороте, которых было много, солдаты вымещали обиды на младшем командном составе, то есть истребляли тех офицеров, которые поддерживали дисциплину. Это значит, что происходила экстремизация наиболее ответственных, инициативных, исполнительных и верных долгу людей, места которых занимали беспринципные и продажные люди. В отношении морального и культурного уровня солдатских императоров эта деградация замечена и описана, но для нашей темы важнее отметить, что она коснулась всех слоев армии, в то время втягивавшей в себя весь пассионарный элемент римского этноса, ибо только в армии честолюбивый юноша мог сделать карьеру, хотя и с риском для жизни. Инерция поддерживала существование системы до конца II века и иссякла. Тогда пришло время для новой фазы. Кровавый мрак. Фазы этногенеза переходят одна в другую столь плавно, что для современников, как правило, незаметны. Но историку ясно, что переходы совпадают с важными событиями, значение коих видно только на расстоянии. Решительный перелом в судьбе римского этноса произошел в 193 году, после того, как был зарезан сумасшедший император Коммот. На этих событиях стоит сосредоточить внимание. Парфироносный изверг обронил в постели своей возлюбленной дощечку с именами обреченных на смерть. Там было и ее имя. Она показала ее другим намеченным жертвам, и специально приглашенный гладиатор Нарцисс прикончил злодея. Сенат назначил императором почтенного старика Пертинакса.
Преторианцы его признали, так как он был известен как честный, храбрый и дельный администратор, доброжелательный, справедливый и кроткий правитель. Невинно осужденные были освобождены из тюрем и возвращены из ссылки, доносчики наказаны, порядок в судопроизводстве и хозяйствовании восстановлен. Пертинакс уменьшил вдвое расходы на двор, продал рабов и рабынь, с которыми развратничал Коммод. Казалось, что страна возродилась всего за 3 месяца. Но однажды ко дворцу подошла толпа преторианцев. Стража их впустила. Они убили Пертинакса. Народ плакал. Этим кончилась попытка спасти отечество. Преторианцы предложили отдать престол тому, кто больше заплатит. Купил престол богатый сенатор Дидий Юлиан, долгое время бывший правителем отдаленных провинций и награбивший там много денег. Власть его не имела никакой опоры, сенаторы и всадники скрывали свои чувства, а толпа бранилась. Надежды на преторианцев не было никакой. Это были уже не те доблестные легионеры, которые в 69 году защищали своего вождя Отона от страшных пограничников Вителлия. За 124 года преторианцы разложились настолько, что им никто не верил и их никто не уважал. Против римских легионеров сразу выступили проконсулы провинций. В Британии Клодий Альбин, скрывавший под плащом философа все противоестественные пороки, друг Марка Аврелия и Коммода, предложил своим воинам восстановить свободу. В Сирии Песцений Нигер, популярный в своей провинции и в Риме, дельный и приветливый правитель, имел много шансов на успех. В Паннонии Септимий Север, римский всадник, уроженец Африки, честолюбивый и скрытный, захватил инициативу. Он использовал фактор быстроты. Находясь близко от Рима, вступил в Вечный город без боя. Дидий Юлиан, покинутый и преданный преторианцами, был убит в своем дворце. Однако преторианцы, вышедшие навстречу узурпатору с лавровыми ветвями, просчитались. Септимий Север приказал своим закаленным воинам разоружить их, а затем разослал по разным провинциальным когортам. Таким образом, покоренные некогда Иллирия и Фракия одержали верх над Римом. После кровавых побед над Нигером и Альбином, одержанных благодаря мужеству фрака иллирийских легионов, Септимий Север облегчил положение солдат и увеличил армию за счет уроженцев восточных провинций – иллирийцев, фракийцев, галлатов, мавров, языгов, арабов и тому подобное. В результате к началу III века почти вся римская армия оказалась укомплектованной иноземцами. Это показывает, что римский этнос, переставший поставлять добровольных защитников Родины, потерял пассионарность. Структура, язык и культура империи по инерции еще держались, в то время, когда подлинные римляне насчитывали несколько семей даже в Италии, которую заселили выходцы из Сирии и потомки военнопленных рабов Колонны. Военная диктатура Северов продлила существование римской системы на 40 лет, а потом началось. В 235 году солдаты убили Александра Севера и его умную мать Маммею, передав престол фракийцу Максимину. Проконсул Африки, исконный римлянин Гордиан, выступил против него вместе со своим сыном, и оба погибли. В 238 году солдаты убили Максимиана, а преторианцы – 2 консулов Пупиена и Бальбина. Гордиана III убил префект преторианцев Филипп Араб в 244 году, а этого – Деций в 249. После гибели Деция в битве с готами солдаты предали и убили Галла, потом Эмилиана.
Его сопернику Валериану в решительный момент войско отказало в повиновении и потребовало, чтобы император сдался персам. Он погиб в башне молчания. Империя развалилась на 3 части. На западе властвовал узурпатор Постум, на востоке пальмирский царь Оденат, отразивший персов, а в Риме были последовательно убиты Галлиен, Авреал, Клавдий II, Квинтил, царствовавший 17 дней, и, наконец, Аврелиан, который в 270 году навел порядок и объединил империю, прежде чем его убил в 275 году вольноотпущенник Мнестий, убитый в свою очередь. Затем были поочередно убиты старец, консуляр Тацит, его брат Флориан, паннонский офицер Проб, Кар, Нумериан, Арий Апр. Лишь в сентябре 284 года был провозглашен Диоклетиан, который воспользовался тем, что его соперник Карин, сын Кара, был убит в 285 году своими сподвижниками и стал царем. Это длинное перечисление цареубийств позволяет понять ход этнического развития, если мы учтем, что простых людей убивали куда больше. Перед нами фаза обскурации, когда толковый военачальник, пытающийся восстановить дисциплину ради победы, рассматривается как злейший враг, хуже неприятеля. Инстинктивные реакции, раздражение, жадность, лень, не имея противовеса в утраченной пассионарности, сделали из римского войска скопище злодеев и предателей. И не то чтобы за полвека не было ни одного волевого полководца или умного дипломата. Этих бы в огромной стране хватило, но вот верных исполнителей было мало, а поскольку число их все время уменьшалось, потому что их убивали вместе с императорами, то менялся и стереотип поведения. Римский этнос умер и сгнил раньше, чем погиб от вторжения варваров. Диоклетиан понял, что только отсталая провинция может его спасти, поэтому он разделил заботы по охране границ с 3 сподвижниками, а резиденцию учредил в малоазиатском городе Никомедии, далеко от Рима, и окружил себя войсками из иллирийских, фракийских и мезийских горцев, еще не потерявших боеспособности. Он создал бюрократию, потому что с полным основанием не доверял растленному обществу. Он воздвиг гонения на христиан и манихеев, потому что эти общины жили по своим, а не по его законам. Короче, он использовал инерцию не этноса, ибо таковая иссякла, а культуры, созданной предыдущими поколениями. Но и он капитулировал перед силой вещей, так как стал не главой республики, принцепс, а царем государства, доминус. Государство Диоклетиана было римским только по названию. По существу это было объединение всех стран Средиземноморского бассейна при полном игнорировании этнического принципа. Большая часть населения империи была вовлечена в смерч обскурации, то есть утеряла свою этническую принадлежность к суперэтносу. Этих людей связывала только культурная традиция, выражавшаяся в умелом администрировании. А это означало, что искренний патриотизм был заменен послушанием магистратом, назначавшимся из числа случайных людей, имевших связи и потерявших совесть. Крепкой такая система быть не могла, однако она продержалась вопреки усилиям собственного населения, потому что в ней возникли жизнеспособные консорции. Они были враждебны традициям римского этноса, но не доминату, несмотря на то, что последний их не жаловал. И вскоре после гибели первого доминуса
Эти новые силы гальванизировали труп Древнего Рима. Подмена. И все-таки, несмотря на трагичное положение, римская армия удерживала границу по Рейну, вал по Твиду и неплохо справлялась с нумидийцами и маврами. Тяжелее было на востоке. Готские корабли проникали в Эгейское море. Персия, располагая в 50 раз меньшими ресурсами, успешно вела войну в Месопотамии, а разгром даков и иудеев во II веке нашей эры потребовал напряжения всех сил Римской империи. По сути дела, в III веке империю спасали только иллиро-фракийские части и их вожди, становившиеся императорами от Аврелиана до Диоклетиана. К их числу принадлежал знаменитый полководец Аэций, которого называют последним римлянином. Но дело обстоит не столь просто. Очевидно, те, кто шел в легионы из Фракии и Иллирии, принадлежали к числу людей того же склада, что и те, которые вступали в христианские общины. Доминанта у них была, конечно, другая, но для нашего анализа это значение не имеет. Важно то, что, интерполируя пассионарный толчок, мы захватываем как раз те области Балканского полуострова, где он теоретически должен был иметь место, и получаем подтверждение теории. Следовательно, Аэция, как и его легионеров, надо считать не последними римлянами, а первыми византийцами. Итак, констатируем, что начиная со II века нашей эры в восточных провинциях Римской империи, на некоторых территориях, расположенных от них к северу, наблюдается подъем активности населения. За пределами империи это начало этногенеза новых народов – готов, антов, вандалов. В пределах империи – подъем пассионарности приобрел оригинальную доминанту – создание конфессиональных общин на смешанной этнической основе, как христианских, так и гностических и языческих, неоплатоники. Принято говорить, что христианство – религия рабов. Это отчасти верно, но при этом упускалось из виду, что рабы в подавляющем числе пополнялись военнопленными. Браки между разноплеменными рабами разрешались их хозяевами, а браки с иноверцами воспрещались руководителями христианских общин, которые мы смеем назвать консорциями. Таким образом, в христианских консорциях сгруппировались гибриды, обладающие, как известно, повышенной лобильностью. Обычно такие формы неустойчивы и распадаются за 2-3 поколения. Но здесь имел место дополнительный фактор, сообщивший христианским общинам устойчивость – огромное пассионарное напряжение. Благодаря несравненной жертвенности, несмотря на жестокие гонения, к 313 году христианская община, уже получившая организацию, церковь, подменила императорскую власть. Христиане были самыми лояльными подданными императора Диоклетиана и самыми дисциплинированными солдатами, но при исполнении в лагерях языческих жертвоприношений, на которых легионеры были обязаны присутствовать, они осеняли себя крестным знамением, чем, по мнению Диоклетиана, уничтожали силу обряда. В 303 году он начал гонение на христиан, которое в Римской империи было последним. Длилось оно всего 2 года, ибо в 305 году Диоклетиан отрекся от власти и поехал к себе домой в Иллирию, где у него был дом величиной с город Спалатро. Умер он в 313 году после того, как узнал, что зверски убиты его жена и дочь, а ему скоро предстоит нечто худшее, чем смерть. Диоклетиан был бюрократический гений. Он видел, что управлять страной от Ефрата до Гибралтара и Твида без исполнительной администрации невозможно.
Зная цену своим сотрудникам, он выбрал 3 наиболее дельных и дал им титулы 2 Августа и 2 Цезарей, сделав эти должности сменяемыми. После его отречения Августом Востока стал Галерий, инициатор гонений на христиан, а Августом Запада — гуманный и кроткий Констанций Хлор, сыном которого был Константин. В Галлии и Британии гонения на христиан прекратились, так как указы Диоклетиана просто не исполнялись. В 306 году против Галерия восстала Италия. Вождем восстания был сын Августа при Диоклетиане Максенций, человек грубый, бездарный и развратный. Однако Галерий при попытке усмирить Италию потерпел поражение и в 311 году умер, оставив своему другу Лицинию власть в провинциях Балканского полуострова. В Малой Азии, Сирии и Египте правил брат Максенция Максимин. Оба братца были таковы, что, казалось, вернулись времена даже не Нерона, а Калигулы, Коммода, Каракаллы. И оба они пылали ненавистью к Константину и Лицинию. Война разразилась в 312 и 313 годах. Победили те, кому помогли христиане, Константин и Лициний. А ведь сила власти, численное превосходство, экономические ресурсы и даже влияние старинных традиций были у Максенция и Максимина. Однако они погибли, и произошло это так. В 312 году Константин перешел Альпы, имея 40 000 воинов, преимущественно галлов, против противника, имевшего 4-кратный численный перевес. Константин выиграл несколько сражений в долине реки По, дошел до Тибра и здесь столкнулся с войском Максенция. Константин поднял знамя, на котором был изображен сияющий крест. Его гальская конница опрокинула римскую конницу Максенция на обоих флангах, а ветераны-пограничники изрубили претарианцев. Максенций утонул в Тибре во время бегства. Лициний женился на сестре Константина, и оба Августа издали в Милане эдикт веротерпимости, представлявший христианам свободу богослужения. Затем Лициний пошел на восток, где Максимин вторгся из Сирии во Фракию. Иллирийские солдаты Лициния были боеспособнее разношерстных сирийских легионеров Максимина. При Гераклее в 313 году Лициний одержал победу, а Максимин погиб во время побега, будучи отравлен. Победив, Лициний проявил такую же жестокость по отношению к людям, ничем перед ним невиновным, но оказавшимся в его власти. В 315 году он инспирировал заговор против Константина, а потом велел низвергнуть статуи Константина в пограничном городе Эмоне. Константин начал войну и дважды разбил войска Лициния, после чего тот запросил мира. Константин отнял у Лициния Македонию и Грецию, оставив ему остальной Восток. Схватка между обоими правителями отсрочилась, но оба понимали, что она неизбежна. Константин имел мощную поддержку христиан всей империи. Что оставалось делать Лицинию, который, борясь с Максимином, тоже обнародовал в своих владениях Миланский эдикт? Благодаря этому его воины в битве при Гераклее призывали помощь высочайшего бога и получили ее. Но поскольку мать Константина Елена была христианкой, а он сам признанным вождем христианской партии, то Лицинию оставалось только возобновить гонение. В 324 году войска претендентов на единую власть столкнулись у Адрианополя, и прославленные смелостью Фрака иллирийские легионы Лициния, превосходящие противника числом, были на голову разбиты. Вторая битва была им проиграна по другую сторону Босфора, у Хризополя. Лициний сдался, получив обещание пощады, и через несколько месяцев был удавлен, 325 год.
Не стоит о нем жалеть. Он сам убивал ни в чем не повинных людей. Ему надлежало разделить участь погибших за него солдат, а не прятаться за юбку своей жены, сестры Константина. Эта война была отражением не соперничества старого языческого с новым христианским, а схваткой за преобладание между двумя субэтносами, уже сложившегося этноса, из которого выросла Византия. Что же касается потомков римлян, еще не растворившихся в обновленной этнической системе, то для них закончилась фаза обскурации и настало время, когда они уже не могли действовать. Им оставалось только вспоминать. И всюду так. Приведенного материала нам достаточно для вывода, которого увеличение числа примеров не изменит. Пассионарность античного или эллино-римского суперэтноса затухала, кристаллизуясь в цивилизации, способной устоять против напора соседей вследствие накопленной инерции. Взорванная эта система была изнутри мощным эксцессом или пассионарным толчком, который имел место в регионе Скандинавии, Восточной Европы, Малой Азии и Сирии. Эта локализация показывает, что описанный феномен не имеет касательства к социальному кризису рабовладельческой системы и является плодом сознательной деятельности людей, которые гибли, не понимая, почему им вдруг стало так плохо. Сдержать процесс и спасти страну не могли ни бюрократический гений Диоклетиана, ни политическая изворотливость Константина, ни военные таланты Феодосия. На Востоке, где образовался новый этнос, условно именуемый византийским, варвары отражены. На Западе они просто замещают исчезнувших римских граждан. Тот же процесс в Византии проходил при ангелах и закончился падением Константинополя в 1204 году. Вспышка патриотизма в Никейской империи на время оживила развалившуюся страну, но процесс этнического распада продолжался, и даже мужество Иоанна Кантакузина не смогло его остановить. Византийский народ исчез, растворился, деформировался задолго до того, как османы ворвались в беззащитный, вернее, не имевший воли к защите Константинополь 5 мая 1453 года. Ахеменидская империя погибла от внешнего удара, и обскурация на Ближнем Востоке пришла позже. Она облегчила победу не Александру Македонскому, а Сулле, Лукуллу и Помпею, Титу и Трояну, а также сакскому вождю Аршаку, основавшему Парфянское царство на развалинах древнего Ирана. В средневековом Китае обскурация подкрадывалась исподволь. В середине XVII века прогнившая бюрократия Мин капитулировала перед крестьянским ополчением Ли Цзы-Чэня, а последнее было молниеносно разбито кучкой маньчжуров, только что объединенных князем Нурхадзе. После этого Китай находился в каталепсии 200 лет, что дало повод европейским наблюдателям расценить временную литургию как неотъемлемое свойство китайской культуры. На самом же деле тут была не болезнь растущей культуры, а закономерное старение этноса, прожившего более 1000 лет, 581-1683 годы. Примечание Гумилева. Маньчжуры, этнос тунгусской группы, начал завоевание Китая в 1644 году, закончил в 1683, чем прекратил самостоятельное существование китайского национального государства. Вплоть до 1911 года Срединная равнина, которую мы называем Китаем, была провинцией Маньчжурии, а народ там живший, китайцы, бесправен и угнетен. Считать династию Цинь китайской, как постоянно делается, нет оснований. Конец примечания.
Как ни странно, фаза обскурации не всегда приводит этнос к гибели, хотя всегда наносит этнической культуре непоправимый ущерб. Если обскурация развивается быстро и поблизости нет хищных соседей, стремящихся к захватам, то императив «будь таким, как мы» встречает логичную реакцию «день домой». В результате исчезает сама возможность сохранения этнической доминанты и любых коллективных мероприятий, даже разрушительных. Направленное развитие вырождается в подобие броуновского движения, в котором элементы, отдельные люди или небольшие консорции, сохранившие хотя бы частично традицию, получают возможность противостоять тенденции к прогрессивному упадку. При наличии даже небольшого пассионарного напряжения и инерции бытовых норм, выработанных этносом в предшествовавшие фазы, они консервируют отдельные островки культуры, создавая обманчивое впечатление того, что существование этноса как целостной системы не прекратилось. Это самообман. Система исчезла, уцелели только отдельные люди и их память о былом. Фаза обскурации ужасна тем, что она является серией резких изменений уровня пассионарности, хотя и незначительных по абсолютной величине. Адаптация при столь быстрых и постоянных изменениях среды неизбежно запаздывает, и этнос гибнет как системная целостность. Таким образом, ясно, что пассионарии никого не вытесняют из этноса, но за счет своей избыточной энергии создают разнообразие, усложняющее этническую систему, а сложные системы устойчивее упрощенных. Таков механизм этногенеза, природного процесса. И ясно, что ни идея Августина о граде Божием, ни гегелевская тяга к абсолюту, ни философская экзистенция Ясперса к объяснению этого явления неприменимы. Глава 36. После конца. Мемориальная фаза. Память о прошлом переживает инерцию пассионарных импульсов, но удержать ее отдельные люди не в состоянии. Их усилия не встречают поддержки у современников, хотя они и не бесплодны. Сочинения поэтов сохраняются как фольклор, шедевры художников становятся мотивами народного искусства, история подвигов защитников Родины превращается в легенду или былину, где точность описаний противопоказана жанру. Такую картину мы наблюдаем на Алтае. Там обитают 6 племен, из которых 3 северных – оттюреченные угры, а 3 южных — осколки древних тюрок. Телесы — потомки тюркютов, теленгиты и телеуты — племена телесской группы, к которой принадлежали и уйгуры, а алтай-кижи — отрасль найманов, попавшая на Алтай в XII веке. У всех есть богатый былинный эпос, многие сюжеты которого восходят к временам тюркютского каганата VI-VIII веков, погибшего в борьбе с империей Тан. Сноска. Гумилев. Древние тюрки. Страницы 346-348. Жирмунский. Сказание об Алпамыше и богатырская сказка. Москва, 1960 год. Молчимерген. Алтайский героический эпос. Подготовил Улагашев, 1947 год. Улагашев. Алтай-Бучай. Новосибирск, 1941 год. Граф. Кучияк. Алтайские сказки. Москва, 1939 год. Конец сноски. Спасшиеся от резни тюркюты укрылись в долинах Горного Алтая, ждали там времени своего возрождения и не дождались. Сноска. Гумилев. Алтайская ветвь тюрок-тугю.
Советская археология, 1959 год, номер 1, страницы 105-114, конец сноски. Они перешли в состояние, близкое к гомеостазу, но сохранили свою героическую поэзию как память о прошлом. Такую же память о событиях не только древних, но и сравнительно недавних сохранили киргизы Тяньшаня, джунгарские ойраты о войне с китайцами в XVII веке, индейцы Пуэбло, Тева и многие другие некогда могучие этносы, превратившиеся в малочисленные племена. Кристаллизованная пассионарность, искусство спасло их от растворения среди соседей, от ассимиляции и связанных с ней унижений. Этносы, находящиеся в этой фазе этногенеза, всегда вызывали чувство глубокого уважения у ученых-этнографов и у гармоничных, в смысле градуса пассионарности, колонистов, находивших с аборигенами общий язык. Но у субпассионариев и хищных пассионариев возникала дикая неудержимая ненависть, исключавшая возможность мирного контакта. Особенно четко это прослеживается на истории Северной Америки. Большая часть индейских племен, обитавших между берегом Атлантического океана и прерией, переживала свой динамический период еще до появления европейцев. Исключение составляли иракезы, переселившиеся в бассейн озера Онтарио с запада незадолго до появления европейцев, и, возможно, семинолы. Те и другие сохраняли некоторую пассионарность и вызывали лютую ненависть белых колонистов. Зато алгонкины, древние обитатели этого края, и культурные натчезы в Луизиане, безжалостно истребленные французами, манданы, кри, сделались в европейской культуре образцом мужества, честности, верности и прочих хороших качеств. Так их рисовали Фенимор Купер и Шатобриан. Но как только европейцы столкнулись с пассионарными индейцами, апачами, навахами, команчами, образ индейца омрачился, а тихие трудолюбивые индейцы Пуэбло вообще не снискали себе оценок. Европейских авторов больше интересовала их традиционная архитектура, нежели они сами, и это не случайно. Индейские земледельцы — народ очень древний, многое из своей культуры растерявший. Алгонкины многое сохранили, но не могли сохранить пассионарное напряжение, без которого было невозможно остаться независимыми, вследствие чего им пришлось дружить с французами и англичанами. А иракезы умели отстаивать себя. Их погубило только разделение во время восстания колоний. Часть их выступила за Англию, часть за американцев, и их вырезали те и другие. Этносов-изолятов, помнящих и ценящих былую культуру, можно найти очень много, но оказывается, что бывают субэтносы, отстраненные от поступательного движения превратностью исторической судьбы и сознательно предпочитающие консервацию бытового стереотипа, лишь бы сохранить дорогую им память о прекрасном прошлом. Еще в начале XIX века старообрядческие общины в Российской империи жили таким же образом. При Екатерине II старообрядцы были избавлены от гонений за веру и могли хранить обряды, которые они считали старыми. Последнее было искренним заблуждением. Они сохраняли не обычаи эпохи Андрея Рублева и Нила Сорского, а те, которые сложились к середине XVII века, когда после смутного времени и польско-шведской интервенции реакция на все иноземное стала очень острой. Но зафиксировав именно этот момент интеллектуальной и эстетической жизни России, они не хотели от него отказаться. И жить так они могли бы неограниченно долго, если бы их не размывало окружение. Живая бушующая действительность, реально протекающие процессы этногенеза.
Противники основателей старообрядчества, скоморохи, оказались в таком же положении. Высланные в XVII веке на север за то, что они своими песнями, плясками, маскарадами и сюжетами былин отвлекали людей от соблюдения постов и церковных обрядов, эти несчастные артисты передавали свое искусство детям до тех пор, пока на них не наткнулись фольклористы, то есть до середины XIX века. К счастью, было еще не поздно. Много успели записать и опубликовать. Так, благодаря столкновению с маленькой конвиксией, даже не субэтносом, находящейся в мемориальной фазе, мы знаем, что наши предки были не дикими, не безграмотными, не тупицами, ждавшими просвещения из Европы, ибо безграмотность пришла позже, с вытеснением старой традиции полуобразованием, то есть в XIX веке. Приведенные примеры свидетельствуют, что после конца динамических фаз этногенеза уцелевшие люди отнюдь не становятся хуже, то есть слабее, глупее тех, которые до сих пор составляли подавляющее большинство этносов. Изменяются не люди, а этническая системная целостность. Раньше рядом с большинством были пассионарные дрожжи, будоражащие, многим мешающие, но придающие системе, то есть этносу, сопротивляемость и стремление к переменам. Тогда идеал, точнее, далекий прогноз – это развитие. А теперь консервация. Агрессивность этнической системы, естественно, исчезает, резистентность снижается, а закон пассионарной энтропии продолжает действовать. Только взамен приобретений идут утраты. И тут многое зависит от характера этнического окружения. Субэтнос, потерявший инерцию развития, конечно, обречен, но люди, его составляющие, имеют возможность смешаться с другими субэтносами внутри своего этноса. Здесь они свои, и убивать их не будут. Но когда беззащитный этнос окружен представителями иных суперэтносов, это создает картину, от которой холодеет кровь. Англичане не считали тасманийцев за людей и устраивали на них облавы. Аргентинцы провели отстрел теульчей, патагонцев, а огнеземельцам продавали одеяла, зараженные оспой. Негры-банту ловили бушменов для использования их на тяжелых работах, а их самих обращали в рабство буры. Чтобы отбиваться от беспощадного врага, этносу приходилось тратить остаток пассионарности, ведь отбивались-то храбрейшие, то есть наиболее энергичные. А субпассионарии укрывались где могли, благодаря чему продлевали себе жизнь, но без всякой надежды на победу. Вот механизм трагедии этносов, которых этнографы-эволюционисты окрестили примитивными. Но даже если эти островки культуры в море невежества и свирепости в состоянии выстоять и не погрузиться в хаос, уничтожающий сам себя, то они бессильны против последней реликтовой фазы, предшествующей гомеостазу, где потомки членов наиболее вялых конвиксий, давно потерявших пассионарное напряжение, руководствуются императивом «будь сам собой доволен, тролль», ибо это уже не члены этноса как система, а подобие троллей, обитавших в кустах и ущельях по верованиям древних норвежцев. Фраза же взята из Ибсена, потому что уж очень сюда подходит. Она означает: старайся не мешать другим, не докучай им, а сам не грусти и не жалей ни о чем. Истребление таких милых, безобидных людей, честных, гостеприимных и доброжелательных, подобно убийству детей, то есть это преступление, которому нет оправдания. Переход в никуда. Казалось бы, возможен и иной исход – изоляция. Хочется думать, что в благоприятных условиях, без давления извне, этнос мог бы бесконечно хранить свою оригинальную культуру и отработанный стереотип поведения.
Пусть все вокруг рассыпается в труху или перемалывается пассионарными толчками, был бы мир, и этнос будет воспроизводить сам себя. Так думают многие наивные люди. Но дело в том, что вместе с памятью о прошлом люди последней фазы этногенеза теряют ощущение времени сначала за пределами своей индивидуальной или семейной биографии, живой хронологии. Сноска. Подробнее. Гумилев. Этнос и категория времени. Доклады Всесоюзного географического общества СССР. ВГО. Выпуск 15, 1970 год. Страницы 143-155. Конец сноски. В конечных этапах они ограничиваются констатацией времен года и даже просто дня и ночи. Последнее автор сам наблюдал у чукчей. Смена времен года находилась вне их внимания. Вместе с этим чукчи, прекрасные охотники, обладают развитой мифологией, очень храбрые и сметливые люди. Отсутствие хронологии отнюдь не мешает им жить. Сходную картину рисуют европейцы, близко общавшиеся с пигмеями Центральной Африки. Пигмей не знает, сколько ему лет, потому что год для него слишком большой срок, и потому что у него нет нужды считать свои годы. В остальном пигмеи очень неглупы, великолепно ориентируются в тропическом лесу, где сразу теряют направление не только европейцы, но и банту. Последние живут с пигмеями в тесном контакте, используя их как проводников, за что снабжают изделиями из железа, ибо банту — великолепные кузнецы. И вот что важно для нашей темы. Платить пигмеям за услуги необходимо тут же, не предлагая аванса, ибо они работают только для того, чтобы удовлетворить насущную нужду или прихоть. Вот наглядный пример. Пигмеи умеют то, чего не умеет никто, кроме них — строить из лиан мосты через широкие реки. Через узкую реку перейти можно, а через большую переплывать опасно, крокодилы. И поэтому надо построить мост, а материал — лианы и два дерева на одном берегу и на другом. Так вот, что пигмеи делают. Привязывают к пальме на берегу лиану, за нее хватается парень и его раскачивают так, чтобы он долетел до второго берега и там схватился за другую пальму. Если он промахнется, лиана стремительно возвратится обратно, и его может убить о ствол дерева. Это очень опасное дело, но пигмеи прекрасно с ним справляются. Потом по первой лиане они протягивают другие и делают великолепный висячий мост. Один американский кинооператор хотел это снять и обратился к знакомому пигмею. Американец пообещал хорошо заплатить, но пигмей ответил: «Нет, ничего не буду делать. Мне от тебя ничего не надо. Я уже на тебя работал. Ты мне дал нож, есть нож. Ты мне дал котел, есть котел. Ты мне дал еще стамеску. Очень хорошо, спасибо. А мне больше ничего не надо. Зачем же я буду рисковать? Так, в запас». Чего? В какой запас, я не понимаю, что ты говоришь, глупый белый человек. Тогда американец все-таки додумался. Он разузнал, что этот пигмей хочет жениться, а жену надо выкупить. Женщина у пигмеев ценность, за нее надо платить, за ней надо ухаживать. Женщина — большое дело. Он говорит: «Выкуплю тебе невесту, вот только сделай мост». И тот ему сделал мост и получил невесту. Но понятия «запас», «будущее» пигмеям чужды, равно как и прошлое до рождения данного пигмея. То и другое его просто не интересует. Контакт с банту поддерживает пигмеев, стимулирует их, при этом не лишая их привычной географической среды, ибо на тропические дебри никто никогда не покушался. Благодаря сложившемуся симбиозу пигмеи живут веками. Таким образом, оказывается, что этносы, потерявшие былую пассионарность, могут существовать за счет пассионарности
соседнего этноса, передаваемый даже не половым путем, а через системные связи. Симбиоз — это усложненная система, выгодная для обеих сторон. Единственная опасность здесь кроется в попытках перевести этнический контакт в модус ассимиляции, но это всегда возрастная болезнь финальных фаз, когда люди, вместо того, чтобы изучать окружающую действительность, начинают ее измышлять. Еще никому не удалось найти более удачный вариант, чем есть в природе. Итак, даже для финальных фаз этногенеза нужна пассионарность, хотя бы заимствованная. Вот почему пассионарные толчки не только губят, но и спасают этносы, находящиеся в соседстве с ареалом толчка. Но если этнос этой фазы находится в полной изоляции и пассионарный толчок проходит мимо места его обитания, то приходит конец еще более печальный. Обратимся к фактам, ибо логике никто не захочет верить. На Малом Андамане, в чудном климате, среди роскошной природы, живет небольшое негроидное племя онгхи. Никто их никогда не обижал. Там устроен заповедник, и даже туристов не пускают. Жители мирные, приветливые, честные, очень чистоплотные. Кормятся они собирательством и рыбной ловлей. Болезни там редкость, а если что случится, дирекция заповедника оказывает помощь. Казалось бы, рай, а население сокращается. Они попросту ленятся жить. Иной раз предпочитают поголодать, чем искать пищу. Женщины не хотят родить. Детей учат только одному — плавать. Взрослые хотят от цивилизованного мира только одного — табака. Сноска. Вайдья острова, залитые солнцем, на суше и на море. Москва, 1968 год. Страницы 325-351. Конец сноски. При всем этом онгхи весьма чутки к справедливости и не переносят обиду. Женщины их целомудренны, и когда заезжий бирманец попытался за ними поухаживать, онгхи убили его, а затем сообщили об этом начальству, но не как о своей провинности, а как о наведении порядка. Разумеется, о наказании их не возникло и речи, и правильно, нечего было лезть в чужой этнос. Но вот что странно. Директор отделения департамента антропологии, образованный индус Чоудхури, сказал автору очерка: «Онгхи живут так, как жило человечество 20 тысяч лет назад. Для них ничего не изменилось. Питаются они тем, что дает природа, а тепло им дают солнце и костер». Вот сила гипноза, некритически воспринятой эволюционной теории этногенеза. А как, по мнению индийского ученого, попали на Андаманские острова предки онгхи? Ведь они должны были знать не только каботажное мореплавание, да и вряд ли они плыли по Индийскому, очень бурному океану наобум. Луки и стрелы тоже надо было изобрести или позаимствовать у соседей. Брачные обычаи, запрещающие даже в случае раннего вдовства повторный брак и ограничивающие браки с близкими родственниками, отнюдь не примитив. Язык онгхи неизвестен, потому что индийские этнографы его еще не выучили. Но когда это случится, то наверняка окажется, что у онгхи есть воспоминания о предках, мифы и сказки, еще не совсем забытые. Но жизненный тонус онгхи понижен. Четвертая часть молодых женщин бесплодна. Если бы так же обстояло дело 20 тысяч лет назад, то предки онгхи давно бы вымерли. Нет, онгхи и подобные им этносы не дети, а старички. Без пассионарности люди менее приспособлены к жизни на земле, чем животные.
Те в стабильных и благоприятных условиях не вымирают. Даже крокодилы на тех же Андаманах при появлении охотников с ружьями научились прятаться. Аборигенов с луками они не боялись. На этом уровне пассионарности кончаются этногенезы. Но кроме прямых процессов этногенеза, лежащих в биосфере и потому не инициирующих феноменов деструкции, есть нарушения развития, при которых возникают необратимые упрощения экосистем. На них мы сосредоточим особое внимание.